Раз. Наш сосед, который сверлит, кто правильно. Да, сегодня очень актуально было. Сегодня, да, с самого утречка мне сказали доброе утро, здравствуйте. Мы вас всех очень рады всех видеть. Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я Леха. Хардплей, Лешка, да, это я, мои хорошие. Вот, сегодня у нас с вами первый день турнира, какого? ПКС-2, Hardplay Cup 8. То есть все, кто сейчас на стриме, в истории, понимаете, сегодня комментатор Алексей, он затмит просто все комьюнити. Я сегодня в таком замечательном, прекрасном настроении. Мне сегодня его поднимают с самого утра. Поднимают и поднимают. Да, так что я поделюсь с вами этим позитивом, понимаете? Спасибо заранее всем, кто делится, через кнопочку поделиться этим потоком везде, где только можно. Значит, что у нас сегодня интересного? Сегодня команда бустера Gun5 у нас играет с такими, знаете ли, как бы темной лошадкой-то я бы их, наверное, не назвал. Но, наверное, вы игроков знаете из этой команды. Ребятки, кто на фасике катают, да, на фейсите, те прекрасно знают этих игроков, которые будут играть в команде Вердант. Немига и Инсилио тоже непонятно. Игра пойдет 100% наравне. Кто ставит, не рекомендую на эту игру ставить. Gun5... Вот что там будет, вы знаете, тоже под очень большим вопросом. Потому что Вердант, я вот не помню, но, по-моему, это аж с Великобритании команда. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, оттуда. Я могу, в принципе, посмотреть, откуда они, но, если честно... Я думаю, будет игра равная, что в одной, что во второй игре. Тем интереснее. Я думаю, что будет просто сегодня разрывная. Я безумно хотел посмотреть, блядь, именно эти игры. Сейчас будет играть у нас БО1. Напоминаю, сегодня игры БО1. ВП Продиджи и Spirit Academy. Team Spirit, да? Короче... Ой, я не знаю, понимаете, я думаю, что, нас ждет что-то просто феноменально потрясающе, феноменально, и вообще, я не знаю, я жду. Но честно, жду именно посмотреть, как Немига отыграет сегодня. Очень хочу посмотреть, и хочу посмотреть за командой Вердант. Как они сыграют. Я думаю, что эта темная лошадочка даст о себе знать 200%. Это не 200, это 100 500 миллионов, да, процентов, потому что я думаю, что это будущие эти самые. Так, по-моему, камеру на туриках я ставлю всегда вот здесь. Да, наша вторая трансляция, да, то есть откуда мы смотрим, идет не на ВК Play, а именно на втором нашем канале, где, правильно, это у нас канал Hard Games, будущий Hard Play V2.0 4×4 Quattro Turbo Nitro. Ставим максимальное качество, наслаждаемся. Как вам начальные игры вообще, в принципе? Как вам вот этот вот старт, вот самый вот это вот стартующее состояние, как вам? Привет всем, да, привет, ребят. Я пока ехал, смотрел игру, наверное, сегодня у нас международный день моей любимой карты, да? Как вам сегодня? Разнообразие карт, как вам? Балдеж?
Бля. Сегодня, знаете, у меня такое ощущение, все решили, в тот турнир все играли до допов, в этот турнир все погружаются в Анубис, блядь, изучают его. Да, кстати, напоминаю, в нашем паблике, называется он Hard Play Team с галочкой, да, или ссылка внизу в описании тоже на него есть, вы найдете расписание всех игр, какие команды участвуют, все группы, все ведется, все крупниками, понимаешь, пишется вообще везде все, кто с кем, кто выиграл, с каким счетом. Кибершоки, кстати, отлетели от Team Spirit Академии со счетом 11-13. Жаль, честно говорю, жаль, потому что нехер Мираж было пикать, на мой взгляд. Да, но игра была очень интересная, я смотрел, я фиксировал. Если честно, я думал, конечно, что как-то вот они выйдут. Но нет, к сожалению, нет. К сожалению, подчеркну. Так, у нас VP Prodigy с Gen 1. Тоже, кстати, очень интересная команда. Несмотря на то, что 104 место HLTV, но очень-очень-очень бодрые ребята. Пикнуть Анубис. Ну, конечно же, Мимаса уже с Анубисом подъехали. Я, в принципе, даже другого и не ожидал. Также у нас сегодня VP Prodigy вынесли Team Spirit Академию. Вперед ногами просто сказали добрый вечер, потому что нехер пикать Анубис, понимаете, нехер пикать. Вон Мирочка поставила новую эту Дрифт Корч, да, поставила, выиграла деньги, да, молодец, солнышко, да, прекрасная попа, кстати, да. Подпишись на нашем закрытом телеграм-канале, напоминаю, да, каждый раз буду это говорить, не устану повторять, да, дальше продолжать не буду. Значит, Кибершоки в том числе отлетели и от Gen 1. И если я не ошибаюсь, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, команда Кибершок заканчивает у нас свой путь в турнире Hard Play Cup 8, потому что у них, по-моему, 2 проигрыша. Надо посмотреть, либо они в нижнюю ветку отлетают. Кстати, Кибершоки уже укатились на 181 место HLTV. Надо, наверное, что-то делать Эрику, начинать думать, гадать и, конечно, задуматься о том, чтобы укрепить, может быть, состав или еще как-то чем-то где-то, да, что-то начинать делать, потому что, ну, уже много проигрышей и как бы пора бы, да, наверное, подключаться. Но ему виднее. Тем временем турнир у нас продолжится через 2 минуты. Так что как-то так. Как-то так. На ранний нет ставок, я не знаю. Ставки есть только в одном месте, друзья мои. Ставки я знаю только в одном месте. Это, конечно же, что? Я могу сказать, я могу сейчас сказать, но, понимаете, кто-то скажет: Алексей, Винлайн не зашли на этот турнир, потому что просто не успели документально зайти. Да, с документами провозились. Я могу, конечно, сказать, но... Могу, конечно. Носить красиво, ну красиво. Красиво, да. Красиво, ну с умом. Да, да. Так, мне здесь пишут. Замени, пожалуйста, что? Баннер замени, потому что заранее мы его, говорит, сделать не могли, мы по таудодике. Но могу, я сегодня напоминаю. Ух, какой, ничего себе баннер, ничего себе, а ну-ка, ну-ка, а ну-ка, секундочку, тут прям вот анимация, и прям, ничего, ого. Так, а ну-ка, секундочку. Тут что-то намечается. Подожди. Могу. Сейчас, одну секунду. Ну-ка, подожди-ка, ну-ка. Это что, это специально, это прямо это что, интенто для нас, что ли? Ля, что сделали? Ля, мужик какой! Вот это деду надо! Вот это уважение. Молодцы, ничего себе, как говорится, да? Угу. Ну, уважение, да. Кстати, ссылочка все внизу в описании, да. Так, ну что у нас? Ну что у нас, начинается или не начинается у нас, а? Уже начнем. Очередной перенос. Перенос хода, как говорится, да. И очко уходит в зрительный зал. Нужно дать прозвон. Алло!
Алло! О, хорошо, когда организатор, да, турнира. Вообще владелец всего, да, в принципе, жизни этой тоже владелец. Алло! Алло? Как у нас дела? Ага. Причина какая-то. Да? Ага. То есть вот эти, да? Ага. А мы сейчас, то есть из-за них задержки идут, да? О, МГТС, да, ты говоришь? Угу. То есть про которую сейчас на стриме я не буду, да, говорить? Так. Компания МГТС предоставила услуги одному из игроков в VP Prodigy, и у него пинг 500. И то есть теперь многомиллиардная, да, как минимум аудитория канала Hardplau, да, она не узнает, потому что это секрет. И то есть у одного из игроков пинг шалит, и мы должны теперь все менять сервер, да, то есть из-за компании, я прошу прощения, могу ошибаться, МГТС, да? Ага, да. Угу. Слушай, ну я в тот раз тоже хотел подключить МГТС, я тебе напоминаю, да, в новой квартире. Я думаю, подключить все-таки МГТС или, да, Войнах Телеком. Подключил второй вариант, потому что надежнее. Все, я понял, солнышко, давай ждем. Спасибо. Могу, давай, могу. Ага. Уже позвонили. Уже туда позвонили. Смотрят, знаете, откуда турнир? Люди. Поставили там все. Понимаешь, поставили, да. Сейчас начнется, да, там. Сейчас позвонят туда. Туда. Да, вообще. Угу. Ой. Да. Сейчас начнем это. Да. Блин. Я вот думаю, а может быть давануть или не надо? Я просто думаю насчет, вот я по поводу спиритов думал. Ребята, а кто их сегодня видел, как они играют? Team Spirit Академия. Какой ваш вердикт вообще? Что там, как? Привет, родной, Перовский, здравствуй. Мое почтение, присаживайся, мой хороший. Присаживайся. Как вообще? Чувствуется? Миролика, ставки увеличиваются. Скоро нужно будет выезжать. У меня джип в Москве. Могу приехать. Не, ну там хорошие две такие, мама не... Да, и как бы фейс как бы тоже, да. Не надо свет даже выключать. То есть там прям все в порядке. Рекомендую. Нормально? Спасибо, солнышко, спасибо. Так. Угу. Ага. Ну, ваш вердикт какой? ВП, Virtus.pro или все-таки спириты сегодня? Ну вот просто ваш, вот на что это, да? Нет, Перовский, пока не смотрел, я спал всего 4 часа, там кое-что не на стриме, да. Кое-что там, это по личному. Да, там. Все грузят на ВП. Усе грузят на ВП. А ведь ВП отлетают от 104-го. Ну, блядь, но при этом они выигрывают у спиритов. Но это Анубис был. Вообще веселая, просто ультра веселая это. Я жду группу Б и не знаю как чего. Сегодня просто вот группа Б будет играть. Это просто будет потрясающе. Просто потрясающе. Но здесь говорят спириты за... Вот он! JTB!
Расписание JTB неизменно. JTB, пожалуйста. Заменит Хейди. На стате комментатора, по крайней мере. Вот, значит, что мы смотрим? Давайте с этого начнем. У нас 5-й матч. Это группа А. Все еще они доигрывают свою заключительную встречу. Virtus.pro. Брат, давай сейчас посмотрим. Ребята из коллектива Team Spirit Academy. Ну, на баннере Academy. У нас сегодня было в итоге 3 Анубиса, 2 Миража. Academy, да? Второй Мираж подряд сыграет. Но, видимо, они Бан. подумали, что мы предыдущего вот. Миража выиграли, поэтому сейчас нам тоже ничто не мешает Virtus.pro обыграть. Суммарно на что? Cybershock 0-2 сейчас, Virtus.pro 1-1. У меня шкаф такой тоже раньше был. Топовый. Пока что так. Вот, совсем скоро мы в игру прыгнем, посмотрим, может быть, на живой раунд, да? Смотри, переходы пошли. Но, да, на живого раунда у нас не будет, уже мы... На живого не будет. Грубо говоря, давайте так, посмотрели, Virtus.pro у нас... Потому что... Защите, либо, как говорится, они еще стороны не выбрали, и сейчас вот только решают. Или Virtus.pro на топорах. Кто начнет. Поехали. Еще раз, да, всем большой привет. Здорово. Алексей совсем скоро должен запустить будет свою трансляцию. В пути до студии, не знаю, где я уже запустил? Надо поприветствовать. Но мы ему уже не единожды передавали привет. Я уже сейчас не единожды передам. Ну-ка, надо передать. Долгих 5 часов. А ну-ка, привет оператору. Мы уже разобрались, и Virtus.pro Prodigy нас будут... Друзья мои, вторым окошечком обязательно надо открыть основной турнир. Обязательно поставить пальчик вверх, обязательно комментаторам. Им очень приятно будет. А Spirit Academy будут... Скажи какой-то, о, да. Сейчас в чате начнется там. Господи, из головы вылетело. Так, все, поехали. Опа. Против Cybershock чуть было не отдали камбэк. Cybershock на самом деле хорошие шансы, большие шансы имели побеждать. Это будет А. Предыдущего Миража, но вот Спиритом под конец все-таки собрались. Это будет А, здесь дабла, кстати, на. Сейчас полетят 75 смоков. Все, поехали, смок, раз. Очень быстро выходит, раз, сразу получает. О, добрый вечер, до свидания. Заснул. Работает трона, Кусми. Моментально ставится бомба, просто моментально. Молодцы. Очень на уверенности прям Спирит сейчас зашли. Просто с ноги взяли, пацаны зашли, петарда стоит. Плюс бабки уже. Оп, все, а все. А уже все. Опа. А все. Конечно, Киганасу уже никто не отпустит первый раунд. Очень долго, мне кажется, заходили, на мой взгляд. Очень сильно что-то мыкались, тыркались. Точнее, выходили, господи, эти Виртуса. Дали просто зайти Спиритом. Зачем? Мы обещали вам промокодики. И вот прямо сейчас в чате промокодик и появится. Ловите его. Вот нашего новоиспеченного модератора. Поздравляем с назначением, так сказать. Ловите промокод, забирайте. На основной трансляции, ребят, промокод. Можно лутать. Дающий вам на сайте 25 центов, которые вы можете свободно использовать. Ага. Ну, а мы пока вы этим занимаетесь. Ты говорили. Смотреть матч, а именно ты говорил, что АВП шарит в этой карте, блядь. Решающая и для коллектива Virtus.pro, и для ребят из Spirit Academy. Ага. То есть коллектив, который проигрывает плей-офф. Опа, добрый вечер. Ну что ты? Сережа! Почему-то в андерграунде не ждал. 4 в 4. То, чтобы часто атака играет андерграунд вдвоем. Я думаю, что все-таки, наверное, Спириты должны что-то сделать. Спрашивайте, вопросы задавайте, там что хотите. В принципе, можем общаться совершенно спокойно, ничто не мешает сегодня это делать. Это Б. Вот, поэтому помимо просмотра матчей, мы также общаемся. Ой, а кто это у Virtus.pro партнеры? Ставлю на ВП все. Тоже веселей. Мне как весело. Ух. Жесть. Ну ладно, пока что 4 в 4, друзья. Пока что 4 в 4. Принципиально важный раунд для команды Virtus.pro. Если они сейчас Спиритом не дают продохнуть здесь, а именно этим занимается Кусми, то можно выходить даже и на 4-й, но пока что... Ага, оп! Предстоит одолеть Альфу. Жестко! Очень на сухого. Он 2 в 1. скажем, на сухого. Вышел. С апартаментов. У нас обычно, правда, на сухую. Оп, спрыгнул, есть инфа. Поехали, опа, жесткий. Все прекрасно, ребята из коллектива Virtus.pro Prodigy понимают, где именно находится сейчас Альфа. Знает, что он за Форестом, но Something принял решение не умирать. А вот то, что он пропускает Альфу в спину своего тиммейта, это большая проблема. Все-таки забрать там не получилось. Ты не чекнул там! Раунда. Тянет Альфа время, понимает, что Альфа! Нужно, то ли ставить, то ли... Как он его не чекнул? Как? Пикать надо! Немного, и Virtus.pro выигрывают второй. Это, на самом деле, не дочекал, чуть-чуть не дошел. В предыдущем раунде закупались. Сейчас у них должен быть экономический, и Virtus.pro имеет все шансы. Кстати, я не посмотрел, а на винлайне есть линия? Надо глянуть было. Бля, я бы сейчас тоже поставил, на самом деле.
А? Я за Продиджи, потому что у них, говорит... Да. Ну, диглы купили себе. Перед тем. Интересно то, что Тинеки играет с Глоком, хотя снайпер... Это было очень близко. Дигл. Так. Есть инфа. Опа, а все. Странно, ну ладно. Но он видимо, одного есть увидел. какая-то А там стак Б. мысль. А под Б всего двое. Спирит Академи. Игроков ВП. А спириты сейчас полетят. У них диглы, кстати, опасные девайсы. У них 3-4 дигла, извините. А все. Опа. Кручу-верчу, обмануть Ну, кольчу. спириты просто стоят. Ну, их здесь нормально примут. Ставим контролем. Их Кто-нибудь из разворачиваются. Сделаем энтри, попытаемся от этого сыграть, но... Фейкуют, смотри. Себе не позволяют, играют довольно осторожно. Вот сейчас чуть было не подставился господин Шейди. Слим Шейди. Реал. АФК геймплей. Ну, Они смотри. прям надеются выиграть этот Они раунд, перетягиваются. видно. Они прям верят в Коннектор победу, в свои отдают. возможности. Смотри, Они шестерка очень стоит сильно, просто... На самом деле, вот 38-я секунда, они очень сильно по карте расплющены. Опа! И по итогу А чё по таймингам? я даже не понимаю, что они собираются всё, делать. время. У них 30 секунд. по идее, Ребята, должен быть 30. сплит Б. Чё Тут, делаем? Оп! Сплитом Б До и свидания. пахнет. Денис, отличный минус по Кигану. При этом чё каким-то делают? чудом, я не знаю, как это возможно, но промутился Джангл, представитель команды атаки. Хотя про него вроде бы знали, то есть его пропустили, но то ли пострелять по нему не успели, то Чё это ли было? еще что-то. Virtus.pro в итоге Спириты заместо того, чтобы просто взять и выйти на Б, взяли, заморосили, затупили. Я не знаю, что они сделали. Если они хотели сделать перетяжку через коннектор, через андер на А, надо было это делать гораздо быстрее. И, кстати, возможно, что... Что-то я их перехвалил в первом раунде, потому что так шикарно вышли на А, на пистолетке, и здесь просто впали в кому. Ни по таймингам, ни хера ни почему не попали. Но мы продолжаем смотреть. Вот. Хотя зачем? Опа, Все добрый здесь вечер. были. Отличные светошумовые взлетают. А никого ни с кем не разменялись. Они разменяли, ладно. Рекик привел лишь к смерти, лишь к потерям команды Virtus.pro. Потеряли они только что Шейди. Да, он хорошо очень сыграл на старте этого раунда, сделал энтри, но он повторно доигрывать здесь особого смысла не имело. С другой стороны, продолжали тиммейт ему опять же флешки накидывать, он еще надеялся. Мне интересен игрок Samsung. Уже, конечно, что это за игрок? Были Я просто не имею в виду его не то, что его рассматривал, мне просто интересно, кто это. Почему-то я его не помню раньше. Немножко. Новый какой-то игрок. База и Пит отжали Virtus.pro. На самом деле, это прям value. Это прям очень value. Если двушка еще в планете не умрет, то рано или поздно в спине у команды Spirit Academy окажется Кусми, который сделает все фраги, скорее всего. Ну, вот, потому что он уже в спине, да, то есть жестко не слышит сейчас, на него а на Б двое. Коннектор, правда, заходит прямо сейчас атакующие. И вот Кусми начинает работать. МП-9 объективно не лучший девайс для тех дистанций, в которых Кусми находится при сражении со своими оппонентами. Но так или иначе, он свой фраг нашел. Но вот проблема в том, что двушка погиб. Я говорил, что двушке погибать вообще нельзя. Но двушка это сделал. Альфа минус по Денису. Занимается КТ, на Тинеки рискует здесь. Не увидел? При этом по Кусме информация есть. Понятно, откуда его ждать. Да, именно с Пита, именно к этому Бас тут и готовился. И Something последний представитель обороны. Услышали? Зря стрельнул. И к нему все. Spirit Academy оказались в моменте готовы. Естественно, и сейчас остается только доиграть этот раунд. Ну что, Спириты забираются. Первый девайсный. Ну, давайте. Я, короче, прямо сейчас хотел, знаете, что сказать? То, что спириты опять повторяют ту же самую ошибку, играют очень вязко и очень долго. Но при этом ВП Продиджи, у меня такое ощущение, они в этом раунде вот это у них какой-то вообще непонятные мувы, и они просто так, по-моему, раунд отдали, если я не ошибаюсь. Причем начали-то вообще за здравие. Потом зачем-то он дальше побежал мид пикать, перестреливаться. Непонятно. Потом эти ошибаются, не было размена, спириты. Что произошло, я не понял. И ладно, окей. Команда атаки находился, вот именно поэтому это ты в спину выйти не можешь. Это отсейвится. Да, сложно. Сложно, очень сложный раунд. Spirit Academy. Второй девайсный начинается здесь и сейчас. Уже есть снайперская винтовка, развели там мачочек, хаешкой. 150 смоков и быстрый выход. Заметьте, как быстро выходит команда Team Spirit. Spirit Academy в предыдущем матче. Все.
Все, они в пленту. Добрый вечер, все. Получился, и судя по всё. всему, получится и сейчас, хотя... Здравствуйте. Непонятно, прыгают в КТ представители атаки, при этом Денис, судя по всему, этого не понял, он не понимает этого. Денис! Денис! Ребята в КТ, ну что такое? Все кричат в чате: Денис! Он прикрывает его тиммейт, Кузьме отлично пострелял 3-3 дальше. Дисконнектора пока что не может представитель коллектива. Репорт! Репорт, бля! Это вообще незаконно. Это репорт! Продолжаем смотреть. Это Сами банчик, понимаете другалек. прекрасно, где находится Альфа, но пока что по нему стрелять он просто не способен. Стена перекрывает обзор. Видел, да? Это бан. Времени все меньше и меньше. Альфа поймал великолепный тайминг, но Женя сидит и дефьюзит. Вот секунда оставалась, но все-таки Киган додефьюзит. Ты видел, как заходит? Обратите внимание, как заходит Spirit Академия. Не первый раз они заходят, их не могут ничего с ними сделать. Что на пистолетке, что сейчас, вообще без вариантов. Они просто зашли, поставили петарду. ВП надо что-то делать. Сразу же берется тактическая пауза от команды ВП Prodigy. Тактическая пауза. Все. Призадумались. Ребята, что они призадумались. Ребята, пальцы вверх за турнир. Спасибо всем за вашу поддержку. Как говорится, мы с вами, да, это, над нами, и мы все вместе. То есть в следующем раунде бай, потому что будет 2900. То есть там по 5000, считайте, у каждого будет. Ну да, сейчас закупаться особого смысла нет. Либо... Ну, 36, ребят, 36. Закупаться на все бабки. Чего начинаете? Ну, либо выигрывать... Неважно как, неважно где, главное, что не у коня. Ждать 2 раунда, этот и следующий, и через 2 закупаться, соответственно. То есть следующий будет в любом случае экономически. Я не буду больше ничего говорить, все. Просто сейчас эко делал, стакал бы Б-плент, например, и все, и АФК стоял бы. Вот, там, ну, угадали, не угадали. Спириты жесткие. Я заметил, они их... Вот я честно, я не представляю, что дальше будут делать ВП Prodigy, если просто команда Team Spirit Академия просто будет постоянно по КД заходить просто на ноге на ад с такими же раскидками. Что они будут делать? Непонятно. Итак, это стакают... Все, они не угадывают. А, тоже валью. Прилетает Молли, пытается из это Молли фул. Денис тут неприятный тайминг он для себя погнал. Погорел немножко. Все, они делают стак. Команда ВП Prodigy, ребят, стакает. Плент. Но команда Spirit Academy, они это понимают, они играют очень аккуратно. Очень аккуратно, они пытаются угадать. Говорил, точнее. Один легендарный киберспортсмен, капитан. Это я. Плейбой, филантроп. Про меня, да? Непосредственно яму укрепили Virtus.pro. Да. Я всегда так говорил. А вот и врывчик в мидл. Нервы все-таки у Virtus.pro не выдержали в этом раунде. Месси, Зара Месси, Эндера Месси, Месси. Денисчик. Кузьми остаются вдвоем. Минус Кузьми. До свидания. И Денис последний. Денис! Денис! Яму контролирует. Поехали! А тиммейты непосредственно... Жесткий зажим яйцами, Денис. Все, сейчас будет установлена пачка, что принесет команде Spirit Academy еще примерно квинтиллион долларов. Сколько? Шутка, конечно. А вот здесь бы, кстати, можно было бы и прострелить, потому что, по-моему, калаш простреливается. Друзья мои, подскажите, вот это место с калаша простреливается? Поняли? Правое окно. Вы пишете, походу встречи... Вот где он стоит? По-моему... Кого? Промокод? Где? Затачивайте. Друзья мои, открывайте вторым окном обязательно канал Hard Games. Здесь промокоды сыпятся, блядь, как из рога изобилия просто. Мне решать. А у нас, кстати, тоже рандомно сейчас будут промокоды полетят, да. Свои решения. Килограммами, килотоннами. На вас, чат, кто знает. Простреливается, ребят, пишут. Надо затестить будет. Но я думаю, с калаша, да, должно. Ну вот он и бай. Со скаута? Не-не-не, скаут. Я говорю, я не говорю скаут. Ну, скорее всего, и прошлый раунд в калаш. тактической паузе. Но, может быть, немножко и девайс зацепили. Не вижу, есть там снайперская винтовка или нет. Нет, Денис на бую повис. Кстати, Митя, ты в курсе, что Денис это Митя? Она прям очень нужна. Бан. Здравствуй, родной. Здравствуй. Прям очень-очень нужна снайперская винтовочка. Но пока что до нее еще копить. Опа! Судя по всему. Так. Итого у нас это Б! И опять быстрый раунд! Что происходит? О боже! Все! А все! Что? Почему не зашли шорт? Неплохо.
Пытается Что по стрельбе? Оппонент, но Шейди оттуда отлично отстреливается. Еще один фраг от него тут должен быть. Альфа при этом пристрелил Самфинга, но раунд на этом моменте уже закончился 4-3. Virtus.pro выигрывают еще один девайсный. Неплохо. Пока что вот тенденция... А что по стрельбе сейчас произошло? У Spirit Academy по большей части получаются раунды именно под аплентом. Равная игра. У меня вообще сейчас какое-то лютое непонимание. Во-первых, что случилось сейчас с Авапером в команде Team Spirit Academy? Где был Киган? Я не понимаю, что блядь, произошло. Что, сбой дало что-то или что? Медленные раунды у Спиритов тоже неплохо получаются, поэтому можно и медленно играть. Да, можно просто каждый раунд, в принципе, Б-план бегать, плюс В. Но это обычно ведет к счету, Да. ну, в нашем случае, 9-3, например. Пока что хаешками Б-дом откидывают. Пытается сражаться. Вообще абсолютно бестолковые хаешки, что в одну, что в другую сторону. Я имею в виду бестолковые в плане, что они ничего не приносят. Но этот один в поле воин. Команда Spirit Academy перетягивается на мидок. Как говорится, любишь мидок? Выползает Киган с ВП с андерграунда, смотрит коннектор, никого тут нет. На Дельпане на тикетбоксе тоже никого нет. Шейди аккуратно присел. На Дельпане как раз таки тоже с ВП. У нас случится ли дуэль снайперов в этом раунде? Ну, совсем скоро узнаем. Смог положили в коннектор, при этом пытается Киган там кого-то пропрыгивать, то ли он моликом так и не прицелился, но вот сейчас Шейди, заметьте, насколько ровно сейчас вышел игрок команды Spirit Academy. Он дождался раскрытия смока, и его не увидели. Ребята с коллектива Virtus.pro, но времени 40 секунд всего лишь, и время сейчас, конечно, все? Virtus.pro играет. Все? Оба! Потрясающая игра! Стрельба! Шикарно! Шикарно! Трипла! Трипл килл! И тут снайперская винтовка от обороны начинает отстреливаться. Шейди минус по базу. Последний представитель атаки в этом раунде это Киган. У него 20 секунд, у него АВП. И что ему делать? Девайс не мобильный, из скоупа не выйти, с апартаментов не спрыгнуть, только сейвить. Другого варианта я для Кигана в этом раунде уже не вижу. Времени слишком. Это чисто раунд на Самсунге. Очень хороший спрей. Прекрасный перевод. И я замечаю, что вот этот вот игрок, вот эта пожилая темная лошадка, или не очень темная, не знаю, но играет он очень-очень бодро и надежно. Я хочу заметить то, что по тактике команда Team Spirit Academy выходит вперед, как я это вижу, но по стрельбе команда VP Prodigy, ну не на голову, но, мне кажется, посильнее прилично, как я это вижу. Вы со мной солидарны, Чидачи, нет? Очень интересно. Тактическая пауза. Потенциально я тут бая не вижу, на самом деле. Там Авик. Spirit Academy сейчас. То есть Киган с ВП сыграет. Непонятно абсолютно, что они будут делать с баем. Ну, скорее всего, 2 пистолета от Альфа, от Натинеки, Бас и Магно. О, промокодик полетел на CSGO Run, разбираем. Магно вот даже до калаша додумался. У него, правда, армор первый. Поехали. Вообще забавно под калаш первый армор покупать. Кто, ребят, забрал промак, как всегда, плюс чай. Кстати, не забывайте то, что... Я не буду спорить с тем, ссылочка внизу в описании. Это может сыграть. Чувак пишет, а где промо? Что-то меня напрягает, на самом деле, этот момент. Киган за счет спавна первым бежит по точку 1. Что это за игрок, Самсон? Там подставляться никто не собирается. Двушка у нас играет под апартаментами. И минус от Шейди, минус снайперская винтовка. Атакующей стороны ее моментально подбирают. Естественно, и об этом, по-моему, Шейди знает. Магна, правда, двушку оформил. Минус по нему. Из-за фаербокса Шейди пострелять здесь не смог еще один раз. Нажать на кнопку успешно не получилось. Нажми на кнопку, получишь результат. На тролле сейчас разменялись ребята. При этом Магна каким-то чудом реализовал калашников свой. Непонятно, как это произошло, видимо, из апартаментов. 5700 Элла, Самсон. По поднявшемуся двушке отработала. Перетяжка в точку Б недурно, спасибо. Прямо сейчас. Проблема в том, что эту перетяжку Virtus.pro могут проспать просто. Вышли в мидл тем временем. Spirit Academy, судя по всему, собираются мидл отжать. Попробовать, по крайней мере, это сделать. Ну, от калаша, от снайперской винтовки 4 в 4 в теории это действительно возможно. Сейчас интересная расстановка. Размазывает свою оборону по карте. Они им вчетвером предстоит обороняться.
Да, не по девайсам сильнее, да, не по баю сильнее, по донатам, по всему остальному. Ну, как же он Всё, проспал-то? вопросов И нет. все, Какой- а какой- все, чем а шлем уже вообще? побежали, Вот а он можно один, покупать, а так он один, работает. надо тянуть Магнус время. уже 2 фрага с калаша в этом раунде. Бам-бам, перестреляли, бам, бам, и тянет, и тянет. Посмотри, сколько времени он выиграл в своей команде. Непонятно, но тем не менее минус по альфе он умудрился найти. Магна третий фраг для себя в этом раунде. И 61% здоровья у него после этих 3 дуэлей. Бомбу все-таки поставят. Судя по всему, Spirit Academy, как минимум, это плюс экономика. Пытается Денис через окно сыграть, видел оппонента на форесе. 4-й фраг для Магно. И снайперская винтовка от Шейди промахивается. Он с АВП, но все-таки попадает. Сьюспай, АВП против АВП. Кто же окажется сильнее? Мейн, снайпер, А Вапер выиграет! Игрок коллектива Spirit Academy, они все-таки выигрывают этот раунд. Это просто нонсенс, друзья. У них было 3 глока, калаш и АВП, которая умерла прямо в начале раунда. Просто жесть. Что-то вообще, Не знаю, короче. как Virtus.pro такое отдают. Ну вот, отдают. Но и идут, посмотри, они идут просто ноздря в ноздрю. Они идут ровно прям, ровно. Очень обидный момент. Хата залита на ВП. Virtus.pro оказались Spirit Academy все-таки готовы. Магна. Забавно, что за весь раунд ему вообще Двушка никто open frag. не попал. Он должен был убирать. Open frag. Но нет, он просто бежит. Сейчас может все перевернуться. Разворачиваются. Магна своим калашом выиграл раунд Спиритом. Сейчас может такой прикол случиться, то что он забирает калаш, двушка, у них М-ка, у них Пипега, у них скаут, у этих, то есть сейчас спириты на самом деле могут доходиться, довертеться, и как бы это того самого. Как бы может повториться раунд. То, что они просто по времени не успеют, и все. То есть, что значит никнейм там Something, условно. А вот это важно. Дениса, Шейди. Смотри. Понятно, да? Ну, что значит никнейм? Денис! Раз! Наверное, как-то... Денис! Денисыч! Но двушка на месте. Все-таки пострелял более-менее. А так, тем временем, двушечка у нас за Форестом работает нормально. Плюс Альфа +1. И бас последний. Он прям в планте, но тут как ты не откроешься, как ты не выйдешь, тебе в любом случае выстрелено в голову. Как я и говорил. Virtus.pro. Сейчас уже как минимум не проиграли первую половину игры. Еще один раунд. 4000 долларов залил на Virtus.pro. Дьявольчик. Камбэк, если это можно выиграешь, так назвать. Знаешь, по какой ссылке надо бахнуть. С моим оппонентом. Да, Анубиса уже сегодня сколько? 150 карт сыграли, Анубис? Какой-то вбег, судя по всему, от Так. точки Б. Ну, они понимают, они замедлились, то есть они сразу побежали на ТВ. Но замедлились, понимали, что в любом случае их будут хаешками, моликами откидывать, и тут первым таймингом врываться никакого смысла абсолютно. Понятия не имею, значит сейчас И вот он забег Spirit Academy выиграет. с мачком откинулся, флешечку дал тиммейту, стартик работает, Кал пока что не получилось, его только сейчас. Не, без вариантов. Фраг при этом тоже пострелял нормально, Денис с самфингом по фрагу еще находится, Альфа последний представитель атаки, ну, рано или поздно его там додушат, все-таки осколочная граната от Шейди заканчивает жизнь последнего представителя коллектива Team Spirit в этом раунде. 7-4. 7-4 счет. Это надо уже браться за что-нибудь. Сейчас, если Team Spirit Академия сделает вот этот вот надломно-переломный, тогда они зацепятся. Если нет, то это уже 9-4, скорее всего. Не дай бог, господи. А там уже и все. Инферно, кстати говоря. Я ожидал Инферно видеть хотя бы в одном матче, но почему-то. Мы без них сегодня обошлись. А за кого болеешь, не за кого здесь? Нет, ВП Prodigy очень сильные по стрельбе. Five Gun. Всех победил. Тон, блядь. Найс. Но плейстайл у Spirit очень медленный, прям. Вот некоторые раунды, они мега душные. Смотри, они как карту интересно отжимают. Обратите внимание.
Я говорю, спириты по тактике очень сильные. Очень хорошо двигаются. По крайней мере, шорт заняли. Окей, это сплит точки Б. Давайте посмотрим, что из этого получится. На шорте одного своего представителя команда Spirit уже потеряла. Там есть еще один Владер Руби, по кому-то он там стреляет. Он, судя по всему, железяку разбил только что. Выдал свою позицию. Нельзя Спиритом сейчас проигрывать этот раунд. И как будто бы это не так критично. Ну и контактом апартаменты точки Б. Атакующие все-таки выходят. Магна при этом минус по шее нашел в коннекторе. Самсонг опять просто минус 3. 3 лица он ставит. 3 лица он ставит. И просто не дает здесь возможности опять зацепиться Спиритом. Парень, между прочим, играет 14 на 6. Если чё. И это МВП. Скорее всего будет. Разорвали серию вот эту, которая могла бы быть на самом деле Virtus.pro. Все. Там это очко. Произошел у Спиритов. Ну, точнее, как у Спиритов. У Virtus.pro, а у Спиритов как раз таки лаки раунд. Могло бы тут быть и 6 подряд. Вообще, такие достаточно уверенные серии, увесистые от Virtus.pro. Ну и в целом 14 фрагов у Шейди, 14 у Самфинга. Это прям результат. Нет, я... Вот, с другой стороны. Знаете, ребята... я вам так скажу. Я посмотрю за этим игроком. Очень интересная такая, знаете, складывается тема. Шейди я примерно понимал, что он так отыграет. Но вот Самсунг... И ребята говорят, что это игрок 5300 Элла на фейсите. То есть это ультра какой-то лютый хер. В хорошем, естественно, смысле этого слова. Возникают вопросы. Возникают вопросы, и абсолютно непонятно, что сейчас дальше они будут все делать. Потому что... Ну, цепляться спиритом, ну, я не знаю, ребят. Это под очень большим вопросом. В рамках группы А это последний матч. Да, дальше как раз вот Б-группа начинается. Решается судьба коллектива Virtus.pro и судьба коллектива Spirit Academy на турнире Hard Play Cup номер 8. Команда, победившая, отправляется в плей-офф, и команда, проигравшая, отправляется играть домой. В траки. Всего хорошего. И разбирать свои ошибки. И вот сейчас... И искать уязвимые зоны оппонентов, чтобы при следующей встрече... Я так думаю. Если сейчас спириты... Сейчас смена сторон. Напомню, турнир по КС-2. Соответственно, играем мы уже не до 16 побед. Если сейчас спириты цепляются за этот раунд, то будет шикарно. Если они не зацепятся, то отлет это прям вот 99,9. Не, первую половину игры можно наверстать, взяв пистолет. Кто выигрывает эту катку, кто не понял, да, тот проходит дальше, кто проигрывает, вообще вылетает с турика. Если выиграть первый девайсный 8-7, там уже и 8-8 не за горами, как говорится, вот и сравняли. И вот оно начинается. Танцы с бубном, блядь. Но, конечно, диктовать условия этого пистолетного раунда. Шейди спалили. Virtus.pro. Давайте посмотрим, что они нам тут напечатают. Надо попасть. Попал. Размен 4 в 4. Важнейший раунд для команды Spirit Academy. Все. Забрался неплохо, пытаются КТ запушить. Все. Нет, не все. А тут уже петарда ставится. Раз. Бам, 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 бам. Что? Все, реги нет. Ясно, игра говна. 2 в 2. Инфа есть. Ну, Альфа 60. Денис! Шейди тоже сотый. Давайте смотреть, что получится. Бам! Себе 2 лица прилетает от Дениса. Отличная работа за фаербоксом. Потому что Денис, да. Ой-ой-ой. Опасно. Парой! Но рано или поздно ему все равно будет он после этого отправится в следующий раунд. Пытается Шейди тут первым номером играть. По идее, один в один. Его разменять прямо сейчас. Бах начинает просто крутиться вокруг фронта. Нужно бежать, дружище. Нужно бежать! Бегать, не дать попасть по себе. Но все добивает Альфа. Но времени нет, да, он нашел диффузор под конец раунда, но слишком поздно, бомба-то уже взорвалась. Virtus.pro забирает пистолет на раунд в атаке, при этом еще и поставив бомбу, оставляя экономику команды Spirit Academy и Денис... у разбитого корыта. Да, это пожилое корыто. И что теперь делать будут спириты?
непонятно. Для меня счет непонятный. Почему расслабились? Почему... Где пауза еще? У них они вроде остались. 9-4. Это очко, друзья мои. Есть еще максимум одна у них возможность зацепиться, и все. Рискуют. Очень сильно рискуют. Спириты, да, сделали бай. На их месте, наверное, делал экономический. У них там по 2 половые было у всех. Ну, плюс-минус. Понятное дело. 2300 там. 2100. 2500 у кого-то. Я тоже не понял, зачем они палец спушили. Вообще не понял. Сделали бы экономический, было бы по 4000 на лицо, и можно было бы нормальный девайс не сыграть. Ну ладно, тут One Hero Buy. Ребята, Дьявол, а где линию нашел? Можешь написать, ничего страшного. Сайленсер, Магна попытается его реализовать. Я просто не смотрел, где сейчас линия есть. Этот девайс. На винлайне есть? Судя по всему, играет довольно активно на шарте сейчас. Но там сопротивления как такового пока что не встретил. На стуле. После 9-го пауза, я тоже так думаю, Кирюх. Свою позицию не выдает. А с контактом игрок. Команда Virtus.pro вместе с тиммейтом играют. Допов здесь не будет. При этом Нет. потом также находится представитель Virtus.pro. Пошла раскидка вот прямо сейчас. Молик прилетает Nothing. Точнее, прошу прощения. Ой, это был стром, друзья. Но вот второго он, к сожалению, не ожидал здесь увидеть. Выход в Upland. Реализовали. Это все. Атакующие Something. Отличный минус еще и в окне находит. Вот Альфа наводился, но попасть не попал. А вот Бас все еще может посражаться за судьбу этого раунда. Ну, так, за судьбу, наверное, нет, но как минимум какие-то девайсы повыбивать. Может быть, даже залутать Галил. Да, он вполне способен. Но Кус не перерезает его отступление здесь. Ни одной пули не зарегало. Что ж такое в этой игре происходит? Еще раз всем привет, друзья. Всем привет. Все еще в ваших наушниках звучит Counter-Strike 2. И Даня Джей. Да. Не, про рубашки я знаю, когда я скажу. Я не понимаю, они... Virtus.pro и Spirit. Вот это был наглядный пример, когда начинается вот это вот, знаете, какой-то... Вот это вот, боже, попаду, не попаду, непонятно, зарегает, не зарегает, нет уверенности. Ты сказал, что ты шаришь в Мираже с КС-2. Привыкни уже к диглу, а? Люди смотрят. Набирать прямо сейчас стак на центре карты от спиритов. Ну, это типа стак Б-планта, на самом деле, но они там шорт укрепили. Попытались нивелировать давление команды Virtus.pro. Аннигилировать. Карты, но не угадали по итогу, тут бомба уже ставится под аплантом. Ворвался Альфа неплохо, помогали ему тиммейты, но без вариантов вообще. Ничего не осталось. Бас последний представитель обороняющегося состава. И чем ему тут делать? Ума не приложу. Ну и он, судя по всему, тоже ушел просто в коннектор. Понятно, что он где-то здесь, рано или поздно его найдут. Вот его и нашли, 11-4. Все. Virtus.pro закрепили все-таки. Академия вылетает, скорее всего, Spirit. Довольно тотальное преимущество. Это очень грустно. Нет, я не то, что топил за Team Spirit Академию. Я был уверен просто то, что будет какое-то прям вот кусалово противостояние. Ты посмотри, их прям пылесосит как. Их просто раскатали и все. ВП. Но вы ждите. А он появится когда-нибудь. Вы, главное, ждите. И промокод будет. Надо немножко подождать. О! Вот он! Промокод. Ну, привет, промокод. Как сам? Я думаю, что у него все нормально. Так, оборона у нас центр карты заняла, причем так довольно плотно. То есть там и андер выход смотрится. Там и шорт смотрится. 11-4 они не вернутся, нет. Рамирс. Центр карты, она сугубо плотная. Киган. АВП. Промажет, нет, промажет, нет, промажет, нет. Это 100% смержи. Ну да. Ну, типа не флешка, ничего не кинули. Размен. Странный пик. Ладно, бывает. 4 в 4. Еще один фраг от Кигана. Снайперская винтовка от Шейди. Тем 3 в 3. Тиммейтов разменяла. Тиммейта, точнее. 3 в 3, ситуация дальше. И вот сейчас непонятно Virtus.pro, а куда играть-то? 36 секунд на таймере, нужно куда-то выходить. И двушка, который 1,5 минуты. Лех, у вас на турнире Энс Академии играют. Вы им писали или они сами вышли на вас? Блять, очень странный вопрос. Как бы это турниры многолетние. И
есть люди, которые занимаются проверкой команд, набором команд, инвайтами, закрытыми инвайтами и так далее. Поэтому вот вы думаете, это я, что ли, занимаюсь? Это люди занимаются, те, кто отвечает за организацию турнира. Со мной это все согласовывается и так далее и тому подобное. То есть это целый огромный пласт работы, который проделывается за кадром. А Денис позицию очень хорошую имеет под этот фраг. А Денис... Но Бас, судя по всему, решил идти на сейф. Правильное решение. Ретейк было практически невозможно. При этом он уносит следующий раунд. Снайперскую винтовку погибшего своего ранее тиммейта. Проблема у Spirit Academy только лишь в том, что один раунд остается до победы команды Virtus.pro Prodigy на этой карте. И, собственно говоря, до выхода этой команды в плей-офф. Ну а Spirit Academy, если они этот 13-й отдадут, вы сами понимаете, где они окажутся. На праках. Нигде. На тренировочках. $12-4. Начинается 17-й раунд этого противостояния. Закупились Spirit Academy более-менее. Проблема у них... Стата идет на Shell TV, конечно. В этом раунде у них практически нет раскидки. Да, здесь проигрыш будет караться все свои понижением что потратили. статки. У них остался смог Хае. Еще один смог и флешка. Все на этом. И вот этот запас гранат у них по факту на весь оставшийся раунд, то есть на 1,5 минуты. Честно говоря, как пользоваться этими гранатами они собираются, я не знаю. Посмотрим, может быть, эти два смока, флешка и Хае им чем-то помогут. При этом раскидка со стороны команды VP Prodigy дает довольно много. То есть там... Я думаю, это будет. Для того, чтобы выйти в точку А и вообще не испытывать никаких проблем относительно коннектора, Дельпана, джангла и прочих неинтересных позиций. При этом так, еще и поле, можно положить и вообще не париться. Полетели, все полетело, все летит. Денис. Можно молик положить. В общем, вариантов миллион примерно. И раз 150 всего кидается. При этом на планете у нас находится только один опорник, он за фаербоксом удался, по идее, достаточно быстро вырубать, так и происходит, начинаете мы с ним. Продали опорника и все. Бомбу нужно ставить 5-4 ситуация, преимущество за командой Virtus.pro. На Тетрисе у нас, на троне, прошу прощения, находится один из представителей коллектива обороны, прилетает ему без шансов. Альфа, там еще и пол-лица оторвало, неприятно, конечно же, Мазда. Стреляется в густы с оппонентами. Отлично закрыли КТ, ребята из коллектива Virtus.pro 4 в 2, как это ретейк, я не знаю. Закрывает еще и Магно, и Альфа тоже погибает, друзья. 13-4, команда Virtus.pro тотально доминируя на протяжении всей карты Мираж. Все-таки выигрывают и проходят дальше в плей-офф. Со Team Spirit Academy мы, к сожалению, прощаемся, но надеемся, что мы с ними встретимся еще на каких-то следующих турнирах. Тем не менее, напоминаю, что для вас комментировал Дани Джей. Меня на статье комментатора на следующих матчах сменит мой коллега Хэнди. Тоже он с вами пообщается, естественно. Ну, а по поводу этого матча что сказать? Ну, Virtus.pro доминировали просто. То есть у них атака хорошая. Да, по они факту. там подавали какое-то количество раундов. Вообще без вариантов. Смешной раунд. По факту одному калашу и АВП, которая в начале раунда умерла. Но это, давайте это называть случайностью просто, рандомность событий. Ну, просто так случилось, вот и все. Вот, но при этом, еще раз повторюсь, тотальная доминация на протяжении практически всей карты от Virtus.pro. И с этим... Ну, от себя скажу, я думаю, что, ну, вариантов здесь не было. Здесь не было какого-то, знаете... вау, о боже мой, как же так и так далее. Всем еще раз привет. Ля! Оценим, проанализируем прошедший Мираж, который куда пошел? Без шансов убили за пивом 4. И это, наверное, да, это самый разгромный счет за сегодняшний игровой день пока что был. Харуми шарит. Что скажешь? Максим ничего не скажет. Да, все верно сказано, Влад. Это была самая разгромная карта на сегодня. Не, Харуми крутой чувак. 13-4, еще никто так быстро не улетал. Очень обидно, что это был матч-десайдер. Скорее всего, команды выдохлись, на самом деле, обе. И играли на последнем издыхании. Но в любом случае, поздравляем команду Prodigy с выходом в плей-офф. Это будет их дебют на ХЛТВ с декабря прошлого года. Дебют? Потому что, ну, особенно в этом составе, они не играли на таком уровне турниров. Плей-офф они не проходили, на ХЛТВ они не играли, но на квалификации... Нет, за Харуми зря гоните. Участвовали. Харуми крутой чувак. Да, по игре хочется отметить хорошую игру VP Prodigy в защите. То есть ребята не позволяли Spirit завладеть пространством, быстро пересекали какие-либо
попытки развести хорошо отрабатывали в большинстве. И хочется отметить индивидуальную игру Самсинга, который, ну, этот Мираж просто раскрошил Spirit. Ну, Факт. еще сказать то, что у Spirit, в отличие от VP Prodigy, не работала АВП. То есть, если Шэдди у нас закончил игру чуть ли там с статистикой 20/9, то Киган набил около 9. Авик не работал. Сложно без Авика на Мираже. Как бы тут всегда Авика вообще не было Авик видно. нужен. Он может решать. Кстати, Ну и я знаете, что предлагаю сделать? Я, короче, предлагаю выводить вообще, в принципе, аналитиков на новый уровень. Я предлагаю просто... Я когда зашел, такой, знаешь, не в обиду, если что никому сказано, я такой захожу и говорю, блять, я говорю, это... половина состава BTS или это все-таки комментаторы, да. Я, собственно, к чему веду? Я предлагаю нам сделать всех аналитиков, в принципе, и комментаторов, давайте их сделаем под Новый год красивыми. Я предлагаю сделать их красивыми, они у нас будут в красивых белых рубашках. Знаете, слегка расстегнутая пуговичка. Да, они будут у нас очень красивые. Я думаю, что это просто, это прекрасно, это великолепно, да. И я думаю, все за, весь чат за, да. Все-таки Новый год, праздник, да. Я думаю, что это будет просто потрясающе. Потрясающе, да, это будет то, что вот нам крайне необходимо. Все, кто за, лайк на стрим. Все, я посмотрю по лайкам. Если сколько там соберем, давайте, ну, 3 даже тысячи мы собираем, все будут очень красивые, очень красивые. Всем спасибо, что нас смотрели. Желаем дальше хорошего просмотра. Всем пока. Так, 8-9. 8 минут. 8 минут. Что можно сделать, блядь, за 8 минут? 8 минут, да? Если у нас есть на это противостояние, а пока Так, я вам погнали. скажу парочку интересных фактов. Опа, на самом факты. деле, это вообще, мне кажется, одна из самых интересных команд на этом блядь. турнире, потому что у ребят произошло очень много замен. Начнем, наверное, с основного ростера, с состава. Во-первых, на этом турнире... Сейчас случай, подожди, куда я послушать? Смета сыграет Риски Боб, это бывший игрок команды Cybershock. Он принимал участие в Hardplay Cup 7. И что еще более интересно, Играл-то он неплохо. это то, что у команды Немига сменился тренер. И как вы думаете, просто кто? Антон Бокс, который играл за Websters на прошлом турнире Hardplay Cup 7 также, друзья. Поехали пистолетку смотреть. Очень интересная Что? Вертига, Немига обороняется, Инсилио атакуют. Я надеюсь, что это будет супер интересно. Сразу у нас контакт. Я думаю, что Немига и Инсилио это в одну калитку будет. Важная дуэль, но решил не стреляться долго, отходит потихонечку назад. Неплохо стакнули Немига. Ну хер его знает, это очень сильный состав. Ставит Инсилио, пытается занять план, ставится пачка, очень много хп теряет Лир. И должен быть ретейк, здесь 100%, 5-4, уже 5-3. Немига, Алмазер делает килл по ФПС, остается Польт и Хантер вдвоем, врыв идет на шорт. Входит одного, выходит с царем! Опасный момент, удар! Последний, здесь Сосать штанга. Немига сыграли Бан, идеальный просто раунд в ретейк на апленте на Вертига. Просто решили... Мне одному кажется, что Немига укрепили состав. Или не одному. Я что-то так посматриваю. И как бы это... того самого нет. Я думаю, что Немига здесь... Я бы хату грузил на Немига здесь. Но пока смотрим, у нас тут фристайм подходит Но к концу. очень интересно посмотреть, как паузы, команда да, Рэйчел тоже играет. ожидаем, естественно, от команды, если у них что-то пойдет не так. Но пока мы Не, видим, интересно как посмотреть. закупаются 5 галилов. Давайте посмотрим. Просто 5 галилов. Упорный раскид не стали делать Инсилио. Мне... И это на самом деле интересно. Я уверен, что победит здесь Немига, но очень интересно посмотреть на команду Инсилия. Я ее не знаю, я могу и ошибаться. У нас двоечка Лир. И пока здесь Инсилио играют также Галил опасный. одновременно.
что тоже интересно. Но на рампе мешает смог играть, а вот под Б на стерцах там уже промутились. Пип, Хантер, они могут как-то начать стреляться с опорниками. ФПС тоже пытается найти какое-то энтри, но все еще не просто это сделать. А вот Хантер в итоге риски Боба поймал, подставился. К сожалению, Максим, ну, возможно, какой-то разменчик удастся сделать команде Немига. Итак, половина времени уже от раунда прошло. Как же у нас Инсилио будут доигрывать форсбай свой? Собираются пода контактом. Готовы ли к этому Немига? Что у них по гранатам? Есть 2 тома у Хана и Алмазера. Блин, короче, я не знаю, кто здесь выиграет. Апланта находится только Хан. И считает один смог. Мне нравится, как двигается Инсилио. Но, наверное, уже поздно. Инсилио пытаются проходить дальше. Оставили плюс еще Хантера, который может сыграть как люркер, поймать их, по-моему, ротацию. читают. Он задерживает Алмазера на точке и даже убивает его. Вот это очень интересно. Теперь уже Фламус в фокусе на Б-пленте. Но все же на А остаются Хан и его тиммейт. Размен от Пипла. Лир дальше стреляется с МП-9. Сложная ситуация, но Лир падает. И, видимо, это 1-1. Это подождите, там 2 красных. И просто сравниваются по счету. Там 2 красных. Это половина просто он забрать уходит. себе, если сейчас... А, он тоже красный, все. Немига, допустим, проиграет антифорс, и потом еще... Антифорс. Им придется Антихайп. делать эко. Да, это уже потенциальный 3-1. Антихайп. Очень приятный счет. Поехали. И на самом деле, с точки зрения... Если мы перестрелки берем, раунд был достаточно близкий. У Кастла и Пипла оставалось очень мало хп. И где-то одна пуля могла решить на самом деле многое. Ну а пока смотрим за тем, как Фламус сейвит. Здесь, конечно же, 28 хп. Идти в клатч — это какое-то безумное решение было бы. Ну и чатик не забывайте, конечно же, наваливать лайков. Уважаемые зрители, всем добрый вечер. Дядя Леша тоже здравствуйте. Вот. Обязательно и на первую трансляцию, и на вторую заходите. Уважение. Можете во вкладке открыть, поставить лайк. Промокоды у нас на Hard Games в чатике летят периодически, поэтому советую мониторить. Иногда буду предупреждать, иногда нет, поэтому следите обязательно. Посмотрим. Ребят, кто хантит промокоды, я еще раз говорю, заходите обязательно на Hard Games, в чате рандомно их кидают. Просто можете вкладку вторым окном открыть, кто это делает. От души спасибо. И спасибо за лайк на основную трансу. Тоже в истории останетесь. Ну что это такое? Что это за это я. Не особо здесь творчески как-то подходят. Играют свой дефолт. Хан пытается в дым нашить. Кстати, очень неплохо попадает. Пытается еще и с рукава Лир сыграть. Хочешь сказать, Инсилио обыграет Немигу? Так, это все интересно, конечно. Ну, Инсилио, видите, не торопится. Что по призовым? 700 тысяч также призовой. Пытаются еще мидл 700 тысяч активировать, да, поджать. Заметили там риски Боба на Гардине, но пока без фрагов, опять же. Понимают, что, скорее всего, стака плента никакого не будет. На этом турнире один партнер, это я просто делаю от души. Под вопросом, да, будет А или Б плент. Но мы видим, что уже Вадим Польт, да, втягивается под Б-сайд. Алмазер здесь уже в упоре. Будет очень интересно. Хантер проверить нужно, перевелся. И дальше еще пытается заспреять риски Боба. Получается открыть Б-плент. Убила Хантера и еще ФПС сверху забирает Лира и забирает Хана. Все. Ну тут без шансов. Тут пачка уже стоит. Фламус один. И Фламус падает. Просто сделав один фраг по итогу. Ну, в сумме 2, да, но в этой ситуации он сделал 1 килл. Неплохо, неплохо. Инсилио разыграли свой Инсилио, раунд. если обыграет здесь Немигу, сейчас должно быть полегче. Сейчас они уже, наверное, придут где-то в 100-е место. С юспиками тут справиться будет совсем просто. И мы видим, что Польт покупает себе Мак-10. А мы знаем прекрасно, что с ППшек ты можешь сделать огромное количество денег на своем счету. За каждый килл по $600, тем более тут арморов нет ни у кого из команды Немига. Ребята стакают Б-плент, причем они поджимают, если я не ошибаюсь, стерсы. Посмотрите, сейчас могут просто выйти в спину. Хантера вообще проверяют там то, что происходит сзади, мне интересно. Но вроде Немига играет супер медленно под Б. И тут уже пока Чуваки, вы серьезно, блядь? Инсилио уже могут поставить бомбу на А и просто выиграть раунд без особых колебаний. Лир. Посмотрите еще какие тени. Вот Хантер 100% видел тень, он еще видит вторую, по идее. И на самом деле в CS2 это намного жестче. В CSGO не было таких вот проработок, да, так скажем, в графике. Но опять же, все зависит еще от настроек своих. Но тем не менее интересный момент, который может где-то в клатче серьезно зарешать. Ты можешь даже не понять, что соперник видит твою тень,
и просто фактически проиграть с нулевой. Самое интересное впереди. Немига делает свой первый байраунд без авика, да, но как бы старт задался не очень хорошим, поэтому АВП пока мы не увидим. Но, тем не менее, 5 эмок. 5 эмок сайленсер с глушителем. Да, 20-очки. Всеми любимые, наверное, я опять же не буду утверждать. Кто-то берет 30-ку на опоре, но здесь Немига решает сыграть так. Алмазер под Б играет довольно агрессивно. Пип подходит под дым. Здесь можно сыграть на развеивание. Хаешечку прокинуть какую-нибудь, да? Дым развеивается и все, играешь сразу. Опять же, фишки ХС-2, Фламус и Хан делают по М3, пытаются дальше зашить. Похоже, спалили тактику от Инсилио, да, спрятаться под смоками. Хан уходит за цемент, еще и репикает, забирает здесь Пипа. Ну, как-то вообще грустненький выход нам показали игроки атаки. ФПС 1 размен, ФПС 2 размена. Ой-ой-ой-ой-ой. А между прочим, 2 в 5 была ситуация. Сейчас уже какой-то шанс даже есть. Подставляются Немига. Чё по Хотя могли стрельбе? сыграть более аккуратно, как по мне. Алмазер. Алмазер на скилле. Но Касл здесь очень аккуратен. Правда, ХП немного, и вряд ли он будет чекать именно слева Алмазера. Если пойдет под Б, давайте глянем. Да, здесь Алмазер, очевидно, перестрелку выигрывает. И ФПС остается соло. Но здесь шансов у него объективно маловато, хотя убивает опорника пода одного. Но не читает рука. Риски Боб. Не прочитал. Идеально. Да, я напомню, что с Тендином он выступает вместо Смета. И я, наверное, рейтинги команд только не успел назвать. И еще один момент такой, то что раньше у Немиги был тренер-кипер. Я даже ничего говорить не хочу, я что-то немножко удивлен. Ну и, как говорится, Антон Бокс. Я поздравляю Рэйчел с такой командой. Очень бодрые ребята. И стрельба у них очень серьезная. И движение, и стрельба, и все. Инсилио чуть повыше. Передайте ему эти слова. Недавно был матч Молодец. на Эшил ТВ. Кашкап, по-моему, 122 место занимают. Пока у нас еще один закуп. Врыв на аплент. Очень жестко играет Фип вместе с Хантером. И Хан не может сделать даже одного минуса. Фламус еще здесь отходит поглубже. Смотри, они как заходят. Хаешки падают на хедшот. И в итоге, ну не знаю, Инсилио должны просто это заигрывать. 5-3. Идеальный перевес, который нужно закрывать. Алмазер. Пока на Хевене. Сейчас вот здесь Теряют, они кстати, могут Хантера херню Инсилио. сделать. Было 3 в 5. Нежданно-негаданно. И разворот. Это разворот, возможно, под Бэпленд. А возможно, просто хотят немножко захалдить на карте, потом пойти вновь Арампу, как вариант. Алмазер занимает уже позицию за тройкой. Как быстро он Я перетянулся раскидку тоже оценил. Хевена с Аплента на Б. Это реально интересно. И причем читает игру Алмаз. Но есть коктейль Молотова у Касла, который можно прокинуть прямо Алмазеру под ноги, выманить его из этой позиции и убить. Фламус стягивается на Гардиан. Друзья, кульминация раунда. Смотрим! Очень интересно сейчас будет. Алмазер пикнет ли в тайминг? Тут уже просто Инсилио все на пленте. Его сразу разменивают. Бля, Фламус, ну как где? Почему он один-то там был? Риски Боб. Вас сейчас накажут за это. 2 в 2, блядь. Сделать врыв интересный. Но Врыв. здесь дым мешает. Посмотрите, какой дым просто прокинули Инсилио. Дропается в риски Боб и забирает Касла. Пип! Берет клатч 1-2. И, между прочим, это эйс. 5 фрагов за раунд. Безумие какое-то просто. Ну, очевидно, MVP этого раунда. Возможно, MVP всей карты. Пип, красавчик. Надо зарядочку бахнуть. Да, и посмотрите, теперь Приехал просто на без студию, экономики зарядка остаются была. Немига. Что им делать? Что им делать? Опять юспы. Опять юспы. До конца первой половины не сказать, что много раундов. Уже экватор пройден. Здесь нужно включаться сразу. Это МР-12. Ребята отправляются на стак Аплента. Тем временем Инсилио контактом двигаются по центру карты. Аккуратненько сейчас все распикают и, возможно, закончат атаку на Б. Здесь есть две опции. Пойти через коннектор, да, и занять полностью плент А. Но тогда ждите, как бы, соперника с рампы и вот такой вот стак интересный. Либо пойти просто через Гардиан. Смотри, как двигаются. Спокойно. Бля, они мне нравятся. Да, и в итоге второй вариант, похоже, выбирают Инсилио. Ты видел, как они двигаются? Смачок именно, чтобы опорников с Аплента отрезать. Ну и сейчас
Здесь даже без дуэлей, да, получается так, что ставится бомба. Очень интересный момент. Кто смотрит у нас БСТРсы, давайте проверим. Кто сейчас будет делать мультикиллы, возможно, да? Возможно, получать по каске. Алмазер убивает Касла, кстати. А как вот с P250 перестрелял Калаш? Вот интересно, правда, с его стороны было это посмотреть. Просто хедшот дает, добивает в тело и лутает АК-47. Вот так просто. Вот так просто, да. И Лир с Риски Бобом, Фламус, тут вся компания, они просто на выбивании играют. Они не идут пушить. Они ждут, когда сами Инсилио пойдут уже через 5-2. БСТРцы и сольют свои девайсы потенциально. Но, как мы видим, все уходят через КТ-базу. И это на самом деле верное решение, да? Я Но обидно, что Калаш отдали. не знаю, Обидно. что сказать. Сейчас Немига удивительно. должна хорошо уже закупаться и точно включаться в игру. Возможно, паузу надо поставить прямо сейчас. Как минимум, это плотный, хороший тир 3. Состав Инсилия это тир 3. Хороший такой прям, ну, добротный, на мой взгляд. Я удивлен. Камерамен, респект, красота. Значит, давайте еще индивидуальную статистику посмотрим. Я на это внимание совсем не обращал. Лир пока вообще не включается, 0 на 5. Больше всех фрагов на сервере сделал Алмазер, 7 на 4. Ну, Алмазера мы помним, да, буквально недавно очень жестко принимал бэкленд, однако все равно тот раунд Немига проиграла. Но он, мне кажется, сделал все, что мог. Он еще на А до этого сделал килл в том раунде. И, соответственно, заслуженно фраг-лидер своей команды. Под Б пока тихо, однако, смотрите, Хантер и Польт теряют ХП из-за гранат, не совсем приятных, но подсадили Касла. И сейчас Тамерлан может сыграть, на самом деле, какую-нибудь флешку заколить и открыться. Там Ой, уже бля, Веном что по таймингу? Просто спалил Алмазер подсадочку Алмазера снизу, перестреливают. и Касл вот так вышел в наглую и убил его. Риски Боб в блайнде, он не знает, что делать, но Лир убивает ВПС сразу. Суета у Ой, Инсилия какая-то нужно началась, дальше блядь. пытаться играть, остается всего лишь один опорник на базе Б, но Инсилио Суета медлит. разворачивается. Здесь еще ротация, конечно же, от Хана. Но при Два этом у них остается красных, Фламус, говно смотрите. вообще. Он боится за эту точку. Он боится, что Инсилио могут перетянуться, а Инсилио просто Турнир ждут, организации на просто уровне сели. мажора. Просто Блядь, сели лол. и ожидают действий соперника, либо просто обдумывают какой-то кол, какой-то раунд. Гранаты, ну, в принципе, есть, да. Дым и молик. Можно с этим что-то интересное сделать. Правда, вот таймер поджимает уже 30 секунд, если что. И нужно поактивнее уже начинать действовать. Давайте посмотрим. Хан у нас по итогу отправляется под апленд. И, видимо, Немига не угадывает. Внимание. Внимание, Риски Боб 1 на точке. Хантера убивает. Касл, нужен размен. Либо от кого-то другого. Риски Боб еще под смог проходит и здесь забирает еще одну дуэль. Он живет 8 секунд на таймере. 7, 6. А где бомба? А все? Серьезно, Инсилио просто проигрывает этот раунд 4 в 3. Ну зачем так долго было стоять? Слишком, ребята... Первая такая прям медленно ошибка, я не действовали. понял, что они Нужно было сделали. чуть быстрее готовить атаку. По итогу один Риски Боб на планте. У него вообще не было помощи. Вообще никакой. К нему только потом начали стягиваться ребята. Он сделал -2 и, по сути, выиграл раунд. Ну, просто браво, что сказать. Стендин себя показывает очень хорошо на этом турнире пока, да? Здесь же еще важен тот момент, то, что уже в первый игровой день... Почему они дальше не команда пошли, может я не выйти. понял. Если ты проигрываешь 2 best of 1, то как бы все, до свидания. В плей-офф отправляются здесь сильнейшие, да. к сожалению. И да, плей-офф обещает быть очень насыщенным. Пока у нас новый раунд. Хан уже на миду. Странно, что под ним смока нет, да? Чтоб... Если в первый день творятся такие чудеса, что будет дальше? Я сижу, я перестал даже что-то говорить. Ну, это, блядь, за этим просто интересно смотреть. Я не знаю, что сказать. Дефолт, да, они никаких трюков тут не проворачивают. Финтушами не делают. Еще молик скидывают на Хантера. Вот это было неприятно. Ладно, в упоре. Сэмочки пытается забрать хоть кого-то. Есть килл по пику. А где размен Инсилио? А вот и он. Прям пользовался хедшот. Польт. И дальше, вот дальше пойдите, ёб вашу мать, блядь. Снова И опять разворот. Нет, ну здесь надо уже до конца идти. Хоть и 2 опорника. Успевает еще Хан тиммейта. Всё, закрывайте и заходите. Мига в достаточно Раз, два, сложной и три, динамичной ставим. ситуации, но прилетает дым. Всё, четко по Ставится, точкам сразу хаешка стали. плент нет, как мы видим. И по итогу все равно удалось забрать Хантера.
Инсилио 3 в 3 будут принимать этот ретейк. Ну что, Касл, он в очень выгодной позиции. Можно в моменте пикнуть или ФПС открыться как-то, да? И просто зашить в дым, либо убить кого-то. Ой-ой-ой, как же тяжело. Я не понял сейчас как. Немига пробует потихонечку план проходить. Фейк дефьюз. Открывается Инсилио. Есть килл по Алмазеру, есть килл по Хану. И все, вопрос по этому раунду решен. Инсилио здесь оказывается сильнее. 6-3. Чуть-чуть, чуть-чуть. Инсилия не хватает уверенности. Бля, вот немного. Зашли. Бам! Опен. Второй. Бам! Возьмите, размен дали. Все, у вас на одного больше. Заходите дальше, вы открыли плент. Блять, вот это вот начинается, вот это вот. То же самое было у Хард Легион в свое время. Был такой момент, когда, блядь, у меня жопа с этого горела. Заходят, и вот это начинается, блядь, вот это перекиды, закиды. Ёбаный в рот, зайдите на плент. Хватит пенить. Здесь сейчас что происходит? Касл и Польт в моменте падают. Вот главное на этом моменте сейчас просто не развалиться команде Инсилио. Что произошло, собственно говоря? Почему не были готовы? Ладно, хотя бы Пип нашел размен на пленте. Можно пачку что это такое? принести. Хантер. Зафиленок, ты видишь эту тему? Последний заходит на точку. Ну, наверное, в Мне его показалось задаче или что? будет ходить именно проверка спины. Хаешки взрывают Лира, еще и Хана добивают. Не, Ладно, показалось, Инсилио показалось, здесь нормально. вырулили ситуацию, но поначалу было весьма опасно, хочу я вам сказать. У Было меня прям вообще глаз задергался, блядь. непросто, да? 3 в 5 вот так сразу началось. Алмазер. Алмазер, правда, идет с калашом. Раунд еще не закончился, секундочку. Но не Да. перестрелял Хантера, обидно. Да, и теперь уже точно все надежды на раунд, видимо, потеряны. Риски Боб здесь с калашом, ему надо... Хочу желательно- заметить, дуэли Алмазер очень многие проигрывает. Алмазер в свое время имел очень жесткую стрельбу. Я за ним смотрел, я наблюдал за этим игроком, очень крутой игрок. И он очень серьезно стрелял. И сейчас такой момент, когда вот он раз проиграл дуэль, два проиграл дуэль в ключевых, блядь, моментах. 5 в 2, но потом снова же... КС-2 уже таких ошибок может не простить. Здесь на 3 раунда меньше играют. Поэтому, ну... Если мы про Немигу говорим, про их ХЛТВ игры, они на Вертиго играли в сентябре последний раз. Да, еще на версии CSGO против португальского состава, там на турнире одном на ХЛТВ. На допах проиграли, все, у них больше не было опыта вообще на Вертиго. Может быть, в ECA Не летит, Advanced может, они у меня и у играли, тебя не или лететь. на праве, У но про-игрока он должен нет у лететь них, всегда, такой потому что это его практики, работа. так скажем, что у них Не надо Vertigo пиздеть. мейнкап, Не летит, да? блядь. Про Инсилио Они чуть играют позже по еще 150 поговорим, каток, пока блядь, у нас день. 2 фрага Хан и Лир делают на карте, и снова Инсилио в меньшинстве. Что в прошлом раунде потеряли двоих, что в этом раунде теряют 2 игроков. И что делать, непонятно. Надо искать размен, но тут, извините меня, уже не юспы. Уже эмочки, и даже вон у Хана есть снайперская винтовка. Хае Брод по просто Алмазеру прилетела. очень хорошая прилетел, прям под ноги. Теряет довольно огромное количество И здоровья. вот прилетает Грена. Увидел, ты в него попал Греной. У него пол хп. Летит молик, и дальше действий нет. Все. Все, бля, встали в коме. То есть, если это сейф, то это одно. Если они вот как сейчас продвигаются, то это второе. Я говорю, где вот чуть-чуть побольше им уверенности. Все. Это очень сильные ребята. Просто здесь, я не знаю, стоит очень закрыто. Не Вот пикает, хорошо не открывается, раскидали. Раз, два, под три, хэбом. все. Пив и его тиммейт заходит через Я не то, рукав, что за них 20 топлю, секунд до конца, они реально бежит интересно Пленте, играют. Нужно, чтобы кто-то... Они прям вот кто могут. устанавливает пачку. Бомба сейчас у Пипва, но его просто Фламус зашивает. с Пип 5. что, семечки из кармана Нет, доставал? раунд обречен для Инсилио. Тут уже никак его не перевернуть, как мне кажется. Уже прошел врыв, но Хантер и ФПС ловит 6 секунд. Успеет поставить пачку? Нет, не успеет. ФПС умер. Хантер 2 фрага делает. И 1 в 1. Подожди, что? Как он это вообще перевернул? И по итогу даже получилось, что только благодаря Алмазеру этот раунд Немига выиграл. Представьте себе, если бы там 2 секунды, когда таймер оставался, если бы догнал еще Алмазера Хантер. А если бы до ТКБ, Практически он 1 да. в 3 забрал. Да. НТ на самом деле. И вот из-за того, что 4 девайса выбито, на последний раунд, первой половины, у Немиги проблемы все равно с деньгами остаются. Мы видим Фамасы, мы видим МП-9. Все это закуплено для того, чтобы чисто А Сенсуль на жопу гранаты будет, я хватило. чувствую. Да, раскид здесь очень важен в этой игре. И, конечно, иногда люди жертвуют М4,
чтобы вот купить эти самые гранаты. Размен. Хантер убивает риски боба, сразу размен от Алмазера. И Ламус еще делает килл. Да вы посмотрите, какая опора оплента у нас до смены Жестко сторон. их сейчас приняли. Вот команда Немига, Хан еще тут с Авиком, мне кажется, очень надежно стоит. Должен 100% попадать, но вот пойдут Инсилио открываться. Вопрос хороший. Алмазер уже Б поджал, и он хочет на... Нет, все-таки М-ку достал пока еще. А слушал ли он игроков Инсилио, что они там обмениваются какими-то гранатами или что-то в этом духе делают? Здесь же на самом деле шагами очень интересная история, но прочекав ФПС, выход под Б. Но идея была ротация неплохая. От Лира и Фламуса, и давайте глянем за игроком под номером 4 Ханом, потому что он ближе всех сейчас находится. Тем временем Смотри, как Инсилио заходит. ставит пачку. Пустой плент. Естественно, тут только ретейк. Пустой других плент, вариантов эти нет. уходят на ретейк. Последний раунд. Первая половина, флешечку Хан готовит на врыв. И кто же у нас первый полетит? Лир летит первый с Фламусом. И здесь его Пив наказывает. Хан разменивает, но Хан падает. И Фламус тоже. Вот такая вот, друзья, первая половина, первые 12 раундов. Как вы вообще? Пишите в чат, как ваши впечатления от группы Б. Не включились Очко! Лир и Польт на Вертиго, как мы видим по табуляции. Но Табуляция. остальные в порядке, на самом деле. Вот Хантер в Инсилио очень много раз планты вскрывал, много энтри давал. ФПС тоже, да, неплохо смотрится. Посмотрим, как будет Немига в атаке уже играть и Инсилио за КТ. Это, мне кажется, гораздо интереснее. То есть Риски Боб, скорее всего, брал на себя роли Смета. В основном он где-то на Б опоре А саппортил. кто хату на Немиг грузил? Кто? В атаке вот. Кто? Как в атаке будут А кто? строиться раунды. Кто, скажи? Кто? Сейчас посмотрим. Нет, а кто? А кто? Подождите еще раз. Кто? Кто? Не слышу. Немига, белорусы. Немига точно Лайк, друзья, не белорусы. забывайте на трансляцию ставить, конечно же. Инсилия, я не знаю, какой состав. Я вот Вроде вижу сказали, что русский состав, но... на канале Hardplay А? больше, чем 3000 лайков уже. Сколько? На Hard Games нужно добить 2000. Сколько? Конечно же. 200 лайков, ребят, зайдите, поставьте. Я? Очень нужно. Ну и поехали смотреть пистолеточку. Пистолеточка берет и покупает Хантер себе. Инсилия русский, да, состав? Немига направляется под апленд. Ой-ой-ой-ой, посмотрите, сразу включили shift, просто сразу. Сразу на шифте двигаются, чтобы вообще информацию запутать по себе. Вот это сейчас будет очень интересно. Не знаю, сработает ли это, кстати. Сработает ли это? Там уже в ладдере есть пара игроков у Инсилио. И неужели они в спину идут? Посмотри, Касл и Пив уже в спине у команды Немига. Это будет очень интересный ретейк, если вообще до него дойдет. Хан развернулся, просто одну Пифу уставит, но Касл и ФПС дают размены 4 в 3. Сейчас очень жесткий врыв будет. Ай-яй-яй, польт-то забрали, да? Вот это, кстати, неприятная потеря, потому что теперь просто Немига бегут на Б. И Алмазера зачекают, нет? Зачекали, но не убили. В этом вся проблема. Алмаз еще живет, более того. И убивает Хантера. На скеле, на скеле. Такое. На Касл скеле. тоже умирает от одного Алмазера. Все игроки На скеле. Инсилио практически погибают. И опять нужно знать, что борьба... Не устану, бля, повторять. Что мы сейчас увидели? Вот это что сейчас было? Смотри, Сережа. Сидит Алмазер. Его все, его увидели. Начинается, блядь. По одному вот это, знаешь, вот это вот. Пена. Давай, я, говорит, один выйду. Давай, ты только не списывай, как это, да? Ну что это такое, ёпта? Так нельзя. Надо как-то это и все. Что происходит? Что? Кто? Очень Где? интересно, кстати, но... В блайнде трудно стрелять, знаете ли. Хан практически эйс дал в этом моменте. Минус 3, там еще... Так, 6-8 у Инсилии сейчас и у будет нас бай. 8-6. Вот сейчас, если Инсилио проигрывают закуп, тем более мы видим, ФПС покупает себе АВП. Остальные с эмочками бегать будут. Может быть, Хантер купит что-то чуть послабее, но я тоже думаю, Это что очень он интересная игра. 4-1. Нет, все-таки ФАМАС. Все-таки ФАМАС. Неожиданно, И я 3 бы сказал. гранаты, одну дропнул тиммейту. Так вот, если сейчас Инсилио проиграют, тут уже реально может быть паритет. Просто равный счет и... Я пожилой паритет. Всё Оп, преимущество смотри, раз, Инсилио два, бам! останется. ФПС идеально пикает, а Рампу сразу находит энтри по Фламусу. Лир, Мактена дальше.
Молик за цемент, хорошее решение. Идеальное просто. Пику надо открывать. Горим! Или потушить. Нормально. Потушил, посмотрите. Смог нашелся в руке у ФПСа. Пригодился. Очень ФПС, я не пойму, за хорошо. всех Конечно, играет здесь Чикчишо, немножко блядь. развеяло, но не сказать, что прям супер Уходит дэмэдж Немига. залетел, да, по опорнику Аплента, и теперь Немига вообще немножко не понимают даже, что Грамотно делать. Все делают, гранаты грамотно. Потратили, ну ладно, не все, половину, да, все-таки смоки еще остались. Алмазер 4 на дома. люркере, как обычно. Есть молики, есть флешки, можно вторую волну этакую сделать, но мне кажется, если бы они нашли энтри за цементом, они пошли дальше, 100%. А теперь им надо подождать, и вот это Можно ли 4-5 комментаторам историю ругаться матом? доиграть как-то. Ну, не профессионально Уже это. на бусте. Если официальный турнир Тем более, здесь какой-то, очень ну, текстурка подошел такая ТВ, открывает, то знаете, лучше не надо это делать. спрея. Не, может вылететь, Соперника. естественно, там ничего не И на будет. 5 еще Максимум есть ноги стены. потом слом... И плюс еще может очень быстро стянуться ФПС. Не, да, А у ничего не ФПС будет. АВП, я напомню вам, очень грозное оружие. Однако многие на него жалуются в CS2. Полетели. Тот же Момент, да, снайпер. Лир и Да-д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 а. Алмазер с телевизийским бобом. Очень жестко зашли. Очень жестко. От Инсилио поступают, ну, не в самом лучшем порядке. 2 в 2. Равная ситуация. И нужно, конечно же... А нужен ли авик? Риски боб красный. Если его закрывают, то будет очень хорошо для команды Инсилио. Но Очень Немига грамотно тоже не сейчас забывайте. двигается команда Немига. выбирают неплохую Они парой позицию, пошли. Они играют вместе. Они под пошли размен, парой. Так скажем, рука об руку. Нога Но об ногу. Главное, Скрестим лишний раз струи. не открыться. Время, пока ребята, не время, услышишь блядь! Звук дефьюза бомбы. Выкидывается дым. Бам! Фейк есть от Касла. В итоге Хантер Время! забрал бомбы, и Алмазер должен забрать 1 в 2. Китов нет. Очень долго будет Касл пачку дэбать. И в итоге спреем дожал Алмазер! Что за клатч безумный? Просто как он убил Хантера сверху. Как он вообще его заметил. И как Хантер не перестрелял Алмазера. Так мало хп ему А? оставил. Но это 7-й для Немиги. Просто Алмаз спасает Я команду. переживать Это начинаю. игрок, который вот-вот выйдет в 2 КД. Просто жесть. А, ну ясно. На статистику играет, ага. Я вам говорил за Алмазера. 15-8 счет, если что, блядь. 15-8 счет на турнире. Если чё. Едем дальше. Едем. Дальше. Пистолеты. Пистолеты от команды Инсилио. А? Другого варианта здесь, Не будет видимо, допов, нет. отстань. Очень сложно, правда, закупаться. Ну и по всей видимости Немига отыгрываются. Ой, полетело там, блядь, добро, везде летит, что там, поехали, Хантер в упоре. Опа! Здравствуйте, первый пучок, здравствуйте. Что второй. происходит здесь, блядь? Что происходит? Третьего Хантер находит. Это как вообще возможно? Пив Дигла еще двоих убивает. Ой-ой-ой, Немига, что творят? Что, как вообще это произошло? Как они подставились под Хантера? Просто 3 фрага он сделал сейчас. Ну, казалось, залп по огневой мощи просто был безнадежный. Пистолеты против калашей. И проигрывают такое Немига. Это мог быть ключевой, мне кажется, раунд на первой карте. Я напомню, что Инсилио надо 13 для победы. Да-да, и сейчас, если они выигрывают фулбай, там денег вообще у Немиги не будет. Это уже потенциальные 11-7. Считай, там матчпоинт уже на месте. ФПС падает. ФПС Хантер долго ловил. здесь. Кстати, в этом моменте хорошо сыграл. И вы заметили опять? Сыграли сейчас поувереннее, помогли своему, и они забрали раунд. Уже. Красавцы. Да, и Услышали, поэтому услышали. сложновато им все равно будет дальше, возможно, двигаться. Здесь, естественно, стоит строить раунд от Хана, от его снайпера. Овер попросил... Но при этом и Алмазер Да. может с калаша или Фламус с Галил очень жестко сыграть. Пистолеты, возможно, пойдут первые именно на размен при выходе на точку. Но, возможно, тоже попробуют на Бля, дальнюю ну дистанцию, нельзя так например, линейно. или Ну поставить здесь вот, какой-нибудь хедшотик ну шальной. натопали, ёпта, ну, ребят. Продвигаются уже не Мига, а что по опорникам? Почему Инсилио стягивается Почему на мидл? полностью ушли? Вообще сейчас Зачем, по блядь? таймингам очень неприятная ситуация. Касл только остается в коннекторе, и его что, закрывает ёб твою мать, Фламус. это такое? Здравствуйте. Да. 3 девайса, мне кажется, этим можно уже сейвить. Здесь на ретейк шансов очень мало. Не угадали это просто. рациональное Они, может решение, быть, думали, реально. что они уходят, Делают но... Инсилио, просто уходят на сейв. Они готовы отдавать 8-й раунд. Конечно, здесь ошибки от опорников. Железно. Удачно открылся FPS по началу раунда. И просто забрали Касла, он даже 1 килл не смог Тут на сделать. самом деле ключевой Всё-таки не был момент от ФПСа. Почему? Потому что... Но он отдался. Стоило ли сейчас пикать? Понимаешь, имело ли место это?
Под вопросом. У Пипва деньги есть, у Кастла и ФПС Он тоже за счет бежал-то, он бонусов все на правильно, все небольшого здорово, набора. но... Эмочки могут себе приобрести, если что, Пив, опять же, даст дроп. Он может даже авик дать спокойно ФПС. Как вариант. Посмотрим, кто сейчас выберут, ребят. Вот это сейчас очень интересный раунд будет. Кстати, друзья, спасибо вам большое за фидбэк. Я вижу, лайки вы ставите. Очень хорошо, кстати. Но можно поднажать как будто. На Hard Games совсем чуть-чуть осталось до 2000. Пожалуйста, пробейте. Я не знаю, там промики летели в чате или нет, но в сегодняшнем игровом дне они еще будут. Риски Боб! Что происходит? В 2 ВП Немига играет, и сразу Максим делает энт. Не хочу ничего говорить. Вот такого я, если честно, вообще не ожидал. ФПС размен дал, там еще Касл делает килл по Алмазеру. Вы знаете, в атаке очень редко команды берут 2 снайперские винтовки, но, видимо, респ был хороший, поэтому получилось найти Опять энтри тот по же Хантеру. самый раунд, смотри, играет. Далее Польт у нас здесь немножко меняет позицию. И, кстати говоря, в неплохой тайминг это делает, потому что 2 игрока уже прошли рампу. Фламус тут уже открывается. Ой, как опасно! Фламус-то был готов к дуэли, а Польт не совсем. По итогу 3 на 3. Что делать ФПСу пока непонятно. Он решает стреляться, но промахивается и отходит под 9. Надо уходить. Касл здесь тоже еще, кстати, играет. Да, ФПС у нас Не тоже переломили они. под Хевеном будет. Пив врывается просто с коннектора, но Риски Боб сами Хотя- я не знаю, это его какое-то Топовый новое любимое смог. оружие, потому что до этого Я учил, Авик в кстати. основном Хан брал. Лир закрывает Пипва, и все. Касл отправляется на сейв, друзья. Авик желательно подобрать. Да. И теперь точно надо ноги уносить, потому что тут еще Лир собрался, оказывается, выбивать Касла. Вот, кстати, вопрос по сейву еще остается открытым. Сможет ли закончить Касл раунд? Какой ноускоп! Вот это да! По 10 балочке, пожалуйста, чатик оцените этот выстрел от Касла. Умеет. Но надо раунды забирать, конечно. Это вот самая важная часть. Я так всегда Альфа тоже России, стреляю, у меня хорошо. так же всегда регает. Да, реально прям неплохо смотрелось. Да. Так. Что там по денежкам-то у Инсилио? Засейвили 1 АВП, но вроде закупаются при этом. Да? 4 эмки мы видим. Полный набор гранат. На самом-то деле не уступают закупу Немиги. 9-9. Но проигрывать теперь уже точно нельзя. Пип. Проверяет рампу. Фламус тем временем. Какой нож? Зачем ты свапнулся на нож? Хан разменял. И не попадает по Польту. Вот эта ситуация, конечно. Вот эта заварушка произошла на РМП. Просто какая-то нереальная. Лир. Он идет дальше драться. Ты посмотри на него. Смоки уже развеиваются. ФПС будет ли пикать? ФПС? Ситуация опасная. И не фликает. Не получилось попасть по Лиру. Очень смелое решение, но 2 в 3 по-прежнему Немига в меньшинстве. Алмазеру пора идти к тиммейту, мне кажется, уже. Бомба-то у Лира на руках, если он Я умирает, не то будет ожидал совсем игры такой грустно. от Инсилио. Под хедшотом спрятался Касл. Играет аккуратно. Так, ну в итоге до Молекулы получил коннектор. Ой! Как он здесь не убил-то с рукава? Ну все шансы были забрать дуэль. Лир идет дальше, но Хантер штрафует Алмазера очень серьезно. И теперь уже остается игрок Немиги один. Клатч ситуация. При этом мы видим, что он не собирается пока идти на. Или все-таки уйдет в рукав? Он боится за спину. Все, я понял. Он боится просто за спину. Я подумал, что он реально на 30 секундах пойдет на Б-плент. Так, секундочку. Все, Хантер прикрывает. Да, Хантер прикрывает. Хороший сетап, кстати, да. То есть Касл вообще за спину не парился, потому что прикрывает его надежнейший тиммейт. И все-таки Инсилио берут 10-й. За кого ты болеешь? Блять. Ребят, я болею всегда только за одну команду. Вы все прекрасно знаете, за какую команду. Понимаете, есть много разных команд, блядь. Но если вы не видите самого главного, тогда как бы вообще нехуй смотреть Counter-Strike. Да, я болею за Спартак.
Здесь еще в рампе. Немига пытаются больше дефолтно сыграть как-то. Важнейший раунд. Контроль Бам! центра вроде есть какой-никакой. Не попал, кстати. Проверяют поджимы там всякие, да? Под Б даже есть игрок. Ну и, соответственно, Арампу тоже здесь. Хан смотрит. А Уважаемо, смотрит бля. ли миду Инсилио сейчас? Вот вопрос интересный. Там ФПС с Авиком вроде как. Проход просто смотрит, да, в сторону КТ, Гардина. И Касл тоже больше в отдачу. На приемочку, не хочет драться сразу с нулевой. Немига этим пользуется, да, пространство как бы занять, это хорошее решение. Плюс одна зона. Здесь просто врыв, Хантер, 2 фрага, 3 фрага, Блять, Хантер! что ты Вот это он делаешь? разменял, Кто конечно, ты себе. такой? Кто ты? Воин, блять! Солянова принял. 22-12, Солянова! Риски Боб здесь, кстати, выходит на Б, Хан закрывает Хантера. Ну сейчас только не наломайте, Какая-то говна, такая блять, ребята! рифма получилась, да? Однокоренные нити. Ну не делайте вы херню Упор разную, становится. Еще не всё успокойтесь ясно. сейчас! Еще 2 в 3 тут могут Немига взять. О боже, Не пена! попал Хан, как же так? Очень близко было. Поль забрал риски Боба, подставился Максим, и здесь очень сложный клатч. Куда есть один? потихоньку. Куда ты, Сережа? Бексултан надо забирать пытаться. Здесь все или ничего, но время 15 секунд. Пип у нас находится очень близко. Но подожди, Хан прошел. Че по таймингу? Но бомбы нет, да. Все-таки раунд отдал. Но будет авик. Ой-ой-ой, друзья, какая концовка. Просто инсульт какая жопы. концовка, просто посмотрите на это. Что за приемочки, там Хантер минус 3 дал в моменте. На миду, вот здесь, смотрите. Раз, два и третий в молике. Ты видел, даже он как горел, перевелся? Алмазер. Оказалось, да, что вроде мидл заняли, Немига. Думают, ну сейчас мы сделаем сплит Б планта. А тут просто капкан. Молик прилетает, Хантер с калашом делает минус 3 и без шансов, как бы, да. Теперь пистолеты. И как раз засейленная снайперская винтовка от Хана. И я вам хочу сказать, что если Немига проиграет данный раунд, у них все равно не будет денег на бай. А это уже будет 12-9. Инсилио останется всего лишь один раунд выиграть. Прямо сейчас Кто фаворит? они могут забирать карту. Без шуток. Всего? Вообще? Хан смотрит Арампу, как обычно. Или как? Но здесь ребятки уже более аккуратно играют. На чек, вот мы видим, прыгал Пип. По итогу информацию собрал. Неужели будет еще раз прыгать? Тут его могут оштрафовать. А, он щель забрал. Смотрите, он может нашить. Да, неплохо. ППС снял. Теперь уже двигаются игроки Немига, но здесь Польский ППС. Что вы делаете? Как вы, блядь, его не перестреляли? Что у вас здесь происходит? На перезарядке, но какие-то шансы есть. Бомба у него на руках. Алмазер вообще, мне кажется, Я не спаситель. могу смотреть Просто такие Немиге. игры. Вертиго у нас Мне плохо сегодня, потому что становится. 17-12 идет, я напомню. Но это ненормально, Забирает это спину. полный трэш какой-то. Касл просто в отдачу играет в коннекторе. Алмазер, по сути, может спокойно ставить пачку, дым откинуть и поставить бомбу в этот смачок. Да, но по-прежнему Хантер уже двигается и читает... Вместе играйте! Видимо, нет, и это конец. Это Господи! 12-9. Ой, Да, за счет блядь. установленной бомбы у Немиги может хватить денег на калаши, но это не будет прям что-то супер серьезное. Галила плюс раскид, либо калаш с первым армором, не более. Прям большие проблемы. А нужно отыгрывать целых 3 раунда, вы представляете? В атаке на Вертиго 3 раунда отыграть надо. Ну вот у Немиги сначала хорошо все шло. С 4-8 сделали счет себе 8-8. Но Ник в шапке, спасибо огромное, извини, пропустил. уже, так скажем, эндшпиль ребята проиграли. Просто не получается. Просто не получается ничего поделать. Ой, бля. Хотя раунды близкие, то есть мы видим клатч Это ситуации, какой-то, да? блядь. И хайлайтов предостаточно. И вот помните, я вам говорил даже про раунд, когда Хантер на Б с 5-7 на минус 3 сделал. Ну там 2 минус с 5-7 и 1 с Мактена. Я говорил, что он может стать ключевым. Представьте, если бы тот Сейчас, раунд если они Немига намудрят взяли, Немига, счет уже то всё. 10-11, да? И шансов побольше все-таки на игру. И там Копайка еще всё по срочно деньгам нужна, я менялось, сейчас с ума соответственно. сошел бы. Хантер у нас стоит, кстати, очень неплохо под Б. Там Хан пытается проверить, да, собрать какую-то информацию. Немига играют более-менее пассивно. Фламус просто смотрит поджим А-рампы. До этого мы помним, как Хан открывался с авиком постоянно, да, сразу чекал там, кто пикает, кто не пикает. Серьезно боролись, но теперь под флешку это все делается.
ретейк, да, потихонечку занимают зону рампы. Под смоком здесь немного промутится, да. Инсилио тоже в атачу, Инсилио не дерутся. Но у них есть много гранат, которыми они могут сдерживать натиск Немиги. Блять, надо все, что Хан готовит бьется, дым. из-под рук убрать. Алмайзер все еще ответственный за рукав здесь. Проверяет, чтобы никто не вышел. Раньше времени 2 смока в плент отпустили Немига. Все, можно потихонечку заходить. Время 30 На секунд, нахер. кстати. Я бы даже сказал не потихонечку, а побыстрее надо все делать. Риски Боб. Ой-ой, на Стью таки промутился, забрал, кстати, Касла. И Алмайзер еще убил Пифу. 3 в 4 Инсилио. Хоть и дали первый Допы фраг, будут, всё равно отсосете, Пифу в блядь. большинстве. Польт пробует зашить шорт, не получается. А что по гранатам? 3-3. Есть пара флеш. 3-4. И смог на бомбу. Но меньшинство. 7 опять хп, чекай. у Немиги идеальные позиции, как мне кажется. Они понимают, что в спине никого не будет, скорее всего. Все именно будут вырываться со стороны КТ. И Хантер сразу делает фейк дефьюз. Савика ФПС пытается прикрыть, но промахивается. ФПС, ну что ты делаешь, блядь? Что такое-то? Фу, нахуй. Инсилио здесь вообще не смогли ничего показать. Блять. Немига на самом деле. Ну чего, ну, блядь, ну, хорошо. ну я не хочу теперь смотреть, не хочу. Я в тот раз смотрел. Мне все нервы выпиздили эти допы. В каждой игре допы, блядь. У нас вся команда организаторов чуть с ума не сошла. Люди, блядь, домой попадали. И завтра. Да сколько можно? Не хочу допы. Инсилио не Прекратите, могут взять блядь. решающий 13-й. Это очень просто сложно для очко них какое-то. дается. Блядь, вот Прям Чикопайка супер сейчас сложно. успокоит 100%. Ну, может, сейчас кто-то опять, не знаю, с 5-7 там или с беретом. Да, щас, с сделает 5-7, супер блядь. хайлайт. Супер, да. Угу. Немига протекли, да, фишку, то, что поджали уже там и мидл, и Б-сайд, походу. Ну, Риски Боб проверяет спину. Разворот на плент, Немига. Все Начинается, да, опять? пытаются до Тавала сыграть, да. Надежно, тратят До Тавала. гранаты активно. Угу. Готовы стреляться, если что. Здорово. Ламус. Ну, нормально, кстати, заспрейл. Правда, потеряли Алмайзера и Лира. На секундочку. 2 девайса потерять в такой ситуации, это не совсем приятно. Это не то, что хотели Немига, мне кажется. Они хотели 5-0 закрыть. Ну и теперь последний раунд основного времени. У нас уже заканчивалась одна карта, по-моему, со счетом 13-11. Там Спирит Академия промокод в играла, чате. кажется, против команды халява. Кибершок. Сайбершок. Мгм. Там было достаточно близко. Выезжаем на допы, блядь. Ну, не просто это будет, конечно, для Инсилио. Хантер, посмотрите, 24 Поехали. фрага сдал, 24. Наша тема, блядь. И тайм-аут. Тайм-аут. Первый, блядь. Тактическая Все в пауза. ахуе, у всех инсульт там. Мгм. Мгм. На самом деле вовремя. Мгм. На самом деле вовремя, потому Вовремя. что сейчас На пан 12-м или надо брать. пропал, наверное. Правильно так сказать. Пан или домой, нахуй. Друзья, за эту каточку надо определенно лайк влепить. Супер интересно, как по мне, к просмотру. Соглы. А я лайк поставил? Камбэки, да, с двух сторон. Самолайк это как самоотсос. Пытаются ребята вернуться в игру. Поставил. И те, и другие. Но никак не получается доминировать. Какой лучший рейтинг был у Выходите Хардс в отрыв. Регион? Команда 20 Инсилио какой-то, по-моему, 12-9, если что, сражается. Я не помню точно. По-моему, 20 какой-то. первую карту, 30 да? они стабильно держали. В принципе, за первый топ-1. Хантер под Б играть на стрейфике, аккуратнее. Я не помню, надо посмотреть. Перетяжечка от Немиги в сторону А рампы. Алмайзер остается при этом на миду. Смотреть поджим. Ну, снова, знаете, вот это дефолтные пренейды. Смоки лежат на рампе, потихонечку развеиваются. У Немиги такой больше медленный плейстайл. Они, правда, вот очень много раундов заканчивают там на 30-й секунде. И это иногда оборачивается не в их сторону, к сожалению. Но, как показывает практика, например, позапрошлый Блять, ну раунд, начинается где у опять! Инсилио был фулбай, они, в принципе, сыгрались хорошо. Это пиздец, Чикопайка не Они спасает. сыгрались реально круто. Лик, сделай Так. что-нибудь, не беси, блядь. Хан уже готовит молик. Да, все-таки закидывает. ЦВП проверяет еще рукав на всякий случай. Рукав. И все-таки ротация Светлана, под Б. Кто неважно. у нас на Б пор? Давайте смотреть. Ну, конечно же, Хантер. И Касл. Давай. Касл с эмочкой. Но при этом он уходит. Он уходит в сторону КТ. Неужели сейчас Хантер один с фармилкой будет тут всех принимать? Ну, звучит как фантастика какая-то. Это Пиздец, там он... Как, блядь,
на Но опять шоу, же, если ёб его твою не мать, проверят как-то, одно Рамштайна, уже блядь. остается. Полетело Очень- все, очень все жесткий спецэффекты, прилетели. блядь. Пытается жить, пытается стреляться. Есть Там аж скилл залагало, Полин, блядь. калаш или пикет, Хантер! Хантер практически всех закрыл, но 3 размена от Немиги. Целых 3, представляете? ФПС мультик. Выезжаем на допы. 15 секунд, пачка еще не стоит, фейканули Немига. ФПС может нашить Фламуса. Смог развеялся, ФПС выигрывает дуэль и забирает еще, забирает Хана. 2 в 1, Алмазер красный. Алмазер на Завыл, блядь, как... Смоки, ёб твою мать, блядь! Будет для него. Постарается забрать клатч. Это просто раунд на миллион, друзья. ФПС со смоками здесь ждет Алмазера. Он Боже, забирает блядь! Типа. И все равно... Ёб твою мать, блядь! Выигрывает дуэль. И все-таки пачку успевает раздефьюзить. Это ГГ. Это ГГ. Что просто это Ёбалая, было? блядь, такие игры. Это было очень жестко. Я не знаю, Vertigo очень классно, друзья, выдалась. Супер много эмоций, правда. То есть я Сосать, не а не ожидал, допы, что блядь. будет так все серьезно. Но это матч открытия группы Б. Как бы добро пожаловать на стрим, да? Добро Hardplay Cup пожаловать. 8. Ну вот, слыхали? Не прошло и 2 месяцев. Мы снова с вами. Здравствуйте всем. Ну, здравствуйте. Слово аналитикам, друзья, я все сказал. Молодец. Вот он! Так, А! Левара Дата, мы обсудим с тобой немножко матч, это Vertigo. Как тебе вообще по ощущениям? Блять, когда Ну, я к хотел бы доске, отметить знаешь, Кирилла Ханта. вышел Он стихотворение просто рассказывать, и вот легенда это вот, Инсилио когда нихуя дал не очень учил. много импакта в ПС, 2 блядь. раунда или там 3 даже взял. Сейчас Поехали. последним очень хорошо сыграл, как опорник. Я считаю, что он чуть ли не в соло Ох, выиграл. это. блять, а. Хотел бы его вот отметить. Молодец он. Да, Как тебе действительно, этот матч, да? Действительно впечатляет от него индивидуальный перформанс. Ну, матч на самом деле начинался первая, по крайней мере, сторона, ну, ужасно прям для Немиги. Они выиграли пистолетку, потом тут же проиграли форсу, и в CSGO это было неприятно, в CS2 это прям очень печально. И экономические проблемы их преследовали всю сторону, весь КТ-сайт, потому что да, Авик в CS2 не такой сильный, как в CSGO, но тем не менее на Vertigo в защите там есть где поискать импакт с этим девайсом, и только на 11-м раунде впервые Авик, и думаю, для их, по крайней мере, защиты это было, ну, критический факт. Да, есть такое. Я хотел бы отметить еще Ип нахуй. несколько клатчей, которые важные были в этой игре. Во-первых, как Алмазер взял пистолетку за атаку, он дал -3 там, и без шансов на самом деле для Инсилио было. И первую пистолетку тоже взяли Немига, то есть 2 пистолетки у них было за игру. Но за счет того, что парни из Инсилио в первую пистолетку за атаку поставили бомбу, у них на второй раунд была хорошая экономика. Так как экономика у нас еще не пофикшена в CS2, то за счет того, что ты за атаку Давай, ставишь Лик, поправляйся. бомбу, в next раунде у тебя раунд 50 на 50. И Инсилио взяли, достаточно хорошо поиграли до 5-2 счета, где очень медленно заходили на Б, проиграли его, еще стал 3-5. Уже Я о другом сейчас думаю. Что нас ждет вот здесь, блядь? Вот это вообще будет песня. Я даже думать не хочу, как будет играть группа С. А группа С, по-моему, играет уже завтра. Бля, я просто хочу посмотреть, как будут вариться вот здесь. Это будет просто потрясающе. Просто потрясающе. Team Space, кстати, если что, 56 место Ашел ТВ. Просто держу всех в пожилом курсе. Ну, если кому-то интересно, блядь. Я чувствую, инсульт жопы он точно обеспечен. Да, посмотрим еще на остальных участников этой группы. Немига в целом, да, хорошую борьбу, на мой взгляд, навязала в второй половине, то есть парни были достаточно близки к камбэку. Касательно замен в этой команде, да, действительно, приход Бокса на тренера — это, ну, глоток свежего воздуха, потому что, если честно, я не думал, что я доживу вообще. Я не хочу такие матчи смотреть, мне, блядь, плохо. Можно просто 16-1. Как вот в тот раз у нас поляки с сербами играли, сразу 16-1. Ты же говорил, что ты шаришь, блядь, за этот Ancient. Конечно. Ой, блядь. Посмотрим, как они будут как ты развиваться. думаешь, кто фаворит в этой группе вот для тебя? Две команды какие? Я думаю, что Инсилио и Gunfive — это основные Согласен, фавориты. Я думаю, что мы как раз их увидим в матче Венеров, то есть, получается, через матч, я так понимаю. Да, да.
Ну и касательно Немики закончу свою мысль, что ну, команда новая, то есть в целом Кор собрался относительно недавно, из старого состава остался только Лир, и я думаю, что им нужно дать время, тем более под руководством нового тренера. Смотрим, развиваться, интересно будет за ними понаблюдать, тем более там играют два моих бывших подопечных, Фламус и Риски Боб. Риски, правда, непонятно, останется или все-таки временный стендин, но надеюсь, что обратят свой взор в сторону Макса. Он весьма неплохой. Согласен. Полностью с тобой согласен. Увидимся на следующем матче, ребят. Спасибо. Смотрите, следите, дальше еще интереснее будет игры у нас. Да, и дальше у нас Верданс Gun 5, и там дам предикт, что Gun 5 все-таки выйдут победителем этого Best of 1. Если сейчас с таким составом Gun 5, блять, не выиграют у Вердант, подождите секунду. Сейчас, одну секунду, блять. Я сейчас посмотрю состав Вердант. Ой, блять. Я не знаю. Подожди, а Вердант у нас вроде, да, европейский? Я не знаю, кто это. Артист у них, блядь. У них... У Вердант? Бля, хотя я могу это на стриме же, да, показать? Бан нахуй. Я не знаю, кто эти люди. Я понятия не имею, что от них ждать. Осуждаю, блядь. Нестабильно они играют. Понятия не имею, что от них ждать. Хер его знает, кто вообще эти игроки. Вульфи. Эндрю Аллен. Короче, у них 3 с Великобритании, я так понял. И 2 с Италии. Слушайте, блять, они могут по стрельбе быть очень сильные. А, прошу прощения, Ирландия. Ирландия. Викинги, блядь. Это Ирландия, братцы. Мне показалось, флаг Италии. Я не знаю. Ну, блядь, я не знаю, что сейчас должно случиться, чтобы сейчас Gun 5 проиграли. Я не знаю. Ну, это несерьезно, блядь. Я не верю, блядь, что они могут проиграть. Финниган, Супра, Лов.
Я хер его знает, ребят, но я не верю, чтобы они проиграли. Да-да-да. Слава команда. Gun 5 команда бустера. А как они вообще играют? Блять, самое парадоксальное, что они отлетели 2-1 от Инсилия. То есть вообще игры, как таковые, у Gun 5, они проиграли Кибершоком. Они выиграли у Инсилия, отлетели. Но они должны переезжать в Вердант. Не, я вижу то, что Вердант играет в европейской пролиге, но есть проблема в том, что это довольно опытные игроки. Готовы ли они к этой игре, хер его знает. Причем это БО1 они играют. Леша за Ган, а я за Вердант. Я за Хард Легион. У меня других команд не существует. Они как бы существуют, но не особо они мне интересны. FSAS. Это у нас... Не понимаю даже, кто это, блядь. Ребят, я не знаю, но... Здесь по всем показателям я бы, если бы ставил, я бы лил на Gun 5. То есть, ну... Я бы лил на Gun 5, да, сейчас. Ну, по всем, по крайней мере, вот. Ну, ваше мнение какое? Бля, понимаешь, есть одна проблема. О, евро-доллары пошли. О. Здравствуйте, дядя Лёш, давненько не заходил прямо на стрим. Это не, блядь, стрим, это турнир, Сережа. Ты видел, какого уровня турнир? Пролеты там, залеты, налеты, блядь. Не знал, что свой турнир держишь. Братик, 8-й уже это турнир. 700 тысяч призовой. Блядь. В целом дела хорошо. Хорошо. Я не знаю, что сейчас будет. Понимаешь, у них... Блядь, ну не знаю. Понимаешь, просто они занимают 111 место. Это вот настолько... Вот как вам объяснить, блядь? Кто вот, ну, плюс-минус шарит, да, за КС-ку. Как бы... Ну... Как вот, блядь, я не знаю, как вам это правильно сказать. Вот что 111-е, что 145-е, что 100, блядь, 50-е. Это все примерно одного и того же, та же самая все вот это вот одна вот эта каша, блядь. То есть, как вообще места на HLTV? Ты просто выигрываешь какой-то хороший турик, с хорошим призовым, с хорошими командами, с игроками, хуями, вот этому все. У вас сразу статистика, у нас... Блядь, сейчас я открою, сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Я вам просто покажу наглядно. Если успею, покажу. Блять, у меня HLTV не грузится. Сейчас может прогрузиться. Короче, может быть прыжок на 30, на 40 мест сразу вверх. Если прям очень крутые турики выигрывают люди. Я не помню, Хард Легион... Бля, вот у меня сайт не грузится. Ребят, можете посмотреть на пике Хард Легион, какое место занимали? По-моему, когда квалы на мажор, они проходили, блядь, по-моему, 20 какое-то. Я не помню. У меня просто не грузится статистика HLTV. Там 20, что-то какое-то с копейками. Не, на 20-м они были, 20 какое-то. 30 они прям стабильно сидели. Потому что они тогда Нави выиграли, еще перед всеми этими кипишниками, блядь. Нави, они кого тогда только не выигрывали. Спиритов они вынесли. Причем они очень жестко играли. Сейчас, секунду.
23 место, вот Hard Legion по миру занимала. И это вообще, ну, типа, забей. Это граундов, да, они тогда обыграли. Вот их финальные игры. Причем 2 раза они их обыграли. Я не знаю, вот этот вот Викингс, датчане, они еще вообще есть, эта команда? Уважаемые зрители, второй матч группы Б А? стартует с минуты на минуту, и очень интересные Могу. команды нас тут ожидают. Дебютанты Hard Дебютанты. Play Cup Поехали. 8. Команда Вердант и команда Gun. Причем, по-моему, оба. Стримера Бустера. Очень интересно будет посмотреть за этими двумя Очень коллективами. интересная Вообще, игра. Вердант для меня загадка, потому что Полная. британская сцена, да, там еще пара игроков из Ирландии. Не сказать, что в этом регионе... Блять, давайте разбираться, давайте разбираться сейчас все вместе, что есть в Ирландии. Сейчас мы прочитаем, кто здесь выиграет. Что есть в Ирландии? В Ирландии есть... Блять, что есть в Ирландии? В Ирландии есть... Эль! О! В Ирландии есть Эль! Значит, они уже под чем? Анубис карта. Я рот ебал. Опять Анубис. Блять, это какой-то кошмар нахуй. В Ирландии есть Эль. Значит, они как минимум играют под Элем. Понимаешь? То есть уже в Ирландии есть Конор. Мать его, Грегор. Уважаемый, да, вот, блядь, боец. Да, что еще, блядь, в Ирландии уже... Лепреконы есть в Ирландии, во. Инкогнито тему шарит. Короче, давайте, ладно, смотреть, я не знаю. Да, как и Немига. У нас тоже ножички пошли, кстати, давайте посмотрим, кто будет пикать в сторону. А ножи, собственно говоря, выигрывают Вердант. Да, вот так вот, интересно. Похоже, 3 в 1 они должны закрывать. Ну, Супра здесь постарается, да, максимально исхитриться, но, конечно... Я, кстати, я не знаю, Бустер, он смотрит за своей командой сейчас? Или, типа, ну, ему не шибко интересно это? А, у него вообще Fortnite какой-то там турик идет. Не знаю, я за своей тимой прям, блядь, у меня... Супер меня хорошие горело результаты, да. Тем не менее, мне кажется, Lightning может усилить эту команду, по крайней мере, в рамках данного турнира. Там еще шутили, значит, сами организаторы, да, сама организация шутила, что сегодня Дмитрий Ликс будет играть вместо Резолюкса, но играет Lightning. Посмотрим, на самом деле, на этого игрока, что он может, на что он способен. Скажу так, у Gun5 Анубис очень частенько игрался раньше. Очень частенько здесь... Я хочу здесь... Я знаю, как играет Gun5. У них очень сильный, блядь, состав. Ну, по крайней мере, из игроков не столько, сколько состав сильный, сколько он опытный состав. Блядь, как играет команда Вердант? Почему, я не понимаю, никто в чате не сказал: Лех, нихера себе вы, блядь, какие команды зовете? Между прочим, оттуда, с USA. Я, кстати, не знаю, как они так по пингу решили вопросы. Не менее интересные. Ребята Всё, хотят играть я хочу мидл. просто Похоже, посмотреть. на самом деле на сплит Аплента. Обратите внимание, что Ксиела сейчас находится на небе. Он находится под А-мейном. Здесь артист с беретами в сетапе с жирафом. Готовы принимать. Но нужно также ожидать врыв с хелпы. И посмотрите, у Вердант 4 игрока на А. Это просто ловушка. Я не знаю, хороший анализ или что это было. Но реально, Вердант просто читает пистолетку, идеально закрывает вообще всех здесь. Ловику, Супра, Лайтнинг, Финниган, все падают Клатч! абсолютно. Клатч, блядь! Тело остается один, и он позже, естественно, умирает. 1-0, хороший старт, на самом деле, от британцев. Буду команду называть британцем, потому что здесь 3 игрока из Великобритании, да, и 2 из Ирландии. Я думаю, так будет всем более-менее понятно. Собственно говоря, напомню, да, что победитель этой пары будет дальше играть с Инсилио за выход уже непосредственно в плей-офф турнира Hard Play Cup 8. Потому что Инсилио первую карту забрали против Немиги. А Немига, соответственно, будет играть с проигравшим этой пары. Решают эко сделать Gun5. Ну, на самом деле, как по мне, абсолютно правильный выбор. Учитывая, что не смогли ребята Бойко, поставить я пачку и молчу, толком сижу, я никого даже не хочу ничего убивали. говорить.
на Я просто слушаю пистолетке. комментатора и И всё. 3 МП9 целых. Потому что он от красивый. защиты. Это на самом деле интересный вариант. Посмотрим, насколько он оправдает себя в плане того, что фармилки должны здесь убивать вообще все глоки там и пэшечки и так далее, чтобы больше деньжат было. Но Gun5 впоследствии закупит себе Что это АК-47 было, каждый блядь? игрок, скорее всего. И вот тогда уже, да, 3 МП9, ну уже не 3, кстати, уже возможно поменьше будет, потому что падает артист на лодке. И больше вроде фрагов нет от Gun5. Довольно спокойная эко. Вот единственное, что обидно, Ой, это бля! за артиста, что он здесь погибает. У артиста, кстати, имя Том Клэрк, если я не ошибаюсь. Как будто есть такой артист или актер. может Ну, быть, кстати, кино. да, самое Я не знаю, забавное. довольно популярное просто имя и фамилия. Можете посмотреть, кому интересно. Пока что переходим плавненько к первому байраунду. Здесь 4 калаша и Галил. Да, все-таки Lightning решил взять себя именно Галиль, потому что, ну, гранаты тоже нужны, естественно. У Вердан тут плюс авик. Как раз артист будет с ним играть. Посмотрим, вот тут уже начинается настоящий Counter-Strike. Падают смоки на мидл, молики также, антираж всякие. Тело и Финниган отвечают за центр карты, и смотри, как уверенно идут под коннектор. Да, просто ребята падают, и сейчас будет сплит Б-планта. Там еще супер готов саппортить банана. Нужно разменять атаки, и есть. Я здесь слежу за 2 игроками. Слежу за 2 игроками, потому что в свое время одного из них, как минимум, я рассматривал в состав Хард Легион. В КТ остается Жираф, плюс Вульфи есть. Вульфи на миду. Да, здесь он вряд ли куда-то пойдет. Похоже на сейф. Здесь ничего такого серьезного, наверное, не стоит ожидать. Но, тем не менее, весьма интересный раунд в исполнении Gun5. Довольно активно двигались по карте. Ворвались в коннектор. И, несмотря на все смоки, которые лежали, ребята выигрывают. Да, вот так вот. Я, бля, в происходит шоке у нас. буду, если здесь Пока по Gun5 стендину вылетит. Это, блядь, У будет Gun5 просто... ничего сказать не могу, да. Надо еще, конечно же, хотя бы первую половину посмотреть, чтобы понять, как Lightning вообще двигается. У этого игрока есть точно HLTV профиль, и я неоднократно его встречал на играх в Лиге Исея. Вот, поэтому, ну, опыт есть у него. Такс. Едем дальше. Что там по деньгам у Вердант? Раздропаются, по идее. Сделают еще один бай. Сколько человек в списке претендентов вошел? Я не могу тут сказать информацию. Есть четкие списки, которые рассматриваются эти игроки. И за ними смотрят не только на нашем турнире. Треки. Так, АВП. Да, АВП от Lightning. Подход также. здесь будет очень 4 серьезный. АК-47. Здесь Ребята направляются... опыт уже есть. В атаке пока что в основном по всей карте ровненько двигаются. При этом упор на лодку. Забирает с авика Lightning коннектор, дабы никто слишком агрессивно там не пикал, не высовывался. Еще и смог положили сами игроки защиты. И поджим, кстати, мейна. Поджим мейна от Вульфи, это выглядит довольно интересно. Сможет ли он с МП9 найти кого-то? Финниган уже готов, как будто флешечку просить от тиммейта. Ну? Или просто ворвется. А флешка на где, развеивание. блядь? Но... Почему он один играет? Даки не стоит недооценивать. В этой дуэли у него преимущество. Еще и скидывает молик с хаешкой. Вот это серьезно. Так, а на банане Супра играет один. Не знаю, друзья, под Б как будто очень крепко стоят Вердан. Тем более они все идут в коннекторы практически. Готовы врывы всякие принимать. Но я не знаю, на самом деле, Финниган пойдет один или нет. Идет, да, сам себе флешку накинул. Вот так просто. Вместе с Лайтнингом они делают -2. И можно дальше атаку под Б вскрывать эту всю. Пятерочка, Жираф остается последний. Есть хедшот по Финнигану, но Супра сразу на скилле. подсаппортил и разменял. 4-2 снова проблемы. Очень хорошая стрельба у с Супры. Б-базой у британцев. Снова надо сейвить. А тут Ксиела, кстати говоря, может девайс подвыбить. Да, и попросить тиммейтов пройти через пауз, например, в сторону хелпы. С той стороны еще окружить аплент. И тогда вообще неприятности будут. Неприятности такого Села большого до того масштаба, стоит. я бы сказал. Но свои калаши тоже не хочется терять в то же время. Однако экономика у Вердант очень слабая. И уже, мне кажется, на следующем раунде ребята сделают что-то по типу 2 кбая.
Друзья, не забывайте, конечно же, лайки проставлять на трансляцию. Я вот вижу, на Hard Games 2000 пробили. На Hardplay тоже 4000 лайков есть. Обязательно. Побольше актива надо. У нас сегодня первый день Hardplay. Юр, продолжишь так мучить людей, я с тебя модерку сниму. Прекрати. БО1 в сумме. Будет очень долгий стрим. И потом плей-оффы, конечно же. Плей-оффы, будет матч Там за нет ни третье одного место, нарушения будет правил. гранд-финал, все по красоте, как Просто вы люди любите. спросили, и хер с ним. Закуп от Вердант меня сейчас интересует. Прекрати это делать. Что они себе возьмут? Вообще, Даки может взять себе Дигл с армором спокойно. У него при этом останется 2000 баксов, и там хватит денег на следующий раунд. Но ребята идут в форс под 0. Что удивительно. Или нет? Extinct решил оставить себе 1000 баксов. Нет, все-таки это закуп. Здесь же еще появилась такая функция в CS2, что ты можешь продать оружие, если вдруг не услышал кол от капитана и случайно закупился. Знаете, в чем есть еще проблема? Проблема есть еще в одном, то что, честно, вот, блять, ну объективно, ну, намного скилловее здесь Gun5, то есть это не такая сильная команда им попалась. И поэтому здесь смотреть, делать выводы, плюс это блядский этот Анубис, я не знаю, я бы здесь, ну, не знаю. На ХЛТВ. Под вопросом. Относительно недавно, где-то месяц назад. И там с 1.11, представьте себе, был камбэк. Я не помню, кто выиграл, но там были овертаймы. На овертаймах все закончилось. Представьте себе, 1.11, ты переходишь за атаку и делаешь просто камбэк до 12. Тренить раскидки. Вот настолько может быть интересно. Пока здесь более-менее равная битва, размена на мету, неплохо, сыграно. Артист сделал килл. Тут еще Extinct на Б пытается Смотри, справляться. как двигается И чувак. Финниган Очень грамотно. выиграет ли он эту дуэль? Или останется Смотри. где-то за колонной? А может вообще уйдет в коннектор, потому что там уже мейн проходит Ловикус. Ловикус очень много инфы собирает. Финниган падает, правда, по итогу не успел никуда отойти. А артист... Ой-ой-ой, Ловикус. Как он перевелся? Но, конечно же, от Вульфи стоило ждать размена. Он быстро пришел на помощь. Лайтнинг это последний. И что же у нас будет? Клатч 1 в 2, да. Ретейк готовит Вердант. Есть на это все дело у них Что-то я охерел. МК-МП9, но Лайтнинг может выиграть свои позиции. У него АВП в руках. Просто 2 раза попасть, даже по ноге. И он вырубает двоих. Вульфи скидывает дым на бомбу. Хотя, возможно, стоило прокинуть его именно в мейн. Лайтнинг. Важный момент сейчас. Но Extinct, смотри, как стоит по стенке. И он видел тень Лайтнинга. Поэтому был готов сразу попадать в гол. Я прошу обратить внимание вот на этого игрока. Британца. Вот этот вот. Extinct. Вы обратите внимание, насколько он грамотно двигается. То есть, какие он мувы делает. Просто вот по игре посмотрите, когда он будет попадаться. Это просто жесть. Он очень жестко двигается. Он прям читает игру. Видать, на опыте очень на лютом типа. И выигранным раундом 2 подряд они забирали. Тут калаши по-прежнему и, естественно, АВП. Артист с пуста играет. Вот и пошли фишечки уже первые на Анубисе. И Ловикуса бы главное тут не подставиться. Скидывает молик. Скидывает флешку. Дождь ее артист, но получает по голове. Вот это Ловикус пик. Это жестко. Хаешка очень серьезная. Ну, конечно, прилетела за это все дело. Но энтри есть энтри, извините меня. Там артист, по-моему, вообще умер, когда ушел просто за стену. Лайтнинг еще убивает Даки. И Супра под Б сбривает Экстинкта. 4 в 1. Что-то здесь Вердант какую-то вообще дичь, блядь, сделали. Вообще абсолютно непонятную. Зачем они это делали, блядь? Типа, ну, я не понял. И контриться британцами. Вы заметили? То есть все 3 раунда Gun5 под Б выиграли. Это правда. И мог на самом деле Лайтнинг выиграть клатч, но там было непросто объективно. Но что-то команде Вердант надо с Б-плунтом делать срочно, потому что если Gun5 остальные раунды в первой половине будут сюда ходить, то это может для них очень плохо закончиться. Но пока счету их устраивает, мне кажется. Счет хороший, 3-3, то есть за КТ это в принципе неплохо. Если глобально так судить. Вульф М-ку должен сейвить, здесь нет какой-то операции по выбиванию этого девайса последнего. Там его разве не заденет? Gun5 играют более-менее аккуратно уже в этом моменте. Дисциплинированно, так скажем, да? Никто не бежит фидить. Вот это, наверное, главное. Все, пачка взрывается. И давай... Инкогнито, международный турнир. Надеюсь, ответил на вопрос. Международный. С Великобританией сейчас играют люди. Надо под 0. И это закуп будет не очень хороший. В основном тут будут пистолеты недефолтные.
Ну вот ФАМАС один, окей, есть. Артист с авиком. Хорошо. И первая тактическая пауза. Ну, достаточно правильно. Паузами распоряжаются команды. Как мне кажется, да? Тут от Вертон, я так понимаю, да, залетела пауза. Ну, потому что действительно важно сейчас понять, что им укрепить. С пистолетами можно даже стать 4Б. Не знаю, там отправить вот 3 пистолета плюс ФАМАС. Авик куда-нибудь реализовать на мидл, либо под А. Все равно надо как-то рисковать, потому что напротив тебя калаши, которые, ну, на средней дистанции легко перестреляют, если не будут ошибаться, опять же, со спреем и так далее. Сколько команд в квалах было? В квалах было 86 команд. Между собой рубились, чтобы выйти вот уже вот так вот играть. В закрытые. Кролик есть на карте? Паш, спасибо. Такой хороший. Я пока не видел, но может где-то затаился, да? В какой-нибудь шкатулке интересной или вазе. Артист поджимает мейн. Я думаю, Тером. Пока проверяет здесь с тиммейтом, что происходит. Финиган врывается также в центр карты. И снова, видимо, сплит ап ланта. На этот раз ребята, кстати, Б не хотят особо играть. Но выглядит рисунок неплохо. Ребята проходят в хелпу. Могут найти здесь двоечку артиста. Но с авиком он играет достаточно хорошо. Сделал фраг, отошел. Но идет сейчас репикать. Чуть своего просто не убил. Прицелом навелся. Жираф еще бегал до лайтинга. Ой-ой-ой-ой. Ну прям ловушку устроили Вердан пода. Однако есть размены и какие-то надежды. Но я не на вижу раунд уверенности в Вердант. Пачка вопрос, где валяется. Стрельба, да, браво, Сложно но будет найти уверенности где-то в хелпе, игре. Да, Жираф контролирует. Сложно будет все равно это закрыть. Как-то вот прям артист хорошо сыграл, сразу дал энтри, ушел, тиммейты помогли. И в Ульфе здесь еще дуэль выигрывает в А-мейне. Тело. Увидел, последний увидел. Видел, да, как должен падать. спикает? 30 секунд. Открывался неплохо, но артист среагировал. Снайпер тоже, обратите внимание, какие выбирает точки. Вот это очень важно. Вопрос даже не как он стреляет. Вопрос именно в том, какие он точки выбирает. И как он джибошит. Какая пролеточка. Деньги у Gunfire имеются. Ребята снова идут в бой. Пока летит дым в окно. Но здесь артист, да, опять же, с авиком его игру пытаются как-то урезать. Он вынужден теперь перетягиваться под апленд, отпуская мидл. Довольно важную зону. Но Gunfire пока там не будет играть из-за слепот. Хотя пробегает, смотри. Пробегает игрок на раунд 6. Лобикус. Занимает уже даблдоры. Экстинкт поджимает банан. Ой-ой-ой, а это интересно. Супра готов вроде принимать Не факт. поджимы, пуши. Не факт, что он сейчас готов. Может быть, все равно опасно. Экстинкт! Боком открывается под соперника. Боком, блядь. Мне кажется, Экстинкт не ожидал просто, что его ждут на таком тайминге на минут 15. Здесь. Да, вполне ожидаемо вот было, на самом бесплавным деле. практически. Жираф, вот тут момент тоже важный. Идет Бля, распихивать что соло. это? Лобикус тайминги поймал Бля. все-таки хорошие для себя. И Что это ставит за голову. тайминги, Практически господи? без шансов. Даки есть в упоре еще. Даки тоже можно найти. 3 в 5 Вердант. Супер сложная ситуация для них. И Лобикус выигрывает еще одну дуэль. Ну, друзья, это 4-4. Здесь, Gunfire возможно, допы, да. продолжают набирать раунд за раундом. Но сопротивление от Вердант, мне кажется, очень классное. Ребята отыгрывают хорошо. У них, скажем так, немного хелтовых игр, да, но при этом ребята сейчас в топе на 111 месте. В последнее время, в октябре, они частенько играют, но до этого не сказать, что у них там было супер все них гладко немного, в да. этом плане. Ребята как бы играют против неплохих коллективов, где-то тир 3, где-то тир 2, вот, например, со Спраут они играли, с Nine Pandas. Поэтому опыт у игроков есть хороший, и они его показывают здесь, сейчас, на Анубисе. Если мы откроем вот статистику, к примеру, да, у них на Анубисе, именно на ХЛТВ, да, на официальных матчах, на суперсерьезных матчах, где реально ты борешься за рейтинг, 5 игр. 5 игр с 14 октября. И выиграли они всего лишь одну игру против болгар, против 500.
такая вот статистика интересная, да? А нахер они Gunfight тогда там выводили всё, за этот? Мне кажется, чуть получше. Но, как показывает практика, сейчас в Best of 1 команды прям равны между собой. 50 на 50. Даже, может, где-то Верден сильнее. Но мне нравится, что у Gunfight разноплановая игра. Не Они сказал то бы, на Б что они ходят, то на сильнее. А ходят. Всякие сплиты, раунды делают. Хорошие раскиды дают. И, в принципе, у них получается делать выходы. Опять же, дело в реализации иногда. У людей Extinct неплохо начал, но супер разменял быстро. Артист тоже падает. Но Extinct Очень важный раунд. буквально спасает этот раунд, но все-таки 1 в 3 оставил Вульфи. Все-таки здесь Gunfight прорвали Б-базу. При этом они вроде как не шли с Я просто сижу удивленный. Я удивился сейчас. Только хотел сказать, как грамотно играют в дефе Верданты, но что-то они какую-то дичь, блядь, сделали, если честно. Получилось банально перестрелять. И плюс еще, конечно же, гранаты мешали. Мы видели прекрасно, что там откидывалось. Поэтому Gunfight молодцы. Заслуженный 5-й для них. Вульфи тут, конечно, сложно выбить, но денег и так мало у Вердант. Вряд ли они себе позволят еще один фулбай. Но посмотрим, да. Возможно, рискнут. Возможно, рискнут. Хотя у Gunfight уже деньги так укрепляются хорошо. Уже мы видим у всех там по 5, по 6 тысяч. Это прям на 2, на 3 бая. Чуть ли там не до конца первой половины денег хватает. Я не знаю, что сейчас Немного Вердан реплея, будет давайте делать. еще раз посмотрим. 4Б стояли Вердан. 4Б. Вы просто вдумайтесь, как это много. Но тут были фармилки. И только одно Опять АВП. экстент. В основном, да? Эмочка от Ульфи остается. Остальные с юспами, я так полагаю. Экстинкт 350 баксов. Ничего не покупает. Одна хае от артиста. И это уже укрепление Апланта на этот раз, да? Идут по большей части в мейн вместе с Жирафом. Мне кажется, Жираф должен все-таки первый играть, а не Вульфи. Так, Экстинкт. Ой, и Вульфи, опасно! По флешке открывается и убивает Ксиэла. Кстати, Ему не хорошо попали. сыграно. Жираф, правда, не может калаш подобрать. Очень сложно для него. Но все-таки украл. Все-таки украл и при этом ничего не сделал с этим фиником. Так. Момент интересный. Еще размена на карте. И 4 в 3. Лайтнинг. Нужно забирать коннектор. Хотя там, скорее всего, убьет Финниган. Финниган. Ну, нужно дожать как-то, да. Вместе сыграли. Хорошо. Вульфи перетягивается у нас в паласы. Двое с КТ. Это будет битва, мне кажется, до последнего Вот игрока. здесь вот, да, вот никто тут на сейф могут. не Да. уйдет. Хотя есть МК и Калаш уже у Вердан. Я тоже думаю. Зачем им сейвить, если даже еще пачку не поставили? Ну тут Лобикус идеально просто в спину прошел. Лобикус вот на самом деле, где-где, а тайминги идеально ловит. И прям процент хедшотов, мне кажется, у него высокий. Артист разменял, кстати. 30 секунд. И там уже атака на А развернулась. Просто вот уже Эти готовы очень были скилловые занимать. Вердант. И в последний момент Именно на скилле ребята играют. просто залетели на А-точку. 20 секунд, ну, надо уже потихонечку пачку-то устанавливать лайтнингу. Артист пойдет через лодку. Жираф с авиком. Мне кажется, в данной ситуации это не мобильный девайс. Тем более ХП мало у жирафа, ему ошибаться вообще нельзя. Но он идет. Не зайдут. Он идет в сторону хелпы. Gun5 заберет Не раунд знаю, этот. дойдет ли до ума этот ретейк. Но пока выглядит больше так, как будто это выбивание. Ни до чего он не Однако дойдет. артист подходит в мейн. Жираф тоже на развеивание. Должен быть лайтнинг в фокусе. И, конечно же, Ловикус. От него тут многое зависит тоже. Лайтнинг. Заметил. Есть скилл. И все. Артисту уже лезть нельзя никуда. Только сейв АК-47. И 6-4. Наконец-то у нас Gun5 потихонечку выходит в отрыв. Мне кажется, у нас многие сейчас тут болеют именно за команду бустера, да? Все-таки, да, ЦИС-регион, как-никак. Разница между игрой на скилле и на опыте. Тот же Супра. Он играл раньше в Гамбит Youngsters, если я не ошибаюсь. На скилле, на опыте это, знаешь, когда человек умеет думать, и у него очень большой именно опыт, как я это вижу, по мувам. Да, то есть он правильно передвигается, он выбирает правильные позиции. На скилле скилл я больше связываю почему-то со стрельбой, ближе, почему-то у меня, ну вот ассоциации.
Вот, наверное, вот в этом вот я вижу разницу. Тем временем Даки здесь вместе с Экстинктом в кроссфаре стоят, готовы, если что, банан принимать. Врыв с банана. Там Супра и Лайтнинг. Если что, на чеку. Плюс Ловикус может флешку накинуть какую-нибудь моментальную. Вульфи. Ой, в хелпе интересная ситуация. Смотрите, Ксиелла и Финика приходят на плент и просто сносят голову Вульфи. Без шансов. Все, пачку тащите сюда. Наверное, да, Gunfive. На Б все-таки опасно, там 2 опорника Я остается. удивлен все равно, что найти. И Супра еще забирает Даки. Ну, концовку Отдали. первой половины Gunfive явно забирают за собой. У нас на самом деле сейчас может сложиться такая история, что 2 половины на 2 матчах закончится 8-4. Да, если вы помните, Немига Инсилио тоже вроде 4-8 все сначала закончилось. Потом Немига взяли пистолетку, попытались подогнать, но в последний момент отдали 13-11 карту. У Gunfive 8-4 на Нубисе, наверное, ну, более-менее комфортный счет для них, да? Но опять же, за диффенс... Ужасная стрельба здесь. Вообще ужаснейшая стрельба. Я что-то даже удивился. И нужно пистолетку забирать, 100%. Так, по деньгам. У Верден, походу, опять проблемы. Да, мы видим по 3000 у всех. А что закупать на такие деньги? МПшки с гранатами? Одна М-ка только. По всей видимости, это выход на 8-й. Да, буквально сейчас они могут это сделать. Вообще без вариантов. Верден прям немножко расстроили в конце. Шли очень хорошо. Шли прям максимально плотно. Но, может быть, сейчас нас чем-то удивят. Артист пока на миду, как обычно. Но здесь он уже без авик. Понятное дело. Ловикус идет на него и проверил, но нет. Не дочекал справа, прям в углу. Странно, что не Смотрел чекал. больше на дверь. Даки еще забрал Супру. А что с Gunfive в этом раунде, вопрос? Как же у них так Как будто получается, потерялись, да. по одному отдаются, дуэли не выигрывают. Попытался еще на Б, да, ворваться Супра, не получилось у него. И просто Верден отгораживает себя смоками. Лайтнинг пробует отпикать. С АВП, но сложно. Артист еще в спину выходит. Вот это да. Вот это жестко. Просто мидл весь прошел, вышел на банан в спину. Чувак просто, блядь, И на Ксиело шифту прошел может тоже погибнуть, полкарты. он в опасности. Но тут уже не важно, да, потому что Ксиело 1 в 5. И все-таки 5-7 максимально. 5-7, вот этот раунд они им зря отдали. Это не то чтобы зря, это прям, блядь, вообще зря. Потому что может вот его не хватить потом. Сейчас тем более команды свапнутся. Опять же, защита от Gunfive мне лично очень интересно. Как будет Lightning играть вместо Резолюкса? На каких позициях что-то поменяется или нет? Какие-то, может быть, раунды интересные мы увидим? Или наоборот, это будет более-менее дефолтный Counter-Strike. Extinct, Палос знает информацию про последнего, но тут Даки добил. Получается, что он даже -3 дал за этот раунд. Смотрим на табуляцию. 10 на 7 Ксиело. Тоже думаю. Финниган не просыпается, 2 на 9. Extinct 11 на 8. Но все еще можно, да, включиться во второй половине. Довольно ровно у них типы играют. Ну, по крайней мере, Финниган, Плюс-минус. мне кажется, если он тут выдаст какой-нибудь хайлайтик, Gunfive сразу могут идти в Причем отрыв. все. Да, Владиславу Финниган чуть подотстал, но... нужно больше фрагов. И больше, возможно, уверенности это ему даст. Реплейчики. Реплейчики первой половины, друзья. Пистолетчик у нас вот началась с такой приемки от Вердант, очень серьезный. На Апленте просто угадали. Либо прочитали, не знаю, надо разговаривать уже с ними. Как вы думаете, что сейчас будет На здесь? английском. Ребят, ваше мнение, что будет здесь? 4,4 уже 1000 лайков, ребят, спасибо вам огромное, блядь. Я вам серьезно говорю, вот, знаете, вот, я не могу вам вот объяснить, вот эта вот обратная связь, она настолько вот важна для меня. Я вам отвечаю, в этот раз, я вам коротко скажу такой инсайт. ВК Play взяли, попросили, говорит, у нас там, ну, есть определенные внутренние, да, там проблемы. Они хотели зайти на 3 турнира подряд. Они говорят, мы 1 турнир пропустим. И у меня был вариант либо снизить призовой, либо взять, ну, типа, Казик попросился. Прям, не буду называть какой, все его знают. Я, естественно, Казик брею, но я говорю, блядь, я понимаю, что, короче, призовой плюс организация — это 1 200 000. Побольше там, под 1 300 000, получается, там плюс-минус. И, короче,
Я говорю, блядь, мне надо будет, короче, в этот турик, так как, ну, ВК не поучаствовали, вложить. И я такой, знаешь, до Талова думаю, блядь, может быть тормознуть, может быть отменить. Потом я смотрю, сколько команд зарегалось. Потом смотрю, сколько... Какая ваша вот отдача именно в плане отдачи, это вот как вы топите, как вы, блядь, поддерживаете. Я говорю, нет, этот турнир все равно пройдет, то есть 500 000 я просто вот из своего... Я в минус себе этот турик делаю, то есть это просто в минус, но я получаю такое удовольствие и настолько кайфую от организации, вообще от всего, насколько это возможно. Спасибо вам, ребят, огромное, спасибо, что со мной, спасибо, что поддерживаете. Повторюсь, если вам не сложно, ребят, вторым окошечком откройте основную тоже трансляцию, буду вам очень-очень благодарен. Спасибо вам огромное, ребят, очень приятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! 2 фрага. Размен есть, но только один. Однако плент заняли. Смена верно. сторон. Ну, Gun5 хорошо играет заметить. за КТ. Даки. Куда промутился Даки? А прицел куда? На ноги? Он завис или что произошло? Почему прицел на ноги поставил? Для Ловикуса халявный фраг был. Он, Артисты по-моему, же вдвоем вообще уже. остановился киты? просто на Нет, месте. Я не диффузов понял, нет. что Они это было. брали 2 пары берет и флешку. Это Может быть, очень завис. опасно все равно для Gun5. Нужно проверить слева. Размен! Размен от Ловикуса есть. Но могла быть вообще неудача, могло быть фиаско конкретное, если бы Ловикус еще умер. Ну и Финниган дожимает последнего оппонента. 1 хп осталось. Просто Мне кажется, он посмотрите. подзавис, да. Но 8-5. 8-5 по итогу. Gun5. Винлайн, ребят, документально не успели, документы не успели подготовить. Мы же все, ну, официально делаем. Вот, и немножко они не успели подготовиться. А Так просто скажем, леваком... камбэк в первой половине, да? Нахуя это нужно? Но здесь это им может сыграть в огромный плюс. Тем более Вердант делают форс. Ой-ой-ой, что нас сейчас ждет? Что нас сейчас ждет? Ауг от Ксиела, Эмочка от Ловикуса, Фамас от Финнигана и Супры. Тут прям очень хороший закуп. Такой жесткий Смотри. от Gun5. А у Вердант одни фармилки. И у Даки галил только один. Их слышит. Даки, кстати, на мексиканца похож чуть-чуть, да? Он случайно буррито сегодня не ел на завтрак? Ай, молодец! Ой-ой-ой, Сауга хоронит двоих просто. Ну, без шансов. Да, заняли плент, да, поставили пачку, но 5 в 3 тут должен быть ретейк. Раскидываются грамотно. Угу. Экстинкт. Ой, вот сейчас может быть очень интересно, врывается! 2 минуса от Экстинкта, не хватило магазина на фильм. Блять, он гений или кто он? Жираф 1 хп. Как его нашили? Артист, что за суматоха просто творится в этом ретейке? Господи боже мой. Артист 1 в 3. Шансы есть все еще. Шансы есть. Но Ты что за хер, ты куда стреляешь, ёпта? Посмотрите на это, ну, была идеальная возможность, по-моему, нет? Просто заруинил сам себе. В спину не забрал. Но Просто не забрал взгляд. чувак в спину. Здравствуйте. И Чел ты. Вердан, скорее всего, даже закупится еще раз. А в первом бою кто выиграл? Блять! Зайди ты в паблик, тут все ведется, все, каждый, блядь, для тебя расписано все здесь, понимаешь? Вот, в паблике, сынок, все ведется, понимаешь? Там человек сидит, не спит, не ест, блядь, ведет все, что только можно. Кто выиграл? Все хайлайты, МВП, ПМВ, ПМЖ, блядь, МЖП, блядь. Все, Сережа, ведется, понимаешь? Только для тебя. Спасибо. Ага, 3Б. 3Б, при этом Connect 3 Финниган где-то попробует, может, открыться, это вот формат, а когда? Ловикус наживает. Ой, как когда, блядь? Экстинкт половинчатый Завтра, ёпта. Да, здесь момент интересный. Делает ли хайлайт Ловикус? Нет, 1 килл только. Прорывают мидл Вердант, но дальше встречают Кселу. Правда, 2 девайса. А это 2 девайса. Ты сделаешь парочку фрагов. А там уже лайтнинг в спине вместе с ним. А зачем? Зачем вы нахуй начали разворачиваться и, блядь, вы... Господи, блядь, зачем вы это делаете? Зачем ты без брони идешь пикать зад, блядь? Перевернуть. Все. Перевернуть. Вот и наконец-то... Ясно. Хуета. До свидания. 4 калаша плюс АВП. Очень много гранат. У Вердант, мне кажется, это прям
Ну, последняя Здесь попытка вернуться совершенно к CS. будет На этот заслуженная раз, да? победа Gunfight. Вернуться в Best of One. Потому что в случае Мне проигрыша, ну, я не думаю, понравилось. наши зрители прекрасно Вердан понимают, что творят Gunfight такой. хуйню. Они и так закрывают, просто сейчас мы увидим уже 3-2-2 реально, турнир. на что способны Вердант. Либо в атаке у них ничего не получается, либо они делают какой-то хотя бы мини-камбэк, парочку, серию раундов, да, сделают. Ульфе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А что это такое, друзья? Вы это видели вообще, что сейчас было? Просто вот так в наглую, на миду зашил Ловикус. Не, ну Данил играет очень жестко, честно. По статистике, да, 12 на 7 плюс 5. Ксиэла 1,5 КД. Отличная индивидуальная игра. Ну, Можно, Вердан здесь не наверное, выиграет. так сказать. Вердан собирается пода, но здесь два Мне было опорника, интересно опять же, все равно, кто Ксиэла здесь, с Аугом. ну, кто здесь что сделает. Здесь, конечно, он силен должен быть. Типа, Тем ну, более, CS2 очень часто команды стали закупать 3 вида орудий. Это АУК, это СГшка и это П-90, что довольно необычно. Супра закрыл Экстинкта, поджал банан, но тут еще Ксиэла 2 минуса с АУКа делал. О чем я и говорил. Даки 2 размена, но все равно это была ситуация 1 в 5, и он тут не заберет 6-й раунд для своей команды. Так вот, по поводу П-90, да, можем даже поговорить. Недавно был турнир АМ Сидней, это первый лан на КС-2, в Австралии он проходил. И там действительно некоторые команды закупали П-90 и делали какие-то раунды с этим оружием. И практически, ну, в каждой карте, в каждой игре, на каждой карте закупаются с разных сторон ауги и СГшечки. Не знаю, вытянут. может Не-не-не. быть, спрей Здесь без легче шансов. стало, или что-то еще Они очень интересное. слабо стали играть. Может, вот кто играл, поделитесь с опытом, как им вообще эти ганы. Но интересный момент тоже. Тем временем у нас Gun5, считай, в 2 шагах от победы и от матча с Инсилио за выход в плей-офф. Да, 11-5. Разгром на самом деле. Я ожидал борьбы от Вердан, честно. Я ожидал борьбы во второй половине, но они ничего пока показать не могут. Вообще Закупаются мертвые, под да. ноги еще раз, но здесь такой закуп, что извините меня, Юнпик, 2 МАК-10 и 2 Галила. У меня такое ощущение, Пробуют что они просто поиграть. сливаются, Ну, реально. неплохой выкатили, окей, может Хотя вот победить. подожди, заходят. Заметили с дефолтом игрока. Ой-ой-ой-ой, Финниган и Супра не справляются, даже фрага не сделали на двоих. Это плохо. Это плохо, и теперь непонятно, как это все выбивать. Возможно, даже стоит уйти на сейв, пока есть шанс такой. Не так уж и много и денег в Gun5, но смотри, Ловикус 2 фрага находит. Как вообще у него получается сквозь эти дымы всех видеть? Что он делает? Репорт. И первого, и второго убивает. Вульфи красный, кстати. Тут сейчас очень интересно может быть. 2 смока. Один на бомбу, второй куда-нибудь в коннектор закинуть. Ой-ой-ой, закрывает Экстинкта. Вульфи по-прежнему живой в коннекторе красный. Что творится-то? А времени на бомбе нет. А время кончается. Но киты. А не спасут даже киты. Но выбили все девайсы. Gun5 в этой ситуации, мне кажется, сыграли хорошо все равно. Минус 5. При этом, что и так денег не особо было у Вердант на этот раунд. Смотрите, вот Ловикус как сыграл. Вот как он в самоку еще жирафа нашел. Помните, еще как? на миду он ставил хедшоты. Просто браво. Это репорт, другалек. И банчик. Это реально сильно. Ну что, продолжается. 6-11. Продолжается Анубис, друзья. Вердант. Бабки последние раунд в у атаке. Gun5. Первый, кстати, да? 5-7 Но ловит у Верданта больше, тоже вот нет сейчас ни хера. это первый раунд в атаке. И то выдался он очень тяжело. Всех потерять на постпленте. Даки проходят под коннектором. Спасибо. Похоже на сплит Б, тем более уже 2 игрока вплотную на банане стоят. Финниган готов принимать коннектор. Здесь смог вот-вот развеяться. А Даки даже не надо, видимо, этого развеивания. Он готов и так врывать. Финниган 1 килл только делает, Супра тоже. Блядь! И ретейк Б-плента вновь. Ну вот что-то сегодня и с той, и с другой стороны Б-плент не держится от слова совсем. Б вообще просто Не получается потрясающе. просто у команд. Но может ретейк получится. Давайте глянем. Нет, Лайтнинг падает. Это без шансов практически уже. Молик горит возле кона. Нет китов. И нужно сделать решение, мне кажется, сейчас просто отступить, эмочки засейвить, потому что уже правда проблемы с деньгами. У Gun5 начинают. Минус И еще главное, в такой момент просто не расслабиться. Gun5 сейчас могут Ребята такую хуйню сделать. могут с 11-5
допустить то, чего допускать нельзя. Камбэк от Verdant. И здесь, на самом деле, британцы хорошо взялись за возможность вернуться. Уже 2 раунда к ряду. Тем более сейчас выигрывает Эко, скорее всего. У Лобикуса 1 М-ка, он может максимум дать 1 дроп. И все равно этого не хватит, чтобы одолеть калаши, мне Не кажется. будут баяться. Только если как-то поставить правильно Только эмочки эти на фулл-бай. карте или угадать Делайте что-то. фулл-бай, не творите хуйню. Ну, как-то таким образом может стоит действовать, не знаю. Фулл-бай, парни. Ничего не, блядь, не вздумайте. Пауза. Вот. Думают. Первая пауза от Gunfire. Если сейчас они возьмут Время ганы, задуматься, и правда. Пока паузу, друзья, срочно Будет лайк на очко. трансляцию нужно оформить. Давайте, 5000 добиваем на канале Hardplay. сколько? На Hard Games. Добиваем 2500. Сколько? Промокодики тоже будут в чате. Могу. Не забывайте. Так, ну-ка, работяги, завозите-ка добра на основную трансу. Можем, кстати, пока поговорить. Ну пауза наша уже снимается. Вот. Мне, кстати, тут подсказывают, что готов промик в чат лететь. Ну-ка, на Hard Games немножечко, ребят, зайдите. О, Посмотрите чат. разбираем. Уже летит. Уже летит. Промик. Кто успел? Кто успел, плюс ставьте. Hard Games. Открывайте чат, друзья. Там уже промо. На CS Гуран. Лутайте. Все, смотрим. Под Джим Банана очень активно начинают играть Здесь Gunfire. очень важно. Что-то поменялось определенно в их обороне. Ой, но бля, сейчас Грена, посмотрим, сработает бам, ли это. нахер. Так. Что там произошло, я не пойму. Просто Ловикус и Супра падают. Но все же пистолеты, да? Все же пистолеты. А что делает И Gunfire? стоило, может, да, что-то попробовать новое. Но не получилось. А что происходит? Но не Подожди. получилось, как мы видим. Хорошо, выход на 8-й. По-прежнему разница в 3 раунда сохраняется у Gunfire. Но если не проигрывают следующий запуск, то мы уже будем понимать, что им становится супер тяжело закрыть это БО1. Напряжение вырастает. Знаете, вот говорят, раньше говорили, самый сложный раунд это там 16-й, да? Или 15-й. Да нет. Вот здесь такая же история. Забрать хотя бы Если сначала сейчас и матчпоинт, этот они да, проиграют. и потом уже выход на 13-й и саму карту выиграть. Это будет Сиэло вообще берет дупло. Блять, ну я в шоке Глянем, буду. к чему это приведет. У меня мозг Снова нахер взорвется. позицию на А занимает. Кстати, вот Ёма. Lightning у нас под Б сейчас находится. Неплохо, кстати, себя показывает, как стендин. В КД выходит. Все вроде неплохо. Главное, вот опять же, дожать карту. Артист! Шикарно просто наводится на Ксиэла. Потерял немного хп, но тем не менее. Синк убивает Lightning. Там еще под Б какие-то провалы у Gunfire, а пачка-то уже вообще на другом плейнте стоит. И это снова сейв. И это снова сейв. Чат, посчитайте, какой там подряд уже раунд берут британцы. По-моему, 4-й, 4, да? по-моему, они. 4 они 5-11 берут. у нас. Или 5. Камбэкают эти ребята. И казалось бы, что, ну, вот-вот закроют Gunfire, разгром, но нет. Сражаются до конца эти игроки. Что происходит? Чатик, я, кстати, хочу вам напомнить, что сейчас секунд выбивания идет. Интересно, сколько девайсов получится выбить у Verdant. Жираф падает, кстати. Слушайте, Gunfire. Все калаши, все эмки сохраняют. Даже вот что-то новое подбирают. Не забывайте, да, что у нас турнир проходит с 9 по 12 ноября. Завтра в 14:00 по московскому времени также будет стрим на Hard Games. На Hard Games так точно, да, Hardplay дядя Лёша, скорее всего, чуть позже подрубит, но я не знаю, опять же, какие там планы. К нему тоже, это секрет. Заходите, смотрите. У нас группа С и группа Д будет играться там. Энс Академия, Энтропик, Аврора Академия и... Я ебал, если сейчас проиграет Gun5, ну это вообще будет, я не знаю, я тогда буду вместе с Сабинкой, блядь, грузить, я не знаю, на все, что только можно, на что она говорит. Но это нереально просто, это ненормально. Достаточно неплохо в кейсе. И там реально есть талантливые игроки. Посмотрим.
Раунд номер 21, пожалуйста. Раскид у нас Пожалуйста. по Б идет от команды Вердан. Выкидываются гранаты так, банана. Экстинг пробует ворвать. Супра здесь должен быть на чеку вместе с Лайтнингом. Есть первый килл. Супра. Все, А вроде все, больше взрывов нет никаких. говно Почему-то полное один пошел сделали. без помощи. Вообще Игрок говнище Вердан сделал. Слился без килла. Бестолочь, блядь. Взрыв на Ати. Но тут два опорника. Однако трудности большие у Ксиела, и теперь один не выживает Ломикус, и Лайтнинг еще падает. Ну как так все меняется, Gunfight? А чё, блядь, Просто что? проигрывают Что 5-4. приключилось? Отдают большинство уже который раунд. Не, ладно, на самом деле, Чё в они большинстве творят, ребят блядь? редко бывали в последнее время, но обидно просто за то, что они отдают это преимущество полностью. Бля, Был ты перевес понимаешь, 6. я понимаю... Подожди, блядь, что происходит? 6 они подряд отдают. 6, блядь. Причем сейчас Верданты сделали полную вообще такую дичь, блядь. Это вообще трэш просто. И им и это простили. А как? Что произошло-то? И у них, блядь, денег нет, у них все, у них болтяра. Если сейчас они закупают и сливают, то все. Это очко, блядь. Ситуация, да, которая может все свести к 12. Бля, давайте не вот это вот. Вердант полностью вернулись в игру британцы. Полностью. Еще одна тактическая пауза. Мне кажется, ее надо было гораздо раньше ставить. 100%. Мне кажется, ее надо было гораздо раньше ставить. Причем вот посмотрите на команду Вердан, посмотрите, сколько фрагов игроки делают. Тут только один экстинкт выделяется, но он очень много раз умирал, поэтому у него не такое огромное КД, да? 17 на 16, это +1 всего лишь. Остальные по 10, по 11 фрагов. У Gunfight, ну, Супра 14, Ксиела 18, Ловикус 16. И даже Финниган, он первую половину, по-моему, 2 на 9 закончил, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав, реально. Но Финниган тоже делает киллы, однако где раунды, Gunfight? Нужно хотя бы взять 12-й. Постараться. СРС, спасибо огромное Они за делают 14 месяцев, бак-н-бак, брат. но Финниган при этом в закупе... Чё вы, блядь, Одно алло, я не пойму, падает там Супра подменили, сразу. что ли? Там другие сели. А Что дальше? происходит, нахуй? Минус Ксиела. Так, Финниган дает размен, окей. Эмка работает, но ситуация... Алло, всё равно сложная. пацаны, Там просто выходит хорош! Жираф на пустой апленд. Он сейчас соберет всю информацию. И не перетянут, скорее всего, Gunfight. Это будет снова сейф. Уже который раунд подряд. И Вердант полностью отыгрывают перевес у соперника. И я скажу более. Они могут даже просто переехать. я не и понял, блядь, что Gunfight это могут такое? больше ни одного раунда не взять. У меня, ну, я не понимаю, что, блядь, происходит. Ну что, Ловикус у нас... Они так нахлебник, хорошо играли, ребята может, блядь, не дизмораль сейвят, словили? пытаются бороться, Может, однако, что-то случилось. Подожди, опять же, ну вот на сейчас он ситуация. должен. Интересно, ребята пойдут в скопу или Пиздец. нет? После смерти Ловикуса. Я сомневаюсь. Они постарались найти быстрый минус на этом ретейке, но не получилось, и по итогу ребята делают то, что им и... Я не понимаю, что происходит. Сколько? 6-7 они подряд. А как, блядь, что, почему их так резко разваливать стали? Ну, я это могу только к дизморали приравнять. Просто чуваки тильтанули, но молодой коллектив, если только так. Блядь, ну там опытные игроки. Ультра опытные. Какой в пизду тильт? Блядь, вести с таким счетом... Так, ну Лайтнинг все-таки жирафа нашел, да? Никто девайсы не потерял, фактически, но... Я не знаю. Ситуация, конечно, печальная по счету. Ситуация грустненькая. Проигравший будет уже, считай, в шаге от вылета. Да, 2 поражения в групповом этапе, и ты покидаешь Пиздец. турнир уже в первый день. У нас впереди после этой катки еще 3 Б1 будет. Я не знаю, что сказать. Матч за плей-офф. У меня, матч блядь, за глаз выбывание дергается. И десайдер матч за плей-офф. Со второго места кто выйдет. Ксело! Есть! Так. Килл по Вульфи, ну наконец-то open фраг. Вульфи просто Правда, я не куда-то, знаю, блядь, почему Вульфи побежал. так торопился.
Ну, потому что он И что долбоёб, вообще помешало блядь. ему Он уже сыграть не первый раз более так просто медленно, бегает как на это ноге. делал Вердон до этого. Ловикус еще и забирает артиста. Сейчас какие-то, блядь, нереальные мувы от Но Вердантов, извините меня, блядь. если тут не выиграть Gunfive 5-2, Что, блядь, то я не знаю, происходит? что делать нужно уже, чтобы победить на Анубисе. Они опять поменялись? Окей, с горя пополам 12-й забирают, по всей видимости. Но опять же, заговорю. Вульф сейчас куда бежал? Просто на ноге? Просто он что, у него разминка, блядь, или что у него? Есть скилл, все, нормально. Что они делают, блядь? Что вы делаете? Что вы делаете, блядь? Причем, я не то, что за кого-то болею, я не понимаю, что, блядь, происходит на карте. Один бежит на ноге, второй за ним бежит на ноге с авиком. Куда они бегут? Что они делают, блядь? Закрыли тоже. И на Б, кстати говоря, ну, один игрок погиб. Окей, Лобикус. Ничего Я страшного. хуй его знает. 6500 практически у Ксиэла. Все, один раунд просто затащить. У нас снова основное время кончается, друзья. Ну, правда. То есть, последний раунд основного времени. Либо Вердант выходит на доп, либо это ГГ. Несилио 13-11 закрыли Немигу. Здесь Gunfive могут 13-11 закрыть Вердант. Да что, у нас еще впереди 3 игры по 13-11 тоже будет, или как? Ладно, давайте смотреть. Не будем загадывать. Под Б собираются Вердант. 4 банан. Нет, даже 5. Вульфи, видимо, пойдет с тиммейтами до конца. Он не будет играть мидл. Что творится? Ловикус! Куда ты бежишь на ноже? Зачем? Зачем, Ловикус? Ну зачем бежать на ноже? Понятно, что он на Б выходит, но... Можно же было развернуться просто через палас и пойти. Окей, размены есть 3 в 3. Супер напряжение, друзья. Но у Вердан лучше позиции. Тут могут Gunfive только под смоками промутиться, как-то забрать соперника. И то это очень сложно. Бомба еще не стоит. Экстинкт, хорошая хаешка. Ксиэла красный остается. 4 хп. И он убивает Экстинкта. Еще и выживает при этом. Минута. На таймере. Время еще есть разыграть, но... Теперь уже у Верданта интересное положение. Заметил артист в смоку Ксиэло. Финниган и Лайтнинг вдвоем. Лучше лишний раз не открываться. Пачка стоит под палсой и под КТ. Что же тут произойдет, друзья? Очень-очень напряженная концовка. Буквально как концовка матча Инсилио Немига. Артист отходит на банан. Лайтнинг играет с палацев. Открывается потихонечку. Финниган будет с коннектора двигаться. Есть киты у двух игроков. Есть также флешка, но флешка здесь не нужна. Лайтнинг проверит слева, не проверяет. Вульфи его убил, и Финниган просто здесь ничего не может поделать. Это, друзья, овертаймы. Безумно. У меня нет слов. Я не знаю, что сказать. Я просто сделал... Я как в том самом, блядь, меме. Вот это. Как он? Вот это. Я даже говорить ничего не хочу. Ловикус, вот правда, если бы на ноже не побежал мидл, но он не ожидал, что просто реально пятый игрок останется мид контролить. Как он не ожидал, блядь? Как он? Куда он нахуй спешил? Как он, блядь, мог не ожидать, если это самый старт? Куда он бежал? В магазин за пивом? Куда, блядь? Блядь, решающие раунды. Причем он отлично играл, он... Ладно, хуй с ним, давайте посмотрим допы. Блядь, я надеюсь, они выиграют. Серьезно? Я думал, будет поменьше, но... Я очень надеюсь, блядь, то, что значит, не что будет... можно... Я не Ничего думаю, что будет какая-то, блядь, феерия, и Верданты выиграют, и вообще нахуй выбьют Gunfive в первый же день. Я очень на это надеюсь. Я очень хочу посмотреть за командой Gunfive, блядь, дальше. Но это просто, блядь, шок. Это получается, у каждой команды в каждом раунде может быть АВП. По сути дела. Я не хочу, все, я просто молчу и смотрю. 3А выбирают расстановочку Gunfive и угадывают. Интересно, Даки. Первый пойдет, видимо, мейн распикивает, но его уже ждет Ксиэло. Ксиэло открывается под флешку. По лицу, блядь, что? Лайтнинг делает шашлык, даблкилл. Одним выстрелом на Вульфи. У меня сейчас, блядь, истерика начнется. Что Финниган, нахуй происходит, блядь? Экстинкт на минуте 25, ситуация 2 в 2 на карте. Какой быстрый раунд.
Это, И это разворот у бля, это команды кошмар Вердан под какой-то, Б. ёб твою Под мать, блядь. пустое Б, я Можно хочу нормально, сказать. спокойно посмотреть Киты турнир, есть, блядь. конечно, Гранаты тоже Каждый на раз, есть, когда но- я смотрю, но- блядь, турики, начинается какой-то, я не пойму, я финал, блядь, межгалактического, межконтинентального мажор про, блядь, ESL Лига смотрю, чешо, блядь. Ну что это такое, блядь? Он тут не ждал соперника. Ой-ой-ой. Это 13-12. Блядь. Вердант вырывается вперед. Впервые... Блядь, хотел возможно, поссать даже пойти, посрать, что Ладно, может быть, захотелось. в начале первой половины у них получалось это сделать, но с 5-11 они камбэкают. И даже при 5-11, блядь, 13-12 счет. уступить сопернику. А! И вышли на доп. Время, где уже... Блядь, оказывается Чикопай не впереди. спасает, ничего не спасает. Пиздец. Так. ну Как, что? блядь, как вы Снова? мне говорите, Лёша, тебя, знаешь, вот так приятно смотреть, когда ты не материшься. Ёб твою мать, меня как-нибудь с инсультом увезут со стрима, блядь, из-за этой Counter-Strike этого блядского. 23 года я, блядь, этой игре посвятил, я не могу спокойно смотреть, когда вот такой пиздец, блядь, творится. Мне плохо сейчас нахуй станет. Сидит, смеется в чате. Под Б играют более пассивно. Хотя Пассивно. и мидл тоже, знаешь, не пушит, ничего не делают с этим. Артист через буст открывается. Любитель, Нет, не блядь. открывается пока. Подсадок. Под флешечку решил запустить Вульфи. Да. Немножко другой кол поступил. Ну, кстати, тоже неплохо, да? Под моменталку распикали, Бамба. заняли позицию. Знаю теперь, где находится Lightning с ЛП. И все больше и больше это похоже на сплит аплента. Двое уже под мейном стоят. Двое заняли мидл, приходит сюда Тём, четверка. посмотри, XT, как в это они время щас Супра грамотно играют, проходит по верданты, банану и блядь. собирает довольно Посмотри, ценную как они информацию. аккуратно Можно сейчас играют. уйти на стак Что аплента, до этого, серьезно. блядь, было за 2 И раунда? Gunfight там просто обязан уже принимать. Что, пенчик, блядь? Ну же, если Финниган уйдет через Палас или КТ Трио. на аплен, Это пиздец. то можно реально успеть принять. Смог развеивается в Паласа. Но тут уже Экстинкт врывается в толпу. Ловикус готов на приемке. Есть два врага Ловикус. Хорошо сыграно. И Супра в спину забирает артист. 13-13. И у нас снова Ну нет, ты... паритет. Прекратите, Да, 5-5. блядь! Вот! Нет, здесь уже справляются Gunfight. Дожимают. Ну что сказать, раунд имени Ловикуса, наверное, прошлый можно назвать. Идеально два фрага сделал, спрей-контроль на уровне. И это, если что, последний раунд, друзья, перед сменой сторон. Здесь И это пиздец. также до 16, как и CSGO, играют команды на овертаймах. О, пожалуйста. 2 авика. Так. 2 АВП. В чатике пишут, а можно сразу так было принимать? Вот действительно, Gunfight же могли закрыть минут 30 назад как будто, да? Да, 150, блядь. А теперь у нас валидольная концовка. По факту, если- Эти, блядь, втроем по миду Так, идут. Эксим, куда ты один идешь? Куда ты, один блядь? в этот дым идешь? Ну что за Я, ошибка глупая? а, хотя, пиздуйте. Давайте, бля, пацаны, Просто давайте без нахуй всего, в лобби, без блядь, размена. пора. Пора, блядь. Держал на себя опорников, однако тут уже вырос на А. Ловикус Да ты с, охуел, одним шутом блядь! сделать. Села вообще Да без сразу. хорош, Три. блядь, хорош! Ну, Вы ретейк будет, чё, конечно. блядь? Ретейку быть, правда... Смоки лежат неудобные для... Это Gunfight. просто пиздец. Киты есть у всех игроков. Ну Не забудь хватит, про них, блядь, это уже! классно. Ну и куча гранат, которые надо использовать. Пятерочка, жираф. Здесь если его Пятерочка, убивают жираф, сразу, блядь! то получается неплохо. Так, 3 в 2. Артист не дает пока размена. Прячется в дыму. Даки. Что там с ним происходит? А Даки, походу, на Хеване спрятался, да? Это просто пизда. И... Я ща, блядь, реально инсульт Lightning бью, слева хватит. не проверяет? Или проверяет? Умирает в итоге. Супер разменял. Время на бомбе тает. Времени вообще нет на бомбе. Это раунд для Вердан. Да ладно. Даки просто 1 в 2 берет в клатч. И еще вантапчиком по супре. А! Да, говорит, плевок в лицо. 56-я минута этой карты, друзья. И она еще не закончилась. Блять, хорошо, что Бустер не смотрит за своей командой. Мне кажется, блять, он бы их сейчас в душу выебал. Я честное слово говорю. Это просто пиздец какой-то, блядь. Реально сыграно в мейне. Убивает супера жирафа. Но Даки. 49 хп. Блять, у меня бы инсульт был. Ой, блядь.
У нас уже на сервере есть 4 игрока, которые по 20 фрагов набили. Представьте себе такое. Представьте себе, такой Причем был их Steam огуречек. выходит, 22 смерти. Практически в каждом раунде умирал. Блять, стабильность. Какая-то Признак пауза была, да, мастерства. фактическая, я пропустил. Да, фактическая. Да, видимо, был тайм-аут, но сейчас фристаем, и мы едем смотреть вторую половину первой серии допов. Мне сейчас, блядь, плохо станет, я Возможно, серьезно. последний, а Это возможно, и нет. ненормально, блядь. Я не хочу. И прекратите, блядь. Как будто самый правильный вариант здесь для Verdant, чтобы выиграть, это играть так же, как они А играли. следующая игра, это вообще пизда будет. Ничего нового не придумывать. Это вообще Да, там будет песня, 5-7, блядь. но, тем не менее, Дальше будет, в рамках причем неплохо закрыть. через 5 минут стартует там следующая игра, через конечно же, 5-10 главное, минут. Это будет вообще за пунктом пиздец. вот быть начеку, потому что Gunfight частенько туда ходили в основное время через бананы коннектор. Окружали эту точку, делали сплит и выигрывали. И сейчас, кстати, ситуация более-менее похожая, но мы видим, что на мини-радаре ребятки из тест-спавна перетягиваются под А-лот туда и уже будут Бля, там весь чесаться готовить свой начинаю. выход, скорее всего. Опять же, если они потеряют без размена, допустим, Ксиэла, они могут развернуться еще в коннектор. У них такая опция есть, потому что времени много, но Сейчас, секунду. но мне кажется, что они просто выйдут толпой под флешечки и спокойно разменяются, либо просто убьют Вульфи артиста без потерь и поставят пачку. Выглядит пока это все так для меня. Но опять же, артист промахнется или попадется в ВП. Когда Дон Скрим будет сегодня, блядь, нарезка вышла. Зависит, смог пройдет Вульфи. Ебать, что полетело? Что это? Не пройдет, артист Пиздец! Вайн, буквально Соседней, тело. блядь, соседней игры, что ли, кто-то Вульфи кидает отправляет еще? и всё. Это что такое, блядь? Атаку Gunfight. Супер падает после одного фрага, Финниган... Блять, откуда столько прилетело? Хуйни разной. 2 в 4 с лайтнингом он остается. 2 в 4. Это очень сложно. Но жирафа... Нет, он не убил жирафа. Он был близок к этому. Блять, осуждаю смерть жирафа! 3, но жираф 12 хп делает просто 2 минуса в этой истории всей. И 15-13. Жизнь жирафа Gunfight важна, блядь. Шаги от поражения. Блять, говорит, давай я себе, говорит, ник возьму, с которым буду играть на про-сцене. Какой? Жираф, блядь. Это пиздец, нахуй. Один Даки, блядь, второй жираф, третий Вульфи. Ну это просто пиздец, зоопарк, блядь. И самое забавное, что вот этот зоопарк, он сейчас обыграет, блядь, всех. Это просто охуеть. Как, блядь, включайтесь, ёб вашу мать, блядь, играйте нахуй. Вы же, блядь, вы же должны их обыгрывать. По всем параметрам, блядь. Непонятные вещи делают, но... Пизда, блядь, у меня, Как мы я не видим, могу, по счету ну, они опережают блядь, ну я всё реально практически. хочу, чтобы, сука, команда, блядь, Ну, кроме ганфайт того, дальше стреляют пошла, в ёбаный в рот. получается, Мне найти. похуй, что она бустеры, не Это бустеры. закрыто, Блядь, всё. потому что это СНГ команда. Особо никто и не Надо идёт. болеть, блядь, Хотя ёпта. по бананам дальше Ну, может хочется продвинуться. дальше, Супер блядь, тот же или почекать. Тем более Новиков. новый состав, блядь. Ну и в коннекторе не все спокойно. Финниган Не все спокойно, блядь. пытается жучить эту точку. Ксиэла! Вульфи опять пошел, блядь. На поджиме. Вот опять же, да? Зачем эти... Тигриный лев, выходы ёб смог? твою мать. Дальше пошел, Да, там вроде как как флешка всегда. все делалось, но тем не менее Ксиэла был готов, и он нашел энтри для своей команды. Выход под Не, Б в сейчас, пизду эти возможно, турниры, нас я ебал, ожидает. блядь. Это, Уже два игрока на банане, мне два нельзя игрока их с смотреть. коннектором, плюс Я буду еще смотреть вон в паблике Ксиэла ВК, блядь. возвращается с А-мейна. Я больше не буду ничего Сторону мидла, комментировать. но Мне здесь плохо станет. пятерка. Жираф Малый в просто рот, в спину блядь. может пройти. Жираф, ой-ой-ой. Первый Как день только опасно, турнира, ребят, но блядь. Финниган скрывает точку. Он убивает опорника. Да, Он не сейчас вот в проверяет спину, лишку, блядь, но не Даки забирать, просто ёб не твою убивает мать. в спину. Как вы вообще до этого, блядь, 15 раундов взяли? Видимо, мы еще посмотрим. Жираф, блядь. 15-14. Файв. При этом 7 секунд было на таймере, да? Мне же не показалось. Я не хочу, нет, я не времени хочу. было Я не достаточно, хочу извиняюсь. ничего 7 говорить, секунд блядь. Уже после раунда, по всей видимости, да. Там было около 30 на реплее, видим? Пиздец, блядь. В общем, Че у него, М-ка китайская? опять же, если Gunfight сейчас выигрывают, мы идем смотреть вторые допы. Если Пошел ты в проигрывают, пизду это со вторыми допами, блядь! Прекрати нахуй каркать! Я тот турнир заебался, блядь, эти допы смотреть! В каждой игре, блядь, А допы Лугом были! играет По 2, Даки. по 3 допа! Я При домой, этом блядь, никто приехал в Gunfight 4 не утра покупает после этих клик. допов, блядь! Все с калашами и с авиаконлайтинг. И он уже падает! Быстрый Куда? энтри от Кто артиста падает, может блядь? сейчас просто похоронить команду атаки. Ой-ой-ой. Размена нет. Размена нет, надо его искать. А в то же время Это Verdant пиздец. играют аккуратно теперь. Уходит с опасной позиции жираф. Блядь, мне уж сердце начинает Под Б колоть. тоже, ребята, Еще 2 игры, блядь. сгруппировались вместе. Играют довольно кучно.
И пода вроде бы неплохо На позиции, но нахуй, его блядь. распикал Ксиэло. Вот и размен подоспел. Сразу дым кладется. Молик за кого? Ну, пошли! А Ну! будет ли сюда выход, вопрос? Сережа, блядь! Потому что стоят на долке, даже идут к коннектору игроки Gunfight. На нахуй, Ксиэло! блядь! Это что за выход просто такой был? И в мейне Блядь, бьют да они же соперника, и сильнее, сейчас блядь! еще Хелл Какой бьет. нахуй Как это 15-14, возможно? блядь? Какой у него аим Какие хороший, в пизду 15-14? Ребята, соберитесь, блядь! Выход на Б. Выход на Б, смотрим. Экстинкт на приемочке. 50 хп у него. Про него знают. Жираф делает килл по Ловикусу. В коннекторе приемка. Жираф! Один килл еще успел сделать по Супре. 2 в 1, да ладно! Вы чё, блядь? Gunfight, Вы ну, как 4 куда тут, килла, блядь? Ну что ситуация это съела, нахуй? Вся надежда на него. Бомбы нет, время меньше. Пиздец, 80 блядь. секунд. 20 Как они секунд, здесь нахуй. Добрый не вечер. смогли зайти на Всё, Б-план. блядь. Жираф сделал Пизда, огромную Серёжа. работу. Экстинкт вместе с Даки закрывают 16-14 эту карту. 4 в 3 Gunfight не смогли. Я как за просто своих болел, выиграть. блядь! И свести все на вторые овертаймы, друзья. Да как, Они блядь, будут- как они их обыграли, нахуй? Как, блядь, у них столько было ошибок. Как такая, блядь, такие титулованные игроки, блядь, умудрились проебать это? Ну как, блядь? Ну что, нахуй, вы мне сидите, блядь, разговариваете? Есть что разобрать аналитики. Очень Аналитики, много моментов. блядь. Пожалуйста, друзья, вам слово. Да, Это разобрать пиздец. однозначно есть что. Сразу скажу, что предикт бы не залетел. Я думаю, что Gunfight выиграют. И, если честно, после первой половины, после второй пистолетки, казалось, что это будет достаточно быстрая игра, но все поменялось в один момент. Да, на самом деле Вердант очень хорошо знает эту карту, прям неплохо использовали свои знания, с ЗКТ двигались, какие-то у них были идеи. Бля, я в тильте. Я вам серьезно говорю, самый пиздец, что дальше нас ждет увлекательнейшее, блядь, погружение. Я вам сейчас скажу, кто сейчас дальше будет играть. У меня уже нет голоса, блядь. Я не хочу, я хочу спокойно смотреть турниры со счетом, блядь, там, я не знаю, 13-2, 13-3. Ебал я в рот, блядь. Где всю... На, держи. Блядь, если они умудрились в группе А и в группе Б такой пиздец устроить, я не понимаю, в группе смерти, в этой группе С, что завтра будет? Вообще пиздец. Энс Академия, блядь. Аврора Янги. Энтропик. Илин, блядь. Спруты, нахуй. Аркреды, блядь. Тим Спейс 50 место. Одики. Завтра вообще там пизда будет. С и Д группа. Вот, блядь, завтра постараюсь целый день комментировать, это вообще будут разъебные игры. Но завтра, я серьезно говорю, я, блядь, принесу несколько таблеток валидола или какого-нибудь корвалола, блядь, и надо... Я не могу, я не хочу, блядь, мне стрёмно. Меня увезут, нахуй, скоро в дурку, блядь. Я не могу не болеть, я, ёпта мать, этой игре посвятил, блядь, всю свою жизнь. Я больше, блядь, 23 года, мне 36, 23 года я посвятил этой игре. Как мне, блядь, можно спокойно на это смотреть? Это пиздец какой-то. Да Чикопай не помогает, ничего уже не помогает. Ни лайфхаки, блядь, Конера, ёпта, с ТикТока, ничего не помогает, блядь. Это понятно, это Вадим, блядь. Пиздец, блядь. Завтра, я говорю, завтра очень жесткие будут игры. Блядь, там и Энтропики, и Энс, Аврора. Эти сильные, блядь, спруты Академии тоже ни хера не простая, не пальцем деланная. Gunfight вылетают, ёпта, с турнира в первый день, блядь. Британцы их нахуй выкинули, блядь. Это пиздец. Это просто, блядь, какой-то трэш, нахуй. Да, блядь, я был уверен, ну, нет, бывает такое. Бывает такое, что сливают команда, блядь, когда, знаешь, вот идет какой-то тильт, что-то не получается. Ну, блядь, ну не так же, ёпта. Навести на Бэкленте, а в это время у него тройка игроков просто мутится на контакт мид, и соло-чел вот закрывает. Да нет, я не могу сказать, что Верданты слабая команда. Они в европейской пролиге играют. Типа, ну, это британцы, да, блядь, получается.
Но те, они на голову выше их, блядь. И ведь и нельзя сказать, что кто-то плохо играл. Блядь, ну они старались, они играли, ну какие-то ошибки, ну по несыгранности. Ну я был уверен, что здесь, блядь, Gun5 заберет. Инсилио себя получше. Хотя нам сейчас подсказывают, что будет Анубис. Для Инсилио это Анубис. неплохая карта, но вот и Вердан А. там потенциально эту карту нужно играть. И посмотрим. Анубис. Это пиздец. Я прекращу этот, блядь, Анубис Индо посмотреть. Я не пойму, в этом турнире что, добавился прикол? Все пикают Анубис? Скорее всего, выиграет этот матч. Потому что команды, на мой взгляд, на этой карте равные. Анубис хорошо играет и Инсилио, и Вердант. Поэтому я ставлю все на пистолетки. Если 2 пистолетки берет какая-то команда, она, скорее всего, выиграет. В этой катке я буду топить 100% за Инсилио. Это 500%, блядь. Если, получается, команду Бустера выбили, если сейчас команду Рэйчела еще выбьют, один причем состав, который подряд играет игры, если они сейчас их еще выбьют, я нахуй сяду, заплачу, я серьезно говорю, это просто пиздец какой-то. Просто пришли работяги, блядь, взяли всех нахуй, просто в лобби, блядь, отправили и все, и дальше пошли. Какие молодцы. Ну да. Так. Ну, а что, кстати, думаешь по поводу еще одного матча? Хотел просто спросить. По поводу Немиги и Gun5. Вот кто у нас вылетает, скорее всего, на твой взгляд? У нас, получается, в матче за вылет будут играть команды, где то или иное количество замен произошло перед турниром. И свежие коллективы будут играть. Чего? Все-таки Gun5 соберутся и индивидуал, если хорошо покажет, то выиграют. Но сердцем буду болеть, естественно, за Немигу, за Фламус. За братишек, правильно. Правильное решение. Так, ну, получается, увидимся с вами уже в аналитике после следующей карты. И смотрите следующую карту под комментарии прекрасного Ханди. Я пошел поссать. Мне плохо сейчас станет. Все, давай. Привет. Все на пересыв. Перезаряжаем баллоны с пивандепола, блядь. Через 3 минуты общий сбор. Сейчас начнется вообще песня, блядь. Инсилио — это состав, который сегодня очень круто себя показал. Они обыграли... Уже, блядь, катку сыграли. Я уже в шоке. И эти Верданты тоже... Я не знаю, что сейчас, блядь, будет. Это Вертига, здесь что угодно может быть. Вообще забейте. Я уверен, то, что Инсилио, блядь, ну здесь точно они должны выиграть. Я не знаю, если здесь Инсилио проиграет, я все, у меня тиль, блядь, начнется, я сейчас за пивом реально в магазин пойду. Я проспорила, Кролл. Ну, Кирочка, все, под стол. А что делать? Пиздец. Спасибо, солнышко, спасибо. Сейчас я буду. Сейчас, друзья.
Чего ты смотришь? А? Начинается дальше. В колхозе утро. Да? Если здесь будут допы, то самоотсос, он неизбежен. Сразу. Сразу прям, крупниками. Сразу прям. Вообще, без разговоров. Это вообще как какой-то, я тебе говорю, это трэш просто. Лех, на каком сервере проходит игра на Стокгольме? Пожрать, что ли, пойти мне сейчас? Не огорчай меня, пожалуйста, в чате. На Ватиканском, блядь. Спасибо всем. Сабин, у нас есть что-нибудь похавать, а? А то мне сейчас хуёво станет. Я не могу это, блядь, смотреть без этого. Ну, это просто пиздец. Это просто... Я просто, ну... Пацаны, кто бомберы кидает, не тратьте время. У меня же стоит заглушка. Мне вообще похуй, типа, ну... Не занимайтесь, правда, хуйней. У меня стоит на айфоне эта тема, как его... Типа, на все, которые нет в списке, ну, в адресной книге, типа, они даже не проходят звонки. Ни вибрации, ничего. Не тратьте время, бабки. Хуйней не страдайте. Го лучше, сейчас скоро рейды будут, вместе пофанимся по рейдам. Не тратьте, блядь, время. Голова не болит, сердце не колет. Душа у меня, блядь, болит. Я реально, я завтра возьму и возьму с собой, я выведу завтра пульс. Я завтра выведу пульс на экран, блядь. Я завтра выведу пульс на экран. С завтрашнего дня я буду стримить с пульсом, блядь. Я даже не знаю, что сказать. Это просто потрясающе. Сейчас будет вообще забей. Я говорю, это... Я сижу, я сейчас почему замолчал, я сейчас понимаю, что сейчас будет вообще, блядь, песня. У этих, блядь, на кону, ёпта, игра жизни, блядь. И Инсилия сейчас им нихуя не будут ничего отдавать. Сейчас пизда будет. Это все. Сколько время? Чего? Чего? Турик мой, конечно. Уже 8-й наш турнир.
Мы их возобновили, был 7-й не так давно, можете тоже посмотреть на канале. Просто введите Hard Play Cup 7. И это уже у нас 8-й турик. Новый год обязательно тоже хочу сделать, прям пиздец хочу. Но дальше я немножечко, короче, вас порадую. Вам понравится. Папка немножечко там включится. Сейчас я хочу кое-что сделать. Спонсор турнира. У этого турнира спонсор один — это CSGO Run. Мерсенариус, я вообще молчу просто. Сейчас 5 минут, сейчас будет, блядь, тебе говорю, это будет просто песня. Винлайн поддержал, только Винлайн не имеет отношения к этому турниру вообще никакого. Расслабляющий музон вообще не помогает. Это Леш, надо с Димой Масленниковым в заброшку сходить. Шо, бля? Я не понял, ну ладно. Сейчас будет вообще разрывная. Ребят, залетите, пока поддержите основной турик по-братски, кому не сложно. Завалитесь на основную трансляцию. Потому что все сюда прибежали, залетите на основную, тоже поддержите ее. Мне Рок тоже не помогает уже. Изи для Вердант. Ну, хер его знает. Не, ну 13-0 здесь, конечно, не будет. Здесь, мне кажется, сейчас это допы стопроцентные. Это допы стопроцентные будут. Скручивают. Пиши, пожалуйста, в чат в общем. Скручивают онлайн на основной трансляции. Да мне вообще, блять. Господи, как вы нахуй не понимаете этого? То, что мне вообще до пизды на скрутки, закрутки, блять, выкрутки. Это все само вернется. Все равно у Ютуба, он же... Кто там что пытается, что-то... Там все возвращается. Да нас за это вообще насрать. Сейчас, сек.
8 минут. Ждем. Не готовы команды? Нет, не готовы. А, возможно, у кого-то... Ну, вообще всегда интернет-провайдер может моросить. Могут моросить серваки. Не с нашей стороны. То есть это не с нашей стороны проблема. Это может одна из команд, допустим, сказать, блядь, там... Мы просим, допустим, там, техпаузу. Мы им можем пойти навстречу, можем послать нахуй, как организаторы. Это любой так турнир делает. Я с таким сталкивался. И, в принципе, ну, это нормально, потому что есть регламент турнира. Если каждый, блядь, будет оттягивать, то можно турнир закончить никогда. Вот. Я думаю, что сейчас самые оптимальные серваки подбираются, потому что, ну, ребята играют с Бургерленда, и там, ну, подобрать сервак им, конечно, блядь, проблематично. Но они как бы знали то, что турнир на европейских серверах будет играть, и как бы это никого вообще абсолютно не ебет. Вот, так что как-то так. За кого болеешь? Ни за кого здесь не болею, я просто хотел бы, чтобы, конечно, выиграла Инсиля, потому что это команда стримера Рэйчел, СНГшная команда наша, поэтому здесь поболею за них. Но, честно, я бы на эту игру не ставил. Понятия не имею. Одни на 111 месте, вторые на 122. Бля, Верданта очень сильная. Просто. А есть карта, на чем они играют? Уже есть в паблике? Куда не зайду, вижу его везде. Блять. Вот это самый лучший мем сегодняшнего дня. Вот этот Бэпленд, этот конченый на этом, блядь. На любимом Анубисе. Это просто, это потрясающе. Блять. Че, это реально? Потрясающе. Пусть вам будет пох всем на Gunfive, как и бустеру. Типа бустеру пох на свою команду? Ну не, ну почему? У него, он же, ребят, он стример. Просто медийное лицо и типа, ну, все по-разному болеют. У него сегодня там, тем более, ну, свой турик там и свои какие-то планы. Он же не обязан там абсолютно все игры их смотреть. Типа, ну не знаю, тут такое под вопросом. У него есть тоже там свои запланированные какие-то мероприятия. Поэтому, ну, типа такое. Ну что же, распорядок есть свой. Ну, по мне, на меня не надо равняться. Я так болею за команду, кто-то там так, кто-то просто как коммерческий проект воспринимает команды по тем или иным дисциплинам. То есть, ну, все по-разному. Что, как-то так. Где Даст второй? Даст второго больше нет. Его убрали вообще полностью, добавили Ancient. А-ля такая тонкая отсылка к Ацтеку, да, немножко. И добавили этот, как он называется, блядь, Анубис, вот как раз, с которым заебывают, играют. Лех с Артуриком, датчанином. С Павером, что ли? С Раш Павером? Ну, писали. Списываемся где-то раз в полгода там. Типа, ну, пойдет, ну так, чуть-чуть, да. У него просто, ну, у него что, он ушел полностью в онлайн, ну, типа, в офлайн, ну, в реал. Поэтому так могу там позвонить, спросить, как дела.
Ну, я не любитель кому-то навязываться, там, названивать. Просто так могу чисто, знаешь, поинтересоваться, как дела, как чё. Снова допы будут? Я надеюсь, нет. Очень на это надеюсь. Какой был самый большой левел? В чем? Не понял вопрос. Мне бывшая написывает, что делать. О, бля, тема с бывшими — это лучшее, что может быть. Это, блядь, просто потрясающе. Это просто потрясающе, блядь. Чуть путаешь, Эншин добавили вместо Трейна. Я сказал, что убрали Даст и прибавилось 2 карты. Ну, типа, я не сказал, что на что поменяли, я просто сказал факт, что Даст убрали, его убрали. 2 карты добавили. Меня за Трейн никто не спрашивал. Мне спросили, что с Даст 2. Надо сделать турик, где будут играть женские составы. Ну, вообще, да. Почему ты игноришь просьбу меньше материться? Потому что весь мой контент, он делится на релакс-чилл контент и фан контент. Релакс-чилл — это прохождение игр, там, где можно спокойненько посидеть, почилить. И фан — это там, где мы можем поболеть, эмоционально что-то выразить. Ты на стадион приходишь, ты тоже сидишь, говоришь: о боже мой, как он, какой вот этот немного с кривыми ногами промахнулся. На тебя все посмотрят вокруг, скажут: ты адекватный, нет, человек? Или ты под, блядь, мефедроном, ты смотришь. Осуждаю, кстати. Нет, ты просто скажешь: бля, кривоногий уебан, какого хуя ты, блядь, так играешь. Логично, да? То есть где-то здесь, по-моему, есть, да, какой-то это. Поэтому как-то так. Поэтому контент, он разделяется. Если я хочу поболеть и выразить свои эмоции, это круто же. Почему нет? Я взрослый человек, я всегда говорю, где какой контент, то есть, чтобы вам было удобнее. Так что как так. Так, а у нас задержки вообще, да, нет? У нас прям четенько, да, с трансой идет. 3 минутки еще попросили. В состав твоей тимы игроки про-сцены будут входить? Чего? Мы на 27-м месте в мире были. Ты о чем? Наверное, новую-то тоже мы, да, будем делать с про-сцены игроков. Как по-другому выразить эмоции, когда команда с 5-11, счета 16-14, ну это вообще забей. Добрый вечер, Алексей, Полиночка, как там домашка по инглишу малого? Нормально, Поль, привет. Нормально вроде, не знаю, не жаловался, все хорошо. Я хочу себе Панамеру взять как машину. Не знаю, смотря какого кузове будешь брать. Смотря в каком состоянии, смотря откуда, смотря где, как там. Когда берешь ВАК, ты же сам знаешь, да, когда немцев берешь, ты же знаешь, что это все если. Как мне найти вас в ТГ? Чего? Меня? Heart Inside ТГ. Я там очень часто отвечаю в комментариях, там
Вообще изи могу залететь. Типа, ответить вообще без проблем. Личка — это сразу блок. Личка — это личка, ребят. Я не то, что там прячу или еще что-то. Ее найти не так сложно. Личные сообщения — это личные сообщения. Поэтому... Нет. Как личное пространство. Понятно эта запись. Понятно, дурачок в чате. Здравствуй, Лех, здорово. Когда переезд в новую студию? Потолки. Потолки уже почти доделали. Осталось совсем немного. Камины, потолки. Ну и начало. Welcome back. Как говорится, Hardplay Cup 8, друзья, продолжается. Группа Б. Я не хочу это смотреть. Матч Мне страшно. Да, Поехали. у нас тут небольшие дела были, но мы готовы смотреть БО1 за выход в плей-офф. Я не хочу Инсилио это против смотреть. Вердант. Глянем на пул, но, наверное, многие уже видели. Все равно у нас есть ребятки, которые Я только не сейчас хочу. подошли. И вы можете удивиться, но это снова Анубис, да. Я не знаю, кто посчитает, сколько Анубисов было на этом турнире с группой А и с группой Б. Мне кажется, можно какой-то даже приз дать. Но реально, самая популярная Антихайп. карта, хотя казалось бы, она самая новая практически. И в бан у нас отправились Ancient Inferno, Nuke Overpass Конечно. Mirage и Инсилио. Могли играть Вертиго. А мы помним прекрасно, что эти ребята играли против Немиги на Вертиго и смогли их Зачем? выиграть. Но... Но выбрали Анубис. Зачем, Такие вот блядь? дела, да. То есть получается бан последний был за конечно. ними. Посмотрим Бан еще будет, раз блядь, на если еще раз кто-нибудь Анубис египетские пикнет. конструкции. Рот ебал, Ну, в блядь. общем-то, совсем скоро начало, да. Здесь уже такая ситуация, что команды без стендинов, да. Если мы помним, что за Gunfive и за Немигу играли ребятки, да, там были замены, то здесь в актуальных составах вроде как играют что Инсилио, что Вердант. Напомню, да, что Вердант представляют, скажем так, британский КС, да, там 2 игрока из Ирландии, 3 из Великобритании. Будет опять же интересно посмотреть, поменяют ли они что-то в этой игре. Потому что мне кажется, что игроки Инсилио активно наблюдали за нашей трансляцией и какие-то, возможно, делали свои заметочки, да. Производили, так скажем, анализ, что можно сделать на Анубисе, чтобы... Я не хочу это смотреть. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не могу, блядь. Я серьезно. Я не хочу даже разгоняться. Я только успокоился. Так хорошо, так прекрасно, так замечательно. Блядь, мне так спокойно. И вы знаете, вот... У меня наступила вот эта вот последняя стадия, блядь, принятия. Понимаете? Я не хочу. Сейчас опять начнется пена, блядь. Я не хочу. Можно просто в одну калитку какую-нибудь игру хоть одну посмотреть сегодня? Ну, чтобы без вот этого вот. Как вот это вот. Ну, начинается вот это сейчас опять. Ожидали ли вы такого исхода, конечно, что у нас за выживание будут бороться Немига и Gunfive, и то, если там кто-то из них выиграет, он не гарантирует тебе место в плей-оффе, придется еще матч Decider играть, да, с проигравшим парой Инсилио Вердан. То есть нам еще 3 BO1 остается посмотреть. Очень интересно на самом деле. Ну и, конечно же, группа С, группа Д нас ожидают уже завтра с 14 по Москве. Обязательно приходите на трансляцию. Вот здесь вот он не шутит. С 14 часов завтра постараюсь явиться. Я сделаю запланированный стрим сегодня. Завтра группу С и группу Д надо смотреть. Там просто пиздец команды лютые. Там очень много европейских команд, блядь. И, ну, честно, я не знаю даже. Мне кажется, здесь вот я вот... Ну, вот эта группа, она по медийке просто вообще безумная, блядь. Энса, Аврора, Энтропик, Элин, Спруты, Аркред, Тимспейс, Одики. Блять, завтра будет что-то с чем-то. Завтра вообще будет забейте. Могли обыграть такой коллектив, как OG, с многими ребятами из топ. Кто завтра выйдет? Вот это вот реально вопрос. Вот кто вот из группы С и Д выйдет? Влад может нас удивить, потому что ребята выходили, если не ошибаюсь, в плей-офф на прошлом Hardplay Cup. Вот, у нас Team Space тут есть, бразильцы Оддик. Да, бразильская команда. Такое, по-моему, впервые на Hardplay Cup. Я могу, конечно, ошибаться, Впервые, но да. за ними тоже также интересно будет понаблюдать. И вообще интересно, что у них там будет по пингу, допустим. Либо они находятся сейчас в Европе на буткемпе и
они смогут найти какой-то интересный сервер, на котором у всех будет все прекрасно. В общем, ожидаем начала Анубиса, да, я напомню еще раз, Инсилио, Вердант. Посмотрим вообще, как и что. Пока тут разминочка идет у нас полным ходом. Ребята пока будут играть за выбор стороны, я понимаю. Посмотрим, есть ли какие-то изменения. Да вроде нет, да, все. Ребят, можно я ничего не буду говорить? Можно я спокойно буду сидеть, ладно? Я правда не хочу. Давайте просто... Я не хочу, как на той игре, блядь, нервничать. Мне станет просто плохо, и опять начнется вот это сейчас, блядь. Качели, перевесы, ТБ, допы, хуёпы. Вот эта вся вот блевотина, это, ну, это будет все. А, уже 3700, да? То есть вы максимально, да, сейчас надрачиваете, сидите? Ой, блядь. Ну, поехали. Я Раздавал правда неплохо это... в прошлом матче. И, может Нормально быть, слышно, здесь ребят? также у него получится хорошо показать себя. Да, Ну хорошо что, показать. начинается ножевой раунд. Поехали. Ножевой, не пистолетный, да. За выбор стороны на Анубисе. Поехали смотреть. Скорее всего, драка, как обычно, будет на миду где-то. Ну и по дефолту можем пройтись, да, что здесь, конечно, удобнее кому-то за атаку начинать, чтобы сразу набрать кучу раундов. Ой-ой-ой, а Экстинкт зачем зарезал жираф своего ультимейта? В итоге немножечко проигрывает Вердант. Инсилио будут в сторону выбирать. Хантер минус 3 на ножах уже сделает. Смотрите, какой керамбит красивый, да? Ай, красавчик. Есть еще вот коготь нож. Он тоже похож на керамбит чем-то. Прикольные скинчики, да, действительно. Неплохие сеты собраны. Ну и давайте посмотрим уже непосредственно через несколько секунд. Не знаю, может через минутку на пистолетный раунд. Пишите ваши предикты, кстати, в чате. Как вы считаете, кто выиграет, из-за кого вы болеете. Мне кажется, большинство за Инсилио болеет. Вот поставьте плюс, если я прав. Не знаю, на самом деле, как пойдет у ребят. У Инсилио была тяжелая игра, у Вердант тоже. И здесь, ну, мне кажется, матч может быть даже 50 на 50. Но если Инсилио разыграются и стартанут хорошо, мне кажется, они закроют вообще без шансов практически. Поехали. Даже не Листаем. вздумайте. Пистолетка. Я не хочу, я Закуп правда не от хочу. Инсилио следующий. Граната осколочная плюс флешечка от Польта. Плюс 4 армора взяли себе остальные. Вердант будут играть, ну, с блоками, да, в основном. Здесь никаких жестких нововведений. 5 арморов просто иди. Здесь будет инсультная катка, вообще просто забейте. Много плюсиков в чате, да? Реально, многие за Инсилио топят здесь. Брык на бэкленд. Касл уже делает первый хедшот. Жираф разменивает, но Пип создает большинство для команды Инсилио и вырубает в коннекторе еще Даки. Ой-ой-ой, здесь ситуация очень непростая для атаки. Но Жираф делает трейдкилл по Пипу. Хантер включается. ФПС делает минус. И по последнему Жирафу тоже есть хедшот. Даже в таком небольшом слоумо получилось у нас это увидеть. И Хантер, видно, заряжен. Да, Dual Barretts — это его пистолет, очевидно. Пролеточка, друзья. Прошу заценить. У нас тут кино целое снимается на Анубисе, если что. Фармилки от Инсилио, плюс пара эмок, даже 3 эмки. А Вердант делают... Я уже покалывать начинает. Я серьезно говорю, мне нельзя смотреть. Все, что связано вот с этой вот, где надо болеть, я не могу, блядь. У меня Есть начинается это. куча раскида, можно им пользоваться, но поджим мейна также делает ФПС вместе с Хантером. И сейчас будет очень много перестрелок. Даки первый умирает, дальше за ним Экстинкт, и ФПС тоже справляется. Двоим сделать на юг переключается, но не добил артиста. Однако раунд уже Инсилио, считай, взяли. Раунд очень важный, который позволит им выйти на 3-0 прямо сейчас. Да, главное просто тут блокам как бы не проиграть, и все будет хорошо. Уже по экономике оторвутся первый бай, если выиграют. Уже там где-то 5-0. Такого старта не было в матче Вер. Спасет меня только хот-дог. Как говорится, правильное питание, ребят, это наше все. Поехали. Дальше произошла смена сторон. Ну и вы сами все видели, какой камбэк сделали Вердант. Со счета 5-11. Ой-ой-ой, неудачная граната, конечно, от Вадима Польта здесь залетела. Но что поделать? Что поделать? Касл зато делает килл по Экстинкту. Однако 2 размена. Жираф и артист включаются. Польт еще находит двоих, но 2 в 2 ситуация.
Я не ожидал, что на экономическом, по большей части, такие проблемы будут с Инсилио, но Польт здесь просто закрывает соло. Как же хорош Вадим. Реально сыграл просто, мне кажется, на 5 плюс минус 4. Я ему каждый Минус день 4 так говорю. дал, Другому, и правда. сразу вот так вырывается на Как же АФК. хорош Вадим. Ну что, калаши в исполнении Вердант. Мы помним, что в прошлой игре они делали, когда быстрые раунды, когда медленные, то есть по-разному. Но в основном ждали до минуты примерно, собирали информацию по Вадим. раскиду, по расположению оппонентов, да, у кого сколько хп там примерно и так далее. Поменяется ли что-то здесь? Потому что именно на калашах ребята показывают обычно свой самый лучший Counter-Strike. Вульфи ждет поджим мида, пока аккуратненько стоит здесь. Тем временем Экстинкт на банане. Там коннектор уже пропушил пип. И может выйти к семерочке к жирафу, но тот чекал его и убивает. 5-4. Британцы в преимуществе, но размен может дать, к примеру, FPS. Да, на самом деле тут у Димы есть неплохие шансы, особенно когда смог развеяться на банане, либо кто-то в коне подставится, вот, допустим, Я не Жираф, могу да? есть, блядь. Мне плохо сейчас станет. Разделяет, например, да? Если FPS оставался в коннекторе, он мог сделать фраг в теории. Экстинкт убивает Начинается, Касла. да? Уже втроем Инсилио. Это посложнее будет перевернуть. Как-то, знаете, как будто ничего и не происходит. Просто по одному. Ребята уходят спектаторы. И Экстинкт хоть и красный, но живет. Живет и может выйти на Б, даже кого-то еще забрать. Польт и Да. FPS готовы принимать, но Так, поехали. через А-мейн пойдут тройка игроков Вердант. Причем, ну, выход на плент здесь без особых трудностей. Просто Хуета. пустая точка, на которой нетрудно воткнуть бомбу и забрать первый. Ну, для Инсилио самая такая, наверное, читаемая опция — это засейвить. М-ку, калаш и АВП, все-таки девайсы Конечно, надежные. что же еще-то делать, блядь? Потом раздропаться. Надо да? засейвить. У ФПС и Хантера будут деньги на М-ки. Они смогут дать Пипу и Каслу их. А я даже не И сомневался. уже дальше попробовать закрывать еще парочку раундов. Да я все понял, все нормально. Друзья, кстати, небольшой спойлер Поехали. вам сейчас дам. Будьте наготове. Давай. Открывайте канал Hard Games. О, Потому что я думаю, Подкрол, что сам. до конца первой половины ага. мы туда отправим промокод в чат на CS Гуран. О, Так что будьте начеку, мониторьте обязательно чатик на Ага. канале Hard Games. да. И, Так, конечно же, лайк прожимайте. Да, друзья. Кто Там лайк не щас поставил, ну, тот, тот не успеет промик, тот- сами понимаете. Гад, падла и еблан. Кольт убивает на выбивании еще артиста. Авик по итогу засейвил, но потерял двух тиммейтов, к сожалению. Хотя, подожди, еще не факт, что засейвил. Бегут выбивать Вердан. И убили, в конце концов, на последней секунде Вадима. Ой-ой-ой-ой. Слушай, ну сыграли очень дисциплинированно Вердант. И еще пауза ставится тактическая. Окей. Это интересно. Как Да, молодцы, сделать так, кстати, чтобы что это блядство смогли выбить, закончилось? потому что теперь уже Инсилио, ну, им будет трудно под ноль закупаться с хорошими девайсами. Да, ФПС купил себе эмочку, первый Конечно. армор, тут какие-то гранаты есть даже. Мгм. Но при этом у остальных что здесь? Фармилка, пистолеты. У Хантера может быть ФАМАС, либо МК с первым армором. Мгм. Что-то вот такое. Ну, не знаю, против 5 калашей, конечно, это да-да-да. смотрится не прям Мгм. круто. Однако Инсилио могут показать Мгм. свой класс, который умеют. Мгм. Да, кстати, по Анубису, мне кажется, можем пройтись. Да, можно. Возьму матч только с ХЛТВ у Инсилио. Посмотрю вообще, есть ли у них тут Анубис в активе. Ну, кстати, есть. Кстати говоря, есть. И, допустим, на CS2 они сыграли на ХЛТВ уже сколько? 4 карты на Анубисе. 3 из них выиграли. Выигрывали, Сейчас причем... у меня сосисочка вот это закончится. Вебстерс, Форвард, Ганфайт проиграли только Аркер. Такая вот история. И здесь ФПС, кстати говоря, закрывает ульти. Сразу энтри. Очень серьезное такое начало. С дробашом стоит Хантер в А-мейне. А вот это смотрится очень даже интересно. Сможет ли он тут кого-то найти? Пока дым, конечно же, отгораживает Даки и компанию от Хантера и Польта. Поэтому без дуэлей, но в ближайшие секунд 20-30, мне кажется, что-то тут произойдет интересное. Пока мы в режиме ожидания, так сказать. В центре тихо, под Б тоже. Вся атака Вердан сейчас именно направлена под А-сайд. Они готовят здесь какой-то раскид, есть пара смоков, есть молики также. Но опять же,
Я не думаю, что они ожидают Кирилла прям в упоре здесь XM, за фракцией которого по 900 патчей дается. Есть Кирилл, сразу Польт разменивает. Неплохо, 4 в 2. Ситуацию-то можно спокойно удержать. Но Жираф идет выбивать и в блайнде ставит голову по Польту. Проходит в плент, Вердант ставит пачку. Раунд еще на этом не заканчивается. Будет ретейк. Жираф занимает Хевен. Очень агрессивно он настроен. Но ФПС скрывается, убивает его. И артист сделал только 1 килл перед своей смертью. 4-1. И Инсилио показывают хороший КС, как по мне. Сейчас на Анубисе главное, опять же, не отдавать то самое преимущество, которые они сейчас получают. У Верзан деньги есть, то есть по 4000 баксов. Можно плюс еще даже АВП купить. Ждем, как бы, да, артиста с этим девайсом. Посмотрим, сможет ли он фраги давать с него. Покупают, да. И вот если сейчас Инсилио закроет 5-й, то уже будут прям серьезные проблемы с экономикой. Лос бонус 2900, еще не максимальный. Так. Польт у нас дает на флешечку. Хорошо. Кстати, сейчас может ФПС выпустить на мидл, проверить информацию. Вердант играют свой дефолт. Просто ищет энтри. Пытаются подловить где-то соперника. Неплохой врыв может быть на мидл от артиста. Смотрите, с авиком просто бежит в этот дым. Но половину хп, даже больше, потерял просто из-за моликов и ходящих. Польт убивает его. А куда он шел? Ну, я не знаю, в какой ситуации. Разве... Так я молчу, ладно. Хорошо идти первому именно снайперу. Может быть, стоило Вульфе с фармилкой запустить и пропустить его. Или да не, просто на размен сыграть как-то. Не знаю. Авик потерять, конечно, не круто. Да не, нормально. При этом его никто не подбирает. Боль! Так открылся, еще и голову дал по второму, но теряет ФПС еще Инсилио. Хантер должен тут спасать. Он один на планете, там еще с мейна его давит. Столкнулись просто Хантер и соперник. В итоге 1 килл. 2 в 2 ретейк будет. Касл и Пип идут с КТ стороны. Есть киты у Пипа, но... Опять же, ситуация непростая. Артем-то может успеть пачку задефать, но если останется один Касл, им придется за этими китами бежать, если времени не будет хватать. Ну тут Даки убивают уже Тамерлана, и поэтому ситуация становится все сложнее. Жираф хоронит еще и Пипва, это 4-2. Вердант включились, да. Хоть и на миду, по моему личному мнению, была сомнительная инициатива бежать первому снайперу через флешку свою же, да. Все равно они смогли раскрутиться и выиграли раунд. Неплохо, неплохо, действительно. Теперь уже у Инсилио бай под 0 с диглами. Я сразу говорю, сосисочка очень быстро закончилась. Как только закончится чай, вот эта лоханка наша, все, будет конец. Апленд вообще отпускает Инсилио, решает рискнуть, но Касл попадает. X-Team пробует дальше открывать точку Б, но здесь стоят довольно закрыто опорники. Вульфи пойдет ли сам с коннектора, пока неизвестно. Вольт с формацией зашивает банан. Понимает еще Инсилио, что скорее всего с коном могут прийти. И прямо окружили серьезно так плент уже этот Вердант. Но все никак не могут найти фрага. Хантер, было рискованно. Я думал, что в спину может даже не убить после первых выстрелов, но все-таки справляется. Подобрал он Мактен. Но уже Жираф прошел на плент и собрал ценную информацию. Бомба уже бежит сюда. Даки вместе с Экстинктом занимают потихонечку лодку, но там Пип и ФПС могут перехватить. Однако не проверили они сверху. И в итоге ФПС падает. Хантер с углом может дожать артиста, берет Мактен, и в итоге есть хедшот. 3 в 3 будет, мне кажется, ретейк. При этом... Ай-яй-яй, Польт потерялся просто. Его убили здесь. Ну вот уже Хантер и Пип, наверное, понимают, что мимо. Что все-таки мы уходим на сейф, и тут отдаем третий раунд, да. С другой стороны, есть что сейвить, как бы. Калаш, армор. Да, конечно, также у Пипа есть бронежилет плюс МП-9. Это весьма неплохо. Это может помочь на эко. Я не могу уже, блядь, все. Заканчивается нахуй терпение. И, скорее всего, Вердан заберут еще 4-й раунд. Да, то есть выходит на паритет уже. Получается так, что заявочка от Инсилио была на то, что они будут серии закрывать соперников. 4-1 вели. Но Вердант подключаются на карту и снова
У нас такая прям жаркая битва. 50 на 50. Здесь, конечно, было интересно под Б посмотреть, что произошло, но вовремя вышел Жираф на А, собрал много инфы и по итогу выиграл раунд благодаря этому. Блять, вовремя вышел Жираф на А. Вот сейчас какой-нибудь взрослый человек включает потоковое вещание, говорит, чего? Кого? Ну и, друзья, все-таки сделаю, да, объявление для тех, кто еще не перешел на канал Hard Games. Там сейчас промик в чат полетит. В следующий раз это будет неожиданно, поэтому будьте канал, блядь. осторожны и внимательны. Внезапный анал. Поехали. Так что, друзья, смотрите чат на Hard Games. Там уже летит промик, летит, ловите, друзья. Пока у нас выход на А, здесь есть килл от Даки. Погибает Польт. Хантер на Хевене тоже умирает. И минус, наверное, в хелпе еще будет по ФПС. Ну нет, он выживает, однако... С чем здесь играть? Посмотреть сразу. Силю. Сейвить даже нечего. Только Пикву, если армор подзасейвить. Ну и Каслу с УПС. Эх, сейчас бы допы посмотреть. Это было бы неплохо. Было бы неплохо, да. О, согласен. там уже пишут плюс 0.25, спасибо. Да не за что, друзья. Лайки на трансляцию только с вас спросим, и все, больше ничего. И подписку на канал, естественно. Спасибо за ваш актив. Блять, ждем. Жираф, говорит, выходит на Б, с калаша, говорит, выдает в голову Вульфе, при этом Хантер, блять, оказывается сам жертвой Даки Дака. Потом это, какая дурка, блядь. Так, хаешка, кстати. Ой, смотрите, какая хаешка. Я, кстати, ее не заметил в начале раунда. Да? Вот это мощно было. Хороший реплей. Классный. Ой-ой-ой. Какая дурка, блядь. А планта, да? Водичка стекает. Водопад небольшой. Блядь. Какой нахуй Важный водопад? раунд для Инсилио. Без АВП, конечно, но постараются Я сыграть. хай, блядь. Слушай, просто Молик его тиммейт и с ФПСом врываются на банан, находит НТ-килл. Как агрессивно. На самом деле неожиданный мув, но на все это реакция от Вердант максимально точная и быстрая. Это напряжение крайней точки. Я про аплент говорю. Хантер здесь один. Напряжение в конечной точке, блядь. Жираф теряется, он может погибнуть. Вот-вот. Жираф теряется, может погибнуть, блядь. Переживаю за Жирафа больше, чем за свою личную жизнь, блядь. 4-2, но тут уже надо команде Инсилио играть. Да. Это, конечно же. Да, давайте, блядь, отдадим. 3 в 2, поехали. Раз. Не пройти, мне кажется. 2. Есть первый килл. Ульти разменял. Да, Ну и надо тут прыгнуть в конце. Просто закрыл всех. Волк не тот, кто волк, а тот, кто играет, блядь, на турнире Здесь, на самом деле, все Hard Play Cup, постарались, да. только вот Касл Ауф не смог нахуй. килл оформить. А так мог быть Team Ace на самом деле. О, у меня тут колбаска. Когда каждый по фрагу дает. Ну, деньги у британцев не заканчиваются от этого. Они делают еще один закуп под 0, и сейчас Мне недавно сказали, что закончились почти. смогут опять выровняться. Где-то преимущество у Инсилио будет отобрать. няшкой, Но посмотрите, Кирилл Хантер снова с XM-ом. И неужели снова это сетап пода будет в мейне? Конечно. Да, по всей видимости именно так. Только Да. ФПС тут с авиком, да? До этого мы смотрели, там фармилка была у кого-то. По-моему, тоже у ФПС. Хантер на себя первые контакты, естественно, берет. Дальше, получается, Дима разменивает. И Чуть это запик всё был. должно, наверное, дать преимущество какой-то команде Инсилио. В упоре здесь реально не просто пройти XM без потерь. Ну, Верден пока стоят, как вкопанные. Кто на банане, кто на лодке. Вот мидл только Мой продвигается. Верден потихоньку, стоит да? сейчас, кстати. Вульф там один играет, правда, и вроде бы Польт контролирует все это дело. Дуэль должен выигрывать. Под флешечку еще репикнул, по всей видимости. А, нет, он накидывал... Не, на мидл вроде кидал. Так, и Вердант у нас по итогу что будут делать? Неужели в коннектор пойдут? И закончат все на Б? Ну там, извините меня, с калашом Пип, Извинись. калашом Касл и Польт как бы с эмочкой. Но это будет точно не просто. Хотя Даки. Шанс еще врубает Пипа. И еще минус по Каслу. Где же опорники Б планта Инсилио? На троих ни одного килла даже не смогли найти. Просто проигрывают раунд под номером 10. Это 5-5.
Скоро конец первой половины, а победитель все так же и не выявился. Это что такое? Это что такое? Пожалуйста, на реплее можно этот момент показать будет? Как Даки сгорел в молике жираф? Это вообще что такое? Ну, конечно, Чего, опора блядь? разочаровала чуть-чуть, если честно. Вот прям не получилось ничего у них сделать. Если ща круг угадали сделаю. с А-базой, может, Хантер и дал пару фрагов ФПСом. И могло быть все иначе, но видишь, Вердант развернулись вовремя, зашли на точку Б и забрали. Лёг, за кого болеешь? За Спартак. Забрали спокойно. Даже при этом не идут выбивать соперника. ФПС с авиком остается. Я думаю, ну да, просто надо, наверное, сделать экономически, потом закупиться, попробовать сделать. Блять, счёт и в чате 6-6, вот, но если сейчас сука, вот получится этот выиграть катализатор. раунд, я, конечно, тоже буду Смотри, немного в как шоке, ровно идут по счету. Блять, как бы я тебе сейчас впиздярил, потому что такие дружочек раунды мой. их очень сложно забирать. Это надо, чтобы ФПС Зачем ты вот это крутанул, там написал? с авиком сделал, не знаю, Зачем? минус Только 4. все успокоилось, блядь. А то я не вижу. При этом, чтобы нигде не подставились пистолеты, да? Базу А пока не играют. Там только Хантер с XM. Блять, Ну, зараза. Верден тоже, знаете, на А особо не идут. Антихайп. Они заняли полностью бананы, сейчас будут выходить на Касла, у которого уже 20 хп. Займи Да, мой здесь банан. 0 шансов как будто. На, нахуй. И артист еще фликает точечно в голову просто польту. Они знают, как играть этот плент, нет? Снова Хантер. Не FPS шарят за аппарат? вдвоем. Снова сейв. Ну, хотя бы последний раунд перед сменой И сторон. снова Будет хороший седая показатель ночь. Усилию. Обидно, конечно, что вели эти ребята 4-1 и заканчивают вот так. Но, может быть, за атаку включится сразу и возьмут этот Анубис. ППС пытается жить, выбивает Экстинкта на Да. меду, да? Ну да. И здесь, конечно... Ой, на меду, говорю. На этом, Ближе да. к хелпе это Ну, было на всё этом, дело. как его? Даки остается в коне, вряд ли пойдет там за кем-то еще. Блять. Хантер в любом случае здесь с XM дал один килл, девайс он не подберет, остается с этим дробовиком, но А взорвется. может пойти в паус и там найти девайс. Там уже калаш был, по идее, да? Да, да, плюс калаш, видите? Ну и сейчас просто можно одну эмку дропнуть даже. Хантер может дроп дать. Будет фул набор гранат у всех практически. И все Ох, будет блядь. замечательно. И можно реально делать 6-6 за КТ. Это хороший счет. Даже несмотря на то, что Инсилио могли закрывать эту половину. Нагнетает. Так. Занимает лодку очень активно Верден. При этом вообще 0 фокуса на остальных позициях по типу мидла, Ребята, Зенсилио, банана, коннектора. если вы меня слышите, блядь, или когда-нибудь Целенаправленно слушаете, я вас очень прошу, идут выиграйте туда. это, а. А здесь уже Я вас, проблема блядь, вся в том, заклинаю, что сука, Хантер всеми богами, не с блядь. дробовиком в упоре, Потому а с что флешом опять с колонной. начинается, нахуй, Ему нагнетание, могут просто блядь. молик дать, под флешку пикнуть. Ёб и твою он мать, ничего вы в не это делает. окно, блядь, уже все, дали, зайди. Уже много хп потерял. Боже, Но блядь, молик хватит опять горит. гореть, нахуй! Какой Верден уже второй раз в своем же молике. Блять, пытается. они уже своих нахуй жгут, блять, чтобы убалансить. Хоть как-то, Касл господи, блять. делает ситуацию Он 2 чуть-чуть, раунда но подряд горит, блять, в молике Здесь своего вообще непонятно, куда тиммейта. будет выход, потому что артист нашел Это Касла. пиздец, блядь. И ребята идут в коннектор, а тут один пик. Блять, а вы за точно дефолтом нахуй стоит. про игроки, Нужно нет? срочно помогать ФПСу, А? Не слышу. приходить на Вот, ротацию, пожалуйста, на блядь. ретейк. Пип Лил Пип. убивает первого. Пип. Убивает первого, Но здесь не блядь. хватило, конечно. И убивает второго, Еще нахуй. раз. И в Счет итоге 5-7. артист Пиздец, добил блядь. ФПСа без особых проблем. Поехали, Вышел ебать. его. Пошла И ебатория. вот такая первая половина, Отдаем, не блядь, знаю, пистолетку, немного, нахуй, наверное, и едем домой, неприятная для блядь. Инсилио. Буквально вот табуляцию мы с вами видели. Табуляция. 4-1 вели, и в итоге 7-5 проиграли. То есть вот за отрезок последний они взяли Это всего, пиздец. всего лишь один раунд. Да, то есть, считай, Я серия не могу из 6 смотреть, была блядь, эти турниры. Я Верден. не хочу. Такая история. Я хочу, блядь, мне надо придумать на завтрашний день. Завтра С и Д группа вообще пизда будет. Мне нужно как-то, блядь, успокоиться. Я серьезно, я завтра реально под пиво начну смотреть. Я никогда не пил, блядь, на стримах крайне что-то там 1-2 раза за почти 8 лет стриминга. Но извините, по-другому эту хуйню смотреть никак невозможно. Это невозможно. Это просто, это ужас, блядь. Тихий ужас. Завтра вообще будет очко. Просто полное очко. Чей? Я вот только не помню. Не вроде помню, блядь. Надо они в помнить Gunfight и играли? знать. Они же, по сути, начинали... 3-8 он сторону парень атаки. играет, блядь. Здесь они Статистику, наоборот, ёпт, он получается, делает.
Нет, здесь они тоже. А за у тех Т-сайт- 4-8. за Т-сайт играли, поэтому... Поспорили, блядь, между собой. Момент такой, что Кассел и 2,5 Вульфи. 7-5 закончились, и вот сейчас, Кто меньше набьет, как блядь. пойдет дальше. Но фраги не главное. Если Верден берут пистолетку, они могут, как Gunfive, выйти на 11-5, только Завтра вот я не разливушечку уверен, возьму, что они блядь, такое футболочку преимущество одену, будут отдавать. маечку, алкашечку, блядь, и посмотрим. Ну, Вот понятное это дело, если пойдет еще первый бай контент. закроют, да, то тогда... По-другому я потенциально не там могу это 11-5. смотреть. Но опять же, это все загадывать. Блядь, вообще. Смысла нет никакого, просто давайте посмотрим. Хантер берет флешечку. Ну как берет? Ему Вольт. Ну как берет, дропнул только, блядь, не эту берет. гранату. Поехали, А сам ребята, брать жираф смотрит, на и меду, у блядь, Хантера аккуратно есть световая нахуй. граната. Бам, Он блядь. Замора, Хантер уже врывается Минус на пиздач миду, у жирафа, играет дальше, жирафа. блядь, проходим. Хорошее начало. Ну И угадайте неужели пойдет просто паласа плент. под Б? Потому что есть на банане же ФПС. Ну не Да, надо слушай, туда ходить, сейчас, Сережа, блядь. 3 игрока под Б. Тем не менее, у Вердант они могут это принять, но сложно будет. Это, блядь, боже Есть мой, минус ФПС, что, сразу блядь? размену Утаки и артиста. ФПС дальше перестреливает. Что там за блядский ковбой, нахуй? Дуэль против артиста и один Вульф. И все. И Вульфи, блядь, 3-8, ёб Здесь твою мать, Инферио обязан опомнился. просто Что со пистолет стрельбой, какой-то выиграть, Вульфи идет сынок, давить. блядь? У него Когда других ты вариантов начнешь нет. Вольф стрелять, играет блядь? просто, хорошей позиции. Блядь, я пошутил, теряет не ФПС. вздумай. А что происходит? Не вздумай, Вадим, блядь! Вадим, надо забирать. Надо забирать Пизда! эту перестрелку. Очень 6 непросто патрон не всё хватит. равно. О боже, 50 блядь. КП и все-таки Польт Господи, добил. блядь. Ой-ой-ой. Ну, это было, слушайте, на самом деле очень близко. Безусловно, nice try, можно сказать игроку Вердант. Но знаете, что я подметил? Я подметил то, что команда Вердант проиграла 2 пистолетки на этой карте. А в рамках Best of 1 это довольно серьезно. При этом они ведут в счете. Актеры, блядь, играют. Я тебе говорю, меня доводят специально. Сейчас они По-любому. не делают Был форс. перерыв, Купили просто ПКС, созвонились, возможно, говорят, давай мидл старого закинут, либо доведем. И опять кто-то возле начинается, банана. опять 6-7, блядь. Опять игра жизни, нахуй, на кону. Поживем увидим, но это должен быть 7-7. Это должен быть 7-7, да. Венсилио. Без Давайте, проблем. блядь, еще эко возьмите, чтоб вообще я, нахуй, выключил компьютер. Да, конечно. Давайте, блядь. Ну, Так, как идет все на базу вместе? Б, Кассел забрал жирафа, Пик справляется с Вульфи. Ну да, все Ну, спокойно. конечно, да, Все блядь. спокойно, практически 5-0 даже могут закрыть. Упив в одно хп, и Блядь. ФПС еще подставил. Ребята, Но, ребята, в блядь. принципе, все равно это хорошо. Нормально, И нормально. вот сейчас пойдет настоящая рубка. Ёпка. Переходим в конец Анубиса потихонечку. Две команды из Рашки нет. Инсилия русская команда. Ну, по-моему, она вся русская. Вердант, там Великобритания и Ирландия. 2 игрока. 3 на 2 идут. Ну, то есть 3 с Великобритании, 2 с Ирландии. У нас будет повтор по овертаймам. Только же, как и на Нет, это Hardplay международный турик, дядь. 7? Здесь не только русский. Вы вообще помните там матч Немига СНГ команда. Вы помните? 44 раунда мы смотрели. Блядь, что это? О, что это, блядь? Ну как вы 3 в 2 нахуй разыграли, блядь, на 2-0? Силио, но 3 в 5. И надо в коннекторе На найти нахуй. пику. Минус. Есть контакт. Так, а дальше пойдут или нет? Здесь все-таки... Блядь, ну если сейчас Должно они быть заберутся, они понимание, что, заберут. скорее 3 в всего, на 4 банане и можно останется, идти, как и можно, Вердан. блядь. Пип. Пип, блядь. Может выйти на экстинкта сейчас. Летит море неприятный, экстинкт открывается. А, гори, сучара. Теперь уже 100%. Там еще с Т-спавна обходит Касл. Как они так теспаун читают? Так. И жираф втягивается. с Жираф ковры. втягивается, Но ему блядь. прилетает дым. Довольно вовремя. Инсилио потихонечку занимает Да точку, но несёт опять же, у дым. них далеко находится Касл. Тамерлану надо где-то Боже, в тайминг блядь, сыграть, что двигаться нахуй и убить кого-то. происходит? Но Даки и Что, Экстинкт блядь, вообще не прощают. происходит у И вас, жираф ставит нахуй? точку. 8-7. Ну У что Инсилио это, блядь? денег Ну хватает почему на они последний встали, закуп. нахуй? Последний закуп. Если проиграть, то Ой, блядь. уже на 10-й претендуют британцы. Так, у кого-то будет Галил, интересно? Или у всех калаши? Ого! ФПС берет себе Ого, муху, бля! скаут. Кто-то помнит Скаут! вообще сегодня покупали, ребятки, ССГ? Со скаутом в Потому что СНГ я вот умеет прям не играть припомню. только одна киберспортивная единица, которая В сейчас основном сидит в резерве, ауги были блядь. какие-то, В либо глубоком АВП, но резерве. без мухи. Да. Так что не надо сейчас По крайней дискредитировать мере, в этот. группе Б. Так, Да артист, нахуй. ой-ой-ой, как опасно, там уже Польт. Минус Эндри нашел по ебачил жирафу. жирафа. Пытается зашить, но отошел более безопасную зону артист.
Да, если бы еще Инсилио второй... Жирафа лицо отлетело. Это было бы уже серьезно. Мощный удар такой по сопернику. Ну, ФПС был близок, на самом деле. Боже, блядь! И здесь тоже, но не залетело. Не залетело. Как он пуля. первый не попал? Что это такое? Прямо по каске. Блядь, нужны Вульфи в допы. упоре. Видит ли кто-то тень? Никто не видит, но Хантер перестрелял. Перестрелял просто Кирилл здесь. Ну, под левое плечо Вульфи. Парни, только не оторвался, наломайте я не знаю, хуйни. зачем. Артист 4 в 3, размен на дал, какой-то но хуй, 3 в блядь, 4 все равно это разменивается. трудная, 3 в безумно 4. трудная ситуация. Петарда Вердан непонятно теряет где, экстинкта. в пизде, Даки блядь, где-то сражается она. в центре, ФПС со скаута. Даки, летит забирает параша, еще и блядь, артиста. взрывает. Даки И остается Даки один, сейчас отправляется он на сейв. получит пизды, 8-8 ему надо дать. продолжается. Чтоб он остался без Продолжается, девайса, Рубилова без вообще калаша. жестко. Да, будет жестко, если еще и матч Gunfive против Немиги мы посмотрим на Анубисе. Надо, мне кажется, какой-то, ну, Я пул этот карт Анубис уберу тогда к более ебаной матери на разнообразный. следующем Потому турнире. что команды, видимо, готовили только эту мапу к этому турниру. Конечно, без допов никуда, я уже, блядь, ну готов. А как счет? Друзья, пожалуйста, давайте 6000 лайков на трансляцию. У дяди Лёши тут совсем чуть-чуть осталось. Вот это дело, говорит молодой. Смотрит нас очень много людей, и Да. на Hard Games тоже можно 2500 Можно сейчас, я спокойно начну оформить. сейчас. Там, мне кажется, уже меньше 100 лайков осталось набрать. Кому не сложно, пожалуйста, реально перейдите. Что это такое, блядь? 16 раундов позади, уже больше половины игры как будто прошло. Пена Ну и на теперь обсервере. Эко Твердон. 2 КБ, вернее сказать, да, тут неполные... неполные голые юспы, так скажем, да. Тут есть Голый и пистолет. дробовик, вот, например, нового от артиста. Вообще, Поехали. в рамках центра карты Слышишь? смотрится неплохо. А, блядь, не надо, дядя! Ой-ой-ой-ой-ой, а что происходит? Там Пимп Хантер убил, еще и Касл разменял. 3 в 4. Даки явно не ожидает. В упоре он еще делает что-то по Каслу. Да ладно! Что творится с Инсилио? Артист чуть снова не убил. С дедовского ружья просто чуть не забрал соперника. Кстати, вот историю про Нову расскажу после этого раунда интересную. Польт у нас Блядь, пока вы эко занимает им хотите отдать? позицию, в Я упоре сейчас возле закончу тут все. Паласов, при этом А? стягивается FPS, но у него одно хп. Одно хп хп. всего лишь у FPS. Как ему играть? Как, блядь? Так же, как с 2 хп. Только строго в голову, если прописывать. Молик хороший, пачку ставят. Но удержит ли постплен? Жираф падает с юспом, ну и все, Вульфи-то Главное по одному должны выходить. забирать вдвоем. Хотя, опять же, у Вульфи 5-7, он вообще бежит, я не знаю, какой-то бешеный, но Польт Продолжайте, ребят, утихомирил. пожалуйста. 9-8. Инсилио врывается все-таки вперед, но сейчас будет байраунд. И вот про новую историю, кстати. На последнем сезоне ESL Pro Лиги была такая Сука, история, надрачивает что обсервер, Саша Симпл смотри. закупал очень часто. этот Саша дробовик. Симпл, блядь, закупал. Ну больше нахуй некого, блядь, рассказать. Ты ёб твою мать. В мире же мало игроков, нахуй. Блядь, я сегодня встал, посрал нахуй с утра. Вот это, блядь, важная новость. А вот, блядь, вот про другого рассказать, кто сделал какую-нибудь, блядь, реально интересную вещь, нет. Вот помню, блядь, Саша Симпл закупал, нахуй, да, как сейчас помню, блядь. Да, идем мы, нахуй, помню, да, по лесу, блядь, а там хуяк и лось на дереве. Первого Вульфи в ХЛП надо как-то Блядь. посодействовать, не знаю, разменчик дать, но не получается. Хаешка неплохая, Хантер может под нее открываться, но никого не замечает. А о чем меня надрачивает? Ой-ой, тут еще инстинкт открылся. Что Ебашь происходит всех! просто? Кассу в линейку двоих убил. 1 в 2 остается Даки. Сколько Так и мясорубки сосать. просто мы увидели сейчас на Хевене и в Хелпе. В этих позициях. Пип с дефолтом. Ну, Даки, у него меньше 50 хп. Как ему... Ага. Никак ему, блядь, не выигрывать. В Великобританию нахуй. Чемоданы, до свидания, блядь. Почувствовали игру. Пиздец. Они прям на финишной прямой. Выиграют, как им мне призовой переводить? В Великобританию, блядь, лететь? Сейчас все брошу, блядь, полечу. До Польши еле довезли деньги. Да. Призовой на Hard Play Cup 7. Пиздец. В Сербию лично летал, отдавал. Да. А в Великобританию кто меня пустит? Так, а Похуй. Инсилио В направляется Ирландию. А в Ирландию снова тоже под кто? Абазу. Никто, блядь. При этом Значит, что два правильно? опорника Хуй здесь дадим. снова решают запутаться. Верно? Ты нахуй не хочешь, блядь, пойти? Блядь!
ты сколько... Что это нахуй такое, как? блядь? Ну как? что это за это? пиздец, Ну, блядь? простите. Ёбаный ваш Подождите рот! секунду. Блядь, ну Можно- что это Можно нахуй? реплей, правда. Ну как, блядь, это За 10 секунд возможно? Инсилио Ну раунд отдали. пизда, Это что блядь! такое? Это что такое? Вот как просто? Объясните мне кто-нибудь. Объясните мне кто-нибудь, как пистолетом без армора Инсилио сейчас отдались, там авик и калаши были. Просто что? А мы хотим посмотреть допы, нам Вот у похуй. вас, смотрите, друзья, у вас победа, да, равно Ага. выход в плей-офф. А мы хотим, знаешь, Возможность чтобы, на блядь... топ-5. Просто вот протяните ладонь, О, возьмите блядь. ее вот так вот, аккуратненько. А в итоге продолжается Рубилова. Здесь снова размен на банане. Их очень Конечно, много, блядь. Жираф в итоге Размер забрал на моем, Касла 3-3. размен на моем банане, Очень блядь. важный байраунд с 3 точки в зрения 3 мы экономики останемся. у Инсилио. Его проигрывать вообще нельзя. Господи, На блядь. линии ноги прямо сейчас Размен вести 2 в 2, 11-8. блядь. 2 в 2. Жираф и волк Убивают остался, Пипла блядь. и артиста. Атака заканчивается при этом... Господи, скорее всего, на ребята, Б-базе. Но пожалуйста. тут ждет жираф. Не сделайте хуйню, я вас, блядь, Христом Богом прошу. Я не знаю, там жираф видит? Пожалуйста, или нет, блядь, что-нибудь. заберите этот раунд, а. Что ребята выходят на Б-плент, но позиция у него хорошая, правда. Ну, Не прочитай, забивает никак. блядь. Голова ну спрятана, что забирает ты Хантера. нахуй делаешь? И 1 ФПС с авиком остается. Тут еще с коннектора давит Вульфи. И он действительно может убить. Причем он не идет на ФПС, а ФПС сам открывается и просто не проверяет. Времени мало оставалось секунд. Нет, не мало, извиняюсь, там около 50 секунд, но тем не менее. Извините еще раз, блядь. Школьник, ты комментатор или кто? Проигрывает еще один важный раунд. И Кстати, теперь комментатор Интур очень это хороший. Золотека. На самом деле, я хочу сказать за этого комментатора. Я, блядь, человек справедливый. Вот на том Hardplay Cup 7, он там полувялого, блядь, гонял. Такой, блядь, Сереженька, знаешь, чисто вот этот, Сашенька, блядь, нихуя там что-то это. Он потом приехал с уважаемым Егоркой, мы познакомились лично, он говорит, я, блядь, на следующем турнире буду комментировать так, как в последний раз. Охуенно комментирует, красавчик, молодец, старается. Лучший, в следующий раз в белой рубашечке, блядь, будет сидеть нахуй. И в шляпе, блядь, как Д'Артаньян. Красиво. Ну, Вердант молодцы, правда. Молодец. То есть Вырос. дебютанты. Старается парень. Как и Инсилио, на Hardplay Капе показывают реально хорошую игру, могут с первого места сейчас выйти. Я напоминаю, Я что не если хочу Инсилио смотреть проиграют допы. сейчас, да, или Вердант проиграют, неважно, у них еще будет Неважно. попытка выйти в плей-офф. Важно, Но блядь. это уже будет матч-десайдер. Это уже будет, ну, завершающее БЛ-1 последнее. Возможно, они будут уже уставшие такие, более-менее. И там, ну, огромные риски проиграть, поэтому лучше сейчас закрыть. Тутка, блядь, и Но мне тут. кажется, правда, если Инсилио проиграют, то ключевой момент был на счете 10-8, когда они отдали просто эко. Польт дает хедшот по артисту, но пока нельзя, наверное, сделать заявление о том, что Инсилио заберут этот раунд. Пробуют еще открываться под банан, возможно, где-то. Но пока Турнир имени Инстинкт Сабины. не Что за дает куколды, вообще блядь, в шанс. чате, я не пойму. это сделать. Так, а подождите, Пив дает голову по атаке. Но размена быстро от Экстинг. Я вот говорю спокойным голосом, потому что, ну, скорее всего, тут забирают Вердант, хотя бомба стоит и 3 в 2. Подожди, интересно. Все-таки это очень интересно. Хантер убивает Вульфи. Что? Просто 10-8. Одни эко забрали, здесь Да дайте другие вы пизды эко выиграли. жирафу, Он блядь! задефает? Нет, не верю. Не верю! Хедшот, пропиши, ты что? Там оставалось меньше секунды. Ху-ху! Инсилио берут 11, это как вообще? Каждый раунд просто становится безумнее и безумнее. Посмотрите, как здесь Экстинкт ловко 2 размена нашел, но с банана его прикрыли, и здесь меньше секунды оставалось. Меньше Как там даже Рега, нормально? полсекунды. Вот это мог быть фейл реально очень жесткий. Он просто сел на морозе дефать. Просто вау. Юрий И все меняется опять. Юрий, это И вообще, все меняется блядь. опять. Если у Вердена была возможность выйти сейчас на 11, то уже Такой Инсилио вообще могут Юра, лутать блядь. матчпоинт. Имя смешное, Юра. Матчпоинт, да. Молодец. 2 ауга берут, один уже умирает, Польт сделал килл. Польт очень часто в последнее время опенфраги дает, кстати. Идет он очень хорошо, 18 на 15. ФПС тоже классно, Савик работает, практически 20 фрагов набил. Возле А-базы пока здесь пытается промутиться Хантер, плюс еще приходит к нему тиммейты, это До скольки Кассел и играют? Пип. До Давайте полпятого. посмотрим, будут ли они до конца До 13, сюда брат. заходить.
Причем без флешек, просто прокидывают молик, играют под него, проверяют хелпу, проверяют 9. И был бы дым у кого, да? Дым есть у ФПСа. Он только бежит сюда на А. Где бомба, блядь? Либо хелпу, опять же. Вы времени потеряли, хуй знает сколько, блядь. Кстати, хорошее решение, но никто не открывается, видите? Вижу. Дисциплина в этом моменте у Несилио прям хорошо сработала. Они играют максимально по позициям и лишний раз не открываются, не пикают. И это правильно. Касса убивает жирафа. Пик и Хантер справляются, и все, минус все девайсы у Вердант. А денег нет на последний раунд, и это 12-10. Я не знаю, друзья, столько моментов было очень важных на этой карте, особенно в концовке. И буквально все менялось. Все вообще менялось. Если есть ставки на эту игру, мне кажется, там коэффициенты прыгали. Там, то на Несилио 1.01, то там на Вердант 1.01. А на Несилио 10. Стасик, спасибо, родной. Спасибо за донатик, спасибо, мой хороший. Что произошло дальше? Подруги, привет, Кста. Это очень интересный матч. Через Гренландию можно передать. Блядь, ты совсем, что ли, больной? Но при этом Ой, нахуй могут пойти в Гренландию. коннектор Несилио и сделать бэсплит. Там на опоре два игрока, это Даки и Extinct. У них нет хороших девайсов. Только 5-7 и фармилка МП9. Если сейчас Вердант Можно реально тут заберут просто этот закрывать. раунд с вот этим вот говном, с которым они идут. Даже если Несилио ошибутся, Это вообще у них пиздец экономика будет. позволяет закупиться при 12-11, но лучшего варианта, чем сейчас, не будет. Не надо нам таких вариантов, Потому блядь, что не каркай. максимально хорошо сейчас они смотрятся в плане огневой мощи. Пип приходит под коннектор. Кассел тем временем готов заходить с банана. Жираф в упоре. Extinct тоже. Ну и в коннекторе Даки. У него 5-7 в руках. Ну, я не знаю, сколько фрагов он сможет его сделать. Возможно, один, возможно, его просто запрепарят. Молик неприятный. Его услышали наверняка, что он тут есть. И что происходит? Пип, как ты не проверил справа. Хантер разменял, но Extinct и Жираф делают по фрагу. Как они задавили этот банан и просто всех разнесли здесь? Вердант! Да неужели это еще один овертайм? Как? Как? Просто как? Последний закуп от Несилио. Снова у нас все заканчивается в конце основного времени. Это жесть. В группе А еще, ну, были какие-то матчи, где, так скажем, быстро все проходило. Более-менее, да? Но в группе Б у нас 13-11, 16-14 и сейчас тоже. Либо доп, либо 13-11. Это вот как вообще такое? Я не знаю, что сказать. Врыв под коннектор. При этом банан тоже играет в Несилио. Попробует повторить прошлый раунд, но Даки с Томасом здесь просто на чеку. Пип разменял на ТС красный. Extinct 13 кп за колонной. Живет и делает 2 фрага. Жираф еще убрал FPS. Это овертаймы. Это овертаймы. Вторые подряд у команды Вердант. И вторые подряд вообще в принципе на Картплей Кап 8. Хантер падает. Шок. Просто шок. Я не знаю, чат, вы хотели этого? Ну что сказать? Вы хотели... Кто доктора, мы, да? блядь? Да, Кто да, мы, вот нахуй? получается, что Мы с сказать. тобой вдвоем здесь, блядь, сидим! 22 Кто фрага этого уже хотел? Extinct Кто набил, этот при этом полуёбнутый Вульфи пидорас, команде блядь? всё никак десятку не провел. Домой мы, блядь, хотим! новый Время туалет. нахуй Сколько такого 11 игрока, друзья, часов! в команде Еще, Public блядь, 2 игры за смотреть! поляков играл. Сейчас еще Они там, на блядь, прошлый начнут турнир выиграли, пенить как нахуй! только С этим ебаным, блядь, Анубисом Там и с был помеха. овертаймами! тоже Хотели, играл чат, вы периодически, не очень хотели! хорошо. Кто, блядь? Кто хоть один? Да я его Ну, это забаню легенда. нахуй! Это легенда. Блядь. Поехали овертайм обозревать. Что еще сказать? Поехали глядеть. Авик у артиста. 5 калашей у Несилио лишают сыграть без снайперской винтовки. Я не хочу, такой же блядь, план это на смотреть, нахуй! Я сейчас себе градусником, блядь, глаз выковырю! Жираф потихонечку отправляется на мидл. Ой-ой-ой, врыв, интересно. Пиздец, что это, Что блядь? это такое? Что это Что это нахуй? Просто суматоха сразу. Пена, по блядь, старту. прекрати! Раунда номер 25. Польт. Данил, Попытка это пиздец. брать, как у Пена не получается. Артист убивает Польта в ответ. Блядь, меня Extinct сейчас горло сядет. может найти Касла. Выходит на дуэль под правое плечо. и Ох, закрывает блядь. Тимиряна. Теперь уже напряжение под А происходит.
Там Вульфи готов принимать, ФПС на миду тем временем, возможно, будет завершать атаку спиритом, да? Есть килл по Вульфи. Все сейчас... Пожалуйста, блядь, заберите эту игру! Сейчас, правда, может Дима закрыть... Я ебал, Артист блядь. не проверяет. И падает. Да, минута на таймере. На Б остается Даки. Просто нужно вырубить экстинкта как-то под размен. Поставить бомбу и 13-й раунд ваш. Инсилио. Но смогут ли они так сделать? Давайте посмотрим. Выходит потихонечку с мэна экстинкт. Запушил. Нет, блядь! Вернулся назад, успел. Но тут должны его закрыть. Да, Пип и Касл совместными усилиями справились с этой перестрелкой. Даки пойдет уже с лодки брать этот клатч, но Пип его ждет в упоре. Пип заметил. Стреляет сразу, но тут выходит очень хорошо Даки. И убивает по итогу Артема. Остается Хантер, Кирилл. 1 в 1 нужно забирать. Кирилл, блядь! Есть килл по Даки. Все-таки вырывают Инсилио. Просто я не знаю. Блять, как ну, эту не хуйню знаю, можно волейбольная спокойно концовка какая-то, реально, на волевом смотреть, просто блять, ну двигаются. почему нахуй? Пытаются Ну как закрыть эти это. совпадения, блять, второй турнир Ну, подряд? как же это жестко. Просто возьмите, блять, без всяких Я это не овертаймов, устану закройте повторять, правда, карту игры и супер пойдемте интересные, дальше. супер насыщенные на эмоции, на хайлайты, на клатчи. Блядь, еще Потом можно всё комментатор нарезать, надрачивает, сделать фильм целый, блядь. мне кажется, про этот турнир. Фильм, блять, Не знаю, там целый. YouTube шорты, ТикТоки, Да, что угодно. шорты, тиктоки, блять. Такие хайлайты Потом должны опять, собирать блядь, миллионы. школьники нахуй Правда. наклепают, блядь, в этих шортах. Все хекать будут. Эй, смотри, блядь, смешно, как карт бомбит, блядь. Я сразу говорю, я вас нахуй всех по IP вычислю, блядь. Ну что здесь дальше, блядь? 2 фрага, кстати, делает Верден. Под аплунтом вот так вот резко. Просто вышли, мейн пропушили. Да, мне их жаль, если они не смотрят этот турнир. Реально, упускают очень много. Упускают огромное зрелище. Очень классное. Зрелище, блядь. Соревновательное шоу. Зрелище, нахуй. Экстинкт у нас под Б. Готовится принимать. Ну, не знаю, Инсилио 3 в 5 просто со старта сразу. Не смогли лодку принять. И теперь пробуют Б атаковать, да? Мутится Касл, но его сразу артист наказывает. И здесь, мне кажется, уже никак не выиграть. Ну, да, FPS падает, Коль последний. 13-13. Снова равенство. Никто вперед не выходит. Блядь, пилотку бывший ставлю, что нахуй вторые допы будут. Пишите в чат, ребят, как думаете, кто выиграет, Инсилио или Верден? Потому что Ничего я ему не заметил, пишите, на самом блядь. деле, очень много поклонников нашлось у команды Верден. Я, на самом деле, не ожидал. Но эта команда, правда, она как темная лошадка. От нее не ожидаешь чего-то прям супер серьезного. Но они сейчас в шаге от плей-оффа. В шаге от четвертьфинала. Да, как стрёмная тёлка, блядь, с которой познакомился, и он сосет, и на обдай божи, блядь. Тихо. Ноздря на ноздрю идут, реально. Очень близко. Еще один закуп под 0. Сразу дым падает в сторону коннектора и на Б тоже. Смачок залетает на заход. Неплохо, кстати, ФПС двигается, но здесь не получается найти килл. Теряют супер много хп, остается около 20, да? Читай красный. Сгорел нахуй. Сгорел, блядь! Какой классный молик залетел от артиста, вот честно. Сразу большинство для Вердант. Даки при этом у нас в коннекторе, Вульфи за дефолтом. Скидывает антираш молотов, очень хорошо по таймингам все делает. Антихай. Хантер просто, мне кажется, в шоке сейчас. Не понимает, как так читают их. Но флешечки есть, да, еще на выход. Можно моменталку откинуть. Вульфи будет в блайнде, и здесь он может промахнуться. Однако поздновато называется флешка. И Вульфи просто одним спреем двоих забирает. Это как? Просто в фулл Он блайнде. охуел. Зажал левую кнопку мыши и убил двоих. Касл последний, это 14-13 в пользу британцев. 5-0. По-моему, прошлый раунд тоже 5-0, но могу ошибаться. Может быть, там был один килл. Лик, это вообще пиздец кого-то. какой-то. Но очень уверенно было. Это просто Да. ужас, блядь. Рафик, жирафик, блядь. Здесь Вердант молодцы, то есть добавить нечего. Сейчас еще за атаку, за сильную сторону переходит. И у нас тогда, получается, из команд Инсилио, Немига и Gunfight вылетают 2 Гастон, блядь. сегодня. Уже сегодня. Проходит только одна в плей-офф. Кстати, те, кто проходит плей-офф, у них будет, получается, день перерыва. Да.
кто с группы А и с группы Б. У них день перерыва будет, потому что у нас завтра группа С и группа Д, и только потом Запускай будет давай, блядь! такая вот история. Так что История. мотивация есть, наверное, да, все-таки сразу проходить. Счастливым концом, блядь. Плей-оффчик. Не вылетать в первый же день. Ну да, хуёвая затея. Хорошие шансы будут и там уже побороться за призовой. Кстати говоря, у нас распределение призового фонда, если что, первое место получает 400 тысяч рублей, Сколько? второе 200 и третье 100 Сколько? тысяч. Нихуя себе. Такая вот тема. У нас очень интересный был прошлый турнир еще. Там за третье место было белорусское дерби. Там играли Блядь, Вебстерс и БТР, если я не ошибаюсь. белорусское дерби. Тоже был очень интересный матч. Реально, и создается вот интерес. Сложно запредиктить вообще, кто выйдет. Я вот ожидал, например, что Spirit Academia сможет пройти из группы А, но вот эта БО-1 Прошли. мясорубка их просто снесла. Размены на карте, друзья. Смотрим вторую половину первых овертаймов. Ой, блядь. Instinct и FPS падают. Можно дальше играть банан пробовать. Там смакаем пивсит. Хаешечка неплохая, но в итоге отходит Артем к себе на базу. И перетягивается даже больше в коннектор, там играет. Тем временем ПДА тоже все неспокойно. В ближайшее время там может Даки открыться тот же самый. И постараться найти кого-то. Хантер встает за колонну. Ну, небольшие перестройки у Инсилио в обороне. Я не Просто могу, меня отпустили центр, начинает играют каждое, блядь, слово 2B, триггерить, 2А. каждое действие, пиздец. И здесь, Мне на кажется, самом сейчас деле, у меня, ну, блядь, вообще мне фляга кажется, это свистнет. неплохой вариант. При этом еще Польт почекивает центр, да, то есть, если что, Почекивает. какие-то проходы он заберет на себя. А Верден по итогу отправляется на сплит Б. 2 коннектор плюс 2 банан. По гранатам есть 1 дым, 2 флешки. Не Вчера так уж и Антоха много, говорит, но... блядь, тут белорусское можно дерби, просто это, выйти говорит, как контактами. картофельный Здесь спас, играть. блядь. Касл! Ой-ой-ой, я разнял. Хорошо, и можно третьего убить. Касл! Просто Тамерлан спасает данный раунд для своей команды. 14-14. И продолжается у нас Анубис. Как же хорошо сейчас он принял коннектор. И Флэманом тоже принял игрока одного. Суперски сыграл. Ой, блядь, да вчера это Мак, это вчера Антох Продолжаем пизданул, смотреть. я, блядь, со смеху не помер. Реплей, конечно, да, здесь прям классно. При этом у Касла не так все хорошо по индивидуальной статистике, но у него 8 ассистов. У него при этом 8 ассистов. Опа, и техническая пауза залетает. Не знаю, друзья, насколько долгая. Не знаю пока из-за чего. Но можем пока поговорить вообще про эту карту. Подсказывает мне то, что 15 секунд, не так уж и долго. Но на самом деле, я, честно, я ожидал, что Инсилио закроют. Правда, то есть, ребята вели 10-8, проиграли Эко. У них были отличные шансы, мне кажется, закрыть все в основное время, но у нас снова овертайм. Фристайм. Поехали. Продолжаем. Эй, мой дадыр, 5 гранат. принимай пополнение. 5 смоков, 5 зажигательных, 5 флешек, 5 осколочных у Несилио. Верда там докупили себе еще флешек, по-моему. У них чуть побольше их. Но, короче говоря, полный закуп, как и должно быть, потому что здесь по 16 тысяч дается на овертаймах двум командам. Буст на миду делают для артиста. Постоянно, кстати, его сюда подсаживают периодически, да? И никто другой, именно он с АВП проверяет окно и остальные позиции. Бывает даже вырывается соло на мидл под флешки. Вова Сейчас есть больше такая не возможность будет на запустить канале. тиммейтов под флешки. Я хил не Проверить успел дальше, прожать. зайти в толпу, зайти на А, но разворачиваются и уже будут играть от лодки. А мейн поджал Хантер, но он с эмочкой вряд ли будет Блядь. открываться. Серьезно, да? Он просто должен флешки. На следующий У них день такой статус опять у FPS, ебатория что если пошла. FPS будет в блайнде, то просто всех может убить Хантер, потому что он все видит прекрасно. Но Молик просто всю эту комбинацию, да, весь этот сетап ломает. Приходится отойти и что-то новое сделать. Скидывают дым, ребята. Вульфи готовят что-то свое. Тем временем на банане у нас тут падают пипки. На банане. 4 в 4. Дым в хелпе. Молик еще разгорается на пленте. Но Вердант разворачиваются на другую точку. Там один всего лишь Касл. Время, ебаный насос. Вот Услышал, это очень услышал, интересно. Польт их, может блядь. коннектор быстрее Ори, взять, на самом ёпта, в деле, микрофон! банан.
Пизда. Без шансов Касла уволили. А что делать Пизда, команде блядь. Силио в этой ситуации? Минус Что поль делать, тоже. блядь? Нихуя не Но делать. это, извините меня, матчпоинт уже для Вердан, если что. До этого и Силио вели, если не ошибаюсь. 12-10 был счет у них, да. Сейчас Бать, же там кинули все. шанс хороший у британцев закрыть. Еще один анут и выйти в плей-офф. Артист ставит точку, друзья. Это его 22-й килл. Но есть в команде Extinct, который там уже 25 набил. Идет 30-ки. Так, ну и теперь вопрос хороший, да? В плане того, смотрим ли мы последний раунд с вами? Или у нас еще одни допы? Вот это реально вопрос хороший. Я не знаю, стоит ли его отпускать на дискуссию, но мне кажется, лучше просто посмотреть вот эти 2 минутки, полторы, чем это все закончится. Или не закончится. По крайней мере, первый овертайм у нас точно подходит к концу. Миду хотят играть Вердант, при этом ФПС вместе с Польтом здесь играют более-менее аккуратно, скидывают пары хаешек. Кстати, в Ульфе и Даке остаются уже половина. Принятие пошло, блядь. Но при этом проходят далеко довольно-таки. И могут дальше... Смотрите, дымы закидывают. В хелпу пробегают в палас. Они под Б будут идти. ФПС, открывает жираф. ФПС попадает еще по Даке. Есть один размен. 3-4. Дальше открывается Extinct, но падает от Касла. И, видимо, это еще 15. Да. В Ульфе один. Он тут ничего не сделает. Да, борьба, конечно. У нас тут за каждый квадратный метр... О, что? Подожди, в Ульфе 2 фрага делают резко. Не понял. Иди нахуй просто. Вот сейчас, секундочку. Иди просто 1-4. нахуй. Он может реально забрать это. У Касла 45 хп, не сказать, Просто что много. иди Еще и нахуй. угадать. Ему надо причем Я при тебе этом- серьезно говорю, А в Ульфе блядь. пробегают на аплент. Подожди-ка, подожди. Я тебя Я не просто, верю, что блядь, я из тебя Силио такое в могут глаза отдать. просто выебу, блядь, если У ты вас сейчас это такой новый возьмешь. плей-офф, как вы такое можете проигрывать? Касса уйдет с диглом. Он понимает, что у Вульфе мало хп. Берет эмку еще сверху. Не Но надо, посмотри, как Вульфе встает. не Он надо. просто уходит на Хевен. И реально по таймингам может сейчас сыграть мега Не жестко. надо, пена. Но Касл, заметил ли он его? Прочекивает. Что? Клатч 1-4! Как? Просто как? Мне хочется просто, я не знаю, поплакать за команду Инсилио, как они это отдали. Но это очень грустный раунд. Это просто безумие. Я не знаю, ну, мне кажется, в Ульфе можно брать реально в новый состав Hard Legion. Что он сотворил? Вот что он сотворил? Кто ожидал? Поставьте плюс. Я уже морально себя настроил на новые овертаймы. Морально просто. Ну как Инсилио 4 в 1 проигрывают игроку, у которого 3 хп было? Я без понятия. Я не знаю, Я не друзья, что хочу вам скажут разговаривать ни с аналитики, кем. но после такой карты надо передохнуть. Слово вам, друзья. Ну, что мы можем сказать? Можем сказать, что... Ну, я снова не угадал предсказанием. Я говорил, что выиграет Инсилио, что будет близкая игра. Близкой игрой угадал, с победителем нет. Ну и Никита тоже говорил, что выиграет та команда, которая выиграет в пистолетке. И Вердант проиграли обе пистолетки и все равно вышли победителями. Что вообще думаешь? Как это произошло? Ну, я думаю, 1-4 на последнем раунде. Это вообще, я не знаю, это какой-то исторический клатч, и исторический залив от команды Инсилио. Я офигел, честно. То есть вот 1-4, ну, явно должны были быть допы, очевидные, следующие, там все что угодно могло произойти. Но отдается такой раунд. Такое редко. Я думаю, пару раз я видел вообще за всю там карьеру, за время, когда... Ну, это важный раунд. Это типа не просто раунд в середине игры, это раунд на следующие допы. Вообще это раунд на победу, возможно, выход в плей-офф. А сейчас пацаны будут сидеть, ждать игру и еще играть за плей-офф, и не факт, что выиграют. Ну, то есть это раунд супер грустный, тильтовый. Я не знаю, как он повлияет на команду. И, ну, супер крутой клатч еще получается. Но клатч как бы просто так не бывает. Они 4, скорее всего, кто-то его заливает. И заливает сторона КТ в данном случае. Ну, ужасно. Такой клатч, это, очевидно, череда ошибок, так что, ну, произошел лютый троллинг от команды Лютый троллинг. Инсилио.
Да, я не знаю, сложно будет парням. Ну, по игре, что две команды равно играли, обе хорошо играют Анубис. Если мы уберем клатч, то по факту были идеи у обеих команд, и за атаку, и за КТ, все грамотно делали, отжимали, споты занимали. Ну, единственное, фулл эко на 10-8 отдали Инсиле, но потом на 10-9 или там 10-10 отдали уже Вердант эко, то есть разменялись эко-раундами. Ни одного пугает, что последние 9 раз, когда Сабина говорит результаты в чате, она каким-то хуем это угадывает. 9 блядских раз. Человек, который к киберспорту не имеет никакого отношения. Люди проиграли в текущем МР-12 обе пистолетки и умудрились Надо и выиграть. премию хоть дать, блядь, проклянет Да и в хуям. целом и те, и другие показали нам такой современный, хороший Анубис, активный за... А ты слышал, как она ставит? Она знаешь, что говорит? Она говорит, мне значок у этой команды нравится, я на них поставлю. Или название. Это просто охуеть. Они могут только бегать плюс В, в том числе за защиту, но в определенный момент они все-таки смогли сбавить темп, навязать более вязкую игру. Хотя казалось, что они уже поймали какой-то кураж, который мог их привести куда-то не туда. Несколько раундов было хороших от них, агрессивных, а потом они уже начали откровенно фидить и чуть было не доиграть. Да, согласен с тобой полностью. Следующий матч тоже интересный. Я надеюсь, он без допов будет. Я надеюсь, он очень быстренький, на самом деле. Вот. Я надеюсь, что он быстро начнется и быстро закончится. Быстро закончится. Это круто будет, да. Я Спасибо, буду рад. парни, ебать. Что вообще думаешь по следующему матчу? По твой взгляд? Мне кажется, ну, равный матч, и в той, и в другой команде у нас замены, то есть стенд-ин, посмотрим. Хотелось бы какой-нибудь миражик, на самом деле, увидеть, просто вот сейчас вот разгрузочный миражик, где Вот это все вот команды правильно. друг против друга, с заменами, побегают, поиграют, может быть, без допов даже, вот. Я бы, не знаю, тут 50 на 50 для меня, потому что, опять же, из-за замен, 5-4 если на бы у 46. Ганнов не было замены, я думаю, они фаворитами в матче являлись, но так как есть заменка, то игра будет равна, но, наверное, я поверю в Ган 5 больше. Ну и интересно было бы посмотреть в десайдер матче Ган 5 Инсилио, ну, лично мне. Вот. Да, такое уже микродерби появилось между этими командами. А так, да, согласен с тобой, мне кажется, у Ганнов шансов чуть побольше, хотя, как говорится, игра была равна, играли две команды с заменой. Так? Подожди, так говорится? Если будет Анубис, я скипну нахуй сразу. Я не могу больше Анубис смотреть. Очки или стенды на себя проявят, в целом интересно. Я ожидаю от этого матча такого цис-рубилова бескомпромиссного, с ножами, зевсами и прочим. Прелесть. Да. Согласен с тобой полностью. Будет интересно посмотреть на это. Ну, а сейчас мы ходим, получается, на небольшой перерыв, и скоро вернемся на, получается, матч лузеров в группе Б. Лузеров. Что там у твоего комментатора? Реклама БК на футболке. У моего комментатора? Ты знаешь вообще, кто это? Комментатор. Ты знаешь вообще, что это за человек? Вот этот вот. Кто знает, кто это? Во-первых, это аналитик. Комментатор, кто комментирует. Аналитик — это кто анализирует игру. Вы знаете, кто это? Вы реально шарите, кто это? Я сейчас вам даже точно скажу, кто это. Блять, вообще, если чё, это тренер женской команды Team Spirit. Тренер, блять. Это просто к слову вам. Team Spirit. Просто, ну так, к слову. Да.
Просто так вам, как бы, если чё. Сам не знает, нет, я просто проверил еще раз на всякий случай, потому что действительно это он. Подожди, а сейчас, получается, играют те, кто все слили. Простите, не-не-не, Джокер, я просто думал, ты реально знаешь, просто так по приколу говоришь. Сейчас получается... Прозвон. Прозвон. Срочный прозвон. Срочный молниеносный прозвонище. Алло. Сейчас. Алло. Здравствуйте. Опять начинаешь? Нет. Вы можете сказать, какая сейчас карта будет? Блять, Егор, ты серьезно нахуй? Они что, уебались там все, что ли? Или что, блять? Сумасшедшие. Балансированные, блять. И финал будет комментировать. Я не буду эту хуйню смотреть. Я не могу уже, блять. Вот ты смейся, блять, а мне плохо уже. Я не могу, мне уже 37-й год. Ты мне скажи, у нас получается сейчас кто проебывает, все, да, вообще их выпизживаются они. Это раз. А завтра игры такие же. Так же. А потом уже плей-офф. То есть с третьего, как бы 2 последних дня это игры на нахуй. БО3 на нахуй. Ага. Все, я тебя понял. Блять, Ancient карта, очень хорошо. Егор, как вы думаете, во сколько сегодня закончится этот, блять, аттракцион неслыханной щедрости? Подождите, а кто сейчас? Сейчас не Мига и Ган, и все же, да? Ага. Инсилия, короче, будет рубиться. Ага. Ага. Ну это, блядь, вообще будет рафлан ебало. Все, я понял, мой хороший. Все, целую. Вы сегодня нажраться не хотите? Только знаешь как? Чтоб вот просыпаешься, и рядом вот эти облеванные очки лежат. Вот чтоб, ну, вообще пиздец было. Ну, чтоб прям жестко. Но это не важно. Не важно как, не важно где, главное, чтоб говно. Все, я понял, мой хороший. Все, связь. Давай. Угу, давай. Организатор турнира. Организатор — это кто отвечает за все. Егорка наш. Спасибо за турнир. Спасибо, родной. Арамье, спасибо, родной. Поржать хочешь? Это единственная команда, за которую не шарю. Джокер. Команда Team Spirit по доте выиграла недавно... Блять. Как, господи, он называется? Все, приехали, блять. Инт, ёпта. International. Просто, ну, так, к слову. Просто, ну, на всякий пожарный. Такая малоизвестная, да, команда, блядь. Так, друзья, что я хотел попросить? Тебя зовут Андрей, блядь. Степан, я Степан, нахуй. Боже, блядь. Ребят, у меня просьба, чисто для статки, мало ли, может быть, кто-то играть будет на обновленном CSGO ранее. Ебаните, залогиньтесь по вот этой ссылке. По-братски.
не душу вас сегодня рекламой, ничем. Просто, ну, если не сложно. Ладно, окей. Просто логин со Steam сделайте, все. Потом, что хотите, делайте. Блять, ну сейчас будет вообще пиздец. Если не Мига, нокнет Gun 5. Ну это, блять, это... Я не знаю. Я тогда вообще не знаю. Это шок, блять, будет. Но, понимаешь, как играют не Мига, они Форзов обыграли на том турнире. Основной состав. И я никогда не понимал, как это работает. Ребут? Кому ребут? 5:12 время. У нас еще есть время. Не-не-не. Я крайнюю игру смотреть не буду. Крайнюю игру просто на канале посмотрите сами на хардплей. А вот Немига и Gun 5, если сейчас переноса не будет, то мы посмотрим. Блять, почему-то мне кажется в одну калитку. Не знаю, вот как точно, но мне кажется в одну калитку игра будет. Не знаю почему. $0.3 дали за заход. Уважаемые Ты зрители, гонишь? мы достаточно быстро к вам возвращаемся с новостями следующими. С минуты на минуту начнется матч за выживание и одновременно матч за вылет Hardplay Cup 8. Да, такая вот небольшая пауза. Встретится у нас Немига и Gun 5. Мне кажется, очень интересная встреча. Победитель будет играть еще с командой Инсилио. Это будет последний BO1 на сегодня. Так что давайте глядеть мапвета, что там команды напикали. Вроде бы вы уже видели. Блять, мне на секунду опять это показалось. дело, но давайте еще раз пробежимся. У нас Ancient. Ну, спасибо, что не Анубис, но как бы... Передайте вот это обращение ребятам с Немиги. Ладно, закиньте им кто-нибудь. Меня там просто знают тоже игроки, блядь, да и Арга, скорее всего. Ребята, спасибо, что вы забанили этот ебаный Анубис. Блять, от всего канала, от чистого сердца спасибо, что мы посмотрим Ancient. Господи, дай вам бог, блять. Хотел сказать победы, но здесь не знаю, за кого болеть, поэтому просто удачи вам, блять, победит сильнейший. История, на самом деле. Посмотреть, как вообще еще Gun 5 смотрится на Ancient. Я напомню, да, то, что Gun 5 у нас играют со стендином, да, а именно Lightning играет вместо Резолюкса на позиции снайпера. Вот, и вроде бы в первой игре Lightning себя показал, ну, неплохо, да, не было прям какого-то супер перформанса, если я не ошибаюсь, но при этом он не отставал от своей команды по статистике. Сабин, ты можешь сказать, кто, блядь, не Мига? Приятно. Посмотрим опять же на ножевой раунд с вами, кто будет пикать в сторону. Уже говорят, посмотрели там на ножевой, в общем-то скоро будем пикать в стороны, да, команды пикают в стороны. И взглянем, как пойдет у нас эта карта. Красивый, да, тоже комментатор, как я в молодости. Здесь ну, разминка, буквально да? 2 года назад. Вот-вот, ребята начнут играть. Очень серьезное нас ждет противостояние. Джокер, но это уважение, я родной. не знаю, что тут сказать, будет это всё быстро или нет, но есть за что сражаться, да, так скажем. Ну, явно есть, да. Может здесь сделать 2 победы и выйти в плей-офф. Да, хотя, казалось бы, Финниган, родной, давай это. Поехали смотреть пистолетку. Всем приятного просмотра. Киты закупают уже себе Lightning, при этом парочку гранат. Да, у Финнигана еще дым, у Супра есть флешечка. И ребята делают... Я не думаю, что выиграет Немига здесь, при всем уважении к пацанам. Блять, потому что, ну хуй знает. Хотя, не знаю, ребят. Я бы не ставил на эту игру тоже. Вообще нихуя непонятная игра. И там хорошие игроки, и тут такие сильные игроки тоже. Мейн. Не знаю, и пацаны. Донат. Правда не знаю. Не то, Но что разговаривать я там... не буду, здесь все Я зависит правда от Лайтнинга. Сделать ли он какие-то фраги, но ему, видите, дым прилетел Попал? в окно сразу. Не совсем приятный. И да, действительно, это сплит ап лентай. Финниган с беретами готов уже принимать. Есть тактический пареловик, скинул очень быстро Лайтнинг. Финниган, хорошо, первый минус есть. Дальше размены, но Лайтнинг создает ситуацию 4-3. Большинство пока что для команды Gun 5, но теряют Финнигана и Лайтнинга. Просто в 1 секунду практически. Ретейк 2-3. Пачка стоит. Это, конечно, для Gun 5 не очень приятная история, тем более нет дефьюз китов. Надо быстренько выходить, убивать, допустим,
красного лира и потом забрать, не знаю, на бусте еще одного игрока. Посмотрим, получится ли у ребят взять этот раунд. Фейк дефьюз. Пробует пикать Алмазер и компания. Здесь в итоге улетает Алмаз, улетает Сильно. Лир. Да ладно, риски Боб один остался и тоже получает в голову от Супры. Очень сильно сейчас Ну, Супра слушайте, отыграл. очень хорошо получилось у Ксиэлу и Супры разыграть эту ситуацию. Да, я забыл сказать, что в Нимиге тоже стенды, но я об этом говорил еще в первом матче. Не особо понял мув, почему триплой пошли именно туда, а один не остался за ящиком. Я не знаю, куда тут позиция называется, вот здесь тут, блядь. Не помню, как... Не учил я еще Эншин, короче, по позициям. Не помню, правда. Короче, поняли, вот за ящиком. Не понимаю, почему. Мог бы один в закрытую до Талова стоять и просто в боком выйти. Не знаю, странное решение. От команды Нимига они проиграли ситуацию 3 в 2, при этом была установлена бомба. И мы видим здесь калаш, 3 Галила, есть Дигл от Фламуса. И уже ребята играют Нимига чуть откуда? иначе. Вдвоем пода стоят, Gunfive, Миру не контролируют, русская не команда, пытаются даже его Нимига занимать, белорусы. и при этом халдят под точкой Б Нимига. Gunfive, в свою очередь, здесь просто аккуратненько тратит гранаты. У них с этим есть определенные проблемы, да. В основном тут только смоки у всех, но есть молик, допустим, у Лайтнинга того же. Но, как бы, и у Нимиги не особо много утилити, поэтому здесь примерно равный закуп. Я бы даже сказал, поприятнее где-то у Нимиги. У Ксиэла всего лишь одна ямка, да, больше ни у кого нет. Фумасы. Я Под Анубис флешечку, вообще наверное, будут просто, я распикивать его... именно пространство Блядь, за генетически не дверьми перевариваю. на Б. Потом как-то, возможно, продавят рампу. Тем временем пытаются забайтить на А. Нимига. Тратят много гранат. Здесь неприятный молик Белолик. Он сделал до фрага, правда, Покидаете сгорел всё равно. молик и не смотрите? И теперь уже облава на базу Б. Светлый пытается выжить Ксиэла, но не получается. Супра в кейве тоже падает без килла. Пачка ставится. Финниган, спасай команду. Не получается Болтер протянуть у Владислава, поэтому здесь 1 в 1 уже Лайтнинг попробует Алмазер сейчас забрать на скилле должен всё это в вытащить, по свои идее. руки. А ну-ка, Алмазер против него, да? Алмазер, это интересно, потому что стреляет нет он, инфы. будь здоров, плюс позиция хорошая. Ну и Лайтнинг здесь, мне кажется, просто Делаем круг. не читает соперника. Фейк дефьюз, Алмазер. Было близко, кстати. Очень опасно, да, но, спрей пролетел. Естественно, Алмазер был лучше готов к этой дуэли. 1-1, Нимига очень быстро сравнивается. И они могут задать темп на Эншенте, выйти сразу вперед. После этого выигранного Рубль кину, если форса. Gunfive проиграет. Чего такая нелюбовь в команде? Так, ну в основном здесь, конечно, пистолеты фигурируют в закупе у Gunfive. При этом есть Лобикус с МП-9. И Финнигана никак не Возможно, закрыл, с ней не надо пиздеть. он пойдет куда-то в Донат, либо упор А-мейн встанет. Можно также с такими ППшками становиться где-нибудь в кейве, такие близкие позиции занимать, где у тебя больше преимущества. А, за неуважение к И у Ники, сопернику, при типа, всем при минус этом, реп. попрошу заметить, 3 Мактена. Да, здесь хотят ребята зафармить. Я очень понял, я просто серьезно. даже, честно говоря, не придал значения особо. Скорее всего, отожмут мидл, потому что здесь борьбы вообще нет от Gunfive за эту зону, так скажем. В кейве Финниган находится вместе с Супрой, но здесь не факт еще, что Нимига пойдет сюда. Пока просто проверяют позиции. Топнули. Можно прокинуть молик. Таким образом сразу собрать информацию по Финнигану. Да, так и делают. Ребятки, но Финниган стоит прям совсем близко. В итоге открывается и падает, не сделав и одного фрага даже. Но Супра разменивает. Очень хороший стрейфик. И пробует так еще одного добавить, кстати. Но здесь вовремя молик за дефолт прилетает. Таким образом Супра меняет позицию. И уже реально можно занимать точку Б. Ставить здесь бомбу. Быстро и зашли. выиграть второй раунд. Мне интересно, Только не будут ли пикайте, сейвить блядь. Gunfive девайсы, но мне кажется, Ой, надо драться блядь. здесь, пытаться выиграть баланс. Лучше несколько, а лучше вообще раунд выиграть. Ксиэла и Супра что творят? Че они хуйней страдают? Ничего себе, Фламус. Фламус, размен есть, окей, но все равно 2 в 3, пока неприятно. Алмазер заметил соперника, есть килл. И Развалит. также в темный падает Лайтнинг. Все, здесь разобрались. Но поначалу было очень страшно за команду Алмазер Нимига, пиздец за тоже, я Вавчик, говорю, и они играет контролировали. браво. Все, Фламус ставит небольшим Алмазер, бёрстом. Супра, Хэдшот очень по хорошие лобику. игроки. Наверное, это 3-1 Говорю, это даже. много лет Вот так уже. вот все резко начинается. Очень У нас бодрые на самом ребята. деле группа Б. Во Лично, многих к сожалению, матчах не знаком с ними. Может быть, с Алмазером где-то пересекался. Там, может быть, не факт.
Очень бодрые ребята, очень стабильные, бодрые, годами хорошо играют. Я не знаю, как они там в команде играют, там типа, ну, но вот по стрельбе очень бодрые, хорошие ребята. 6 на 1 Алмазер идет, да? Остальные пока его догоняют. Немножко Хана не хватает. Мне кажется, для уверенности ему прямо сейчас надо сделать -3, -4 на эко. Тогда он раскликается и будет прям хорош. Чатик, не забывайте лайки прожимать, пожалуйста, на трансляцию. Давайте 7000 добьем на основной канал Hardplay и, конечно же, на Hard Games. Постараемся до 3000 добраться. Ваша активность — это очень круто. Молик полетел в окно. Йелло тем временем на планете. Смотрите, какой стак интересный оформили игроки Gunfive. То есть такой буст от Финнигана. Здесь с мейна потенциально может выйти Риски Боб, но до этого еще дожить надо, да? При этом, скорее всего, Прочитают или нет? этот буст может и не сработать. Но опять же, 2D. Я думаю, Блядь, что почитают, прикинь. Риски Боб будет немного Охуеть. удивлен. Ну, кстати говоря, идут. Идут сплитом на стак Апланта. И Хан здесь Слышали. с фармилкой готов уже заходить. Главное, опять же, прочекать буст. Вот он. Как раз 3 фрага для Хана, о чем я и говорил. Человек просто раскликался, Сейчас, да. сделал -4. И уже как бы не 0 фрагов на счету. Красиво делает Немига. Красиво делает Хан. Ну и сейчас посмотрим на Gunfive. Уже в деле. Не-не-не, против фармы там После неудачного старта. сложно. Хотя при этом пистолетку они выиграли. Смогут ли они вернуться? Немига, да, так прям серьезно играют. Алмазер у них хуярит что-то прям в этой катке очень жестко, ребят. Или, по крайней мере, занятие пространства под Б-базой. Дефолтный дым в двери можно тоже прокинуть. Встать на банан вдвоем-втроем. И просто Блядь, контролить все закончился. это дело. Но пока делают дефолт и особо не Давай, Джокер. агрессируют где-то, да? Не проявляют Приятно. супер инициативу. Не, Пытаются ну играть рано как могут. говорить трио. И здесь Немига Рано. может на самом деле пойти на А. Очень даже интересно. Хан, вот это проверил он сейчас с Авиком, конечно. Такой вот буст замутили. Риски Боб, ну, пока еще не рискует выходить. Ребята гранаты какие-то Ой, прокинули бля. и разворачиваются. Возможно, мидл пойдут играть. Прикинь, а там двое были. Финниган уже отошел с окна. При этом, ну, Лобикус не сказать, что как-то держит центр карты. Скорее, просто будет принимать донат, если пойдет выход к нему, либо в сторону окна. От к Gunfive Финнигану. ожидал большего, если честно. Какой-то кроссфайр, вместе с ним он сможет поддержать. Видим, да, что Ой, блядь, Немига сейчас понемногу Грена. начала свой раскид делать. В итоге Хан ошибается под Аплантом, но есть размен сразу от Лира. И ребята очень быстро начинают двигаться. Уже проходит в КТ. Между прочим, смог сюда кидают. И, видимо, даже на Б-плент будет. Супра падает после одного минуса. Но там Ксиела спрятался в БРМП. Вот это будет очень интересно. Если они его не прочекают, то это, наверное, раунд для команды Gunfive. Время 20 секунд. Надо пачку как-то устанавливать, пытаться. Не прочекают. Не просто это все будет. Лир в кейве ошибается, проигрывает дуэль, но Фламус разменял. Слабо. 13 секунд. Фламус идеально под Ксиела, просто пачку ставил. И все. Это 2-3. Если никак, ну, не взять раунд Алмазеру. 5 секунд. Подобрал пачку. Или успел поставить? Нет, не успел. Не успел. Лайтнингу просто надо жить в кейве. И Алмазер видит дула и убивает его. Авик сейвит, но раунд, к сожалению, проигран для команды Немига. Тем не менее, да? Шансы есть. Перемудрили. Намудрили конкретно. Калаш и остальные ребята тоже там. Кто-то дропнет, кто-то просто закупится. И посмотрим на это все дело сейчас. Мемный лис. Это 8-й уже, брат. Ты, видать, давно меня не смотрел. Это 8-й уже по счету турнир. На 700 тысяч этот, предыдущий на 700 был. Сразу активности у нас под Б проходит. Также мидл пытается играть Немига. В этот раз не медлит через буст. И также уже заняли снайперскую позицию. Проверяют донат. Супра и Финниган 2 фрага делают с фармилок. Вот это да. Закуп-то у Gunfive не очень хороший. Они же потеряли все ганы абсолютно. Как бы это странно не звучало, да? Вроде бы ганов 5, но в прошлом раунде их было 0 к концу. Поэтому пришлось с МП9 бегать, но тут уже они подбирают калаши, авики и так далее. Фламус убил Лобикуса. Вот это сейчас будет вообще прикол. Ну окей, у Немиги еще есть шанс где-то сыграть вот как раз через Риски Боба.
Или того же Фламуса. Ну, Лир совсем далеко. Как он, блядь, смотрел? Господи, риски, ну что это, ёпта? Выигрывает эту дуэль. Ну как он ему так спину Да, отдал? 3-3. Несыгранность. Вот и Gun5 как бы включились. Здесь Довольно быстро. Просто И это радует время. на самом деле, потому что ребята могли... Да-да, ребят, подписывайтесь просто на телегу Heart Insight и все. Вы же знаете, как она пишется, вот она. Подписывайтесь, будете в курсе всего там. Я рекламу не делаю там. равных и даже могут Просто, чтобы вы знали, выходить на перевес. что происходит. Лир пробует доиграть момент, но тут уже как бы 1 в 4. Да, мы видели матч Инсилио Вердант, где на счете 15-14 игрок взял клатч 1 в 4, но это не та ситуация, мне кажется, при которой реально что-то возможно сделать, потому что играют, ну, Gun5 максимально дисциплинированно, никто не открывается лишний раз, Lightning просто вообще на стрейфах здесь еле по чейке. Окей, Финнигана убьют, но вряд ли на что-то большее. Здесь особенно Лир. Даже пачку не дали поставить. Ну и по итогу деньжата кончаются. Надо 2 КБ делать. Парочка реплеев. Ну, мне на самом деле понравилось, как Финниган убил 2. Вот здесь, да. Он этим самым, Странно, мне кажется, да, что на выиграл самом деле просто не раунд перестрелял, да. для своей команды. Очень Ну и странный Lightning мув. молодец, что вышел вовремя. Там буквально оставалось меньше секунды до установки пачки. Это дало бы Роман. деньги, не миги. И, возможно, они взяли бы себе галил какие-то или теки с раморами. Это уже, ну, значит, даешь шанс на победу в новом раунде. Привет и А большой так, привет. с глухами, Спасибо. ну, ребята, знаете, как зайчики, пушистые, кролики тут ничего не сделают, скорее всего. Хотя, опять же, супер убили. Сиэлло, правда, вот так в линеечке троих всех сбивает. Сьюспа, правда, не смог дожать Фламус, да. Но это сделает Финниган за него. Что он сказал? Два гана, кстати, потеряли на эко, это не очень хорошо. Но Чего? сильно экономике не вредит. Послышалось, что ли? Видать, послышалось. Ля, блядь, Игдрасиль. Вот это дерево. Вот это джунгли. Видимо, Немига в этих джунглях запутались, потому что не получается у них уже. Какое нахуй который буррито, блядь? раунд одолеть соперника. Я напомню, да, 3-1. Ребята вели в атаке, и по итогу сейчас проигрывают. Финниган залезает на Heaven, очень активная игра. Ловикус также помогает ему на миду, прокидывает дым на старт. И Фламус решает пока переждать. Однако Супра уже вместе с Ксиелло контролирует вообще все под Б. Я вот об этом говорил, да? Что можно прокидывать такой дым, занимать банан и спокойно держать это все кроссфайром. Главное флешки все доджить. И, ну, просто показывать хороший спрей с девайсов. Интересная история тоже может произойти у Ловикуса. Опять же, флешки еще есть, могут использоваться. Вот вам пример, да. Ловикус пытается зашить, по итогу не смог выйти из-за этого Фламус. Ну, Ксиелло, видимо, просто тоже гранаты ожидает. Поэтому голова у него вниз направлена. Возвращаются потихонечку Финниган и Ловикус в донат. С Б-планта тоже агрессию сняли, ребята. Дают играть Немиги, но время 35 секунд. И здесь решение нужно принимать практически молниеносно. Фламус начинает прокидывать дым в сторону окна. Ксиелло отрезан, но может попробовать решить. Кстати, неплохо получилось. Рискибом остается половинчатым. Теперь Ну, подай, как и история. сколько они стоят? Финниган. Блять, ну Нужно серьезно? проверить. Есть килл по риски Бобу. Хан, правда, разменял. Алмаз Нету времени. сделал. 7 секунд команды нужно пачку поставить. И в итоге они ее ставят. Успели. Финниган убивает Фламуса. Lightning пробует Савика сейчас открыться, скорее всего. 3 в 3. Ретейк у нас идет полным ходом. Минус Супра. Размены-то будут все от команды Gun5 или нет? Lightning и Финниган, смотри, что делают. Хаешкой просто взорвали Лира и забрали Алмазера 1 в 1. Хан остается против Финнигана. Финниган уже 3 минуса сделал. Хан 2. И заметил он СВП соперника, но Финниган просто на морозе дефает. Отпускает бомбу в последний момент, да ладно! Чат, и вот теперь думайте, успел он бы или нет, если бы не отпустил. Ну там было 1,5 секунды, мне кажется, Хан убил бы ЗВХ все-таки. Я думаю, правда. что, ну, тут сложно.
Как У жестко него было. глок, если бы любой Очень другой был близкий пист, точно бы забрал. С Мне кажется, Глока- все-таки не успел бы раздефать пачку. Не знаю. Как будто Хан успевал. Но Вроде при как этом успевал, да. отпустить можно было сразу тогда отпускать и репикать. После секунды дефьюза, допустим. Берешь дуэль, и ты успеваешь ее раздефать. Так и так. В общем, можно обговаривать долго эту ситуацию. Поехали смотреть раунд 9. Здесь плохой закуп у Gunfive, но Финниган с Эмки единственной Зачем команде он так практически пикает? работает на миду. Минус Фламус. Да, у Лобикуса есть еще четверка, но он тут вообще в другой позиции. Под А-мейном играет и может, кстати, встретить в ближайшее время Риски Боба, своего соперника. Странное, блядь, решение было. Супра с диглом, ну, на Б-опоре вместе с Ксиелло стоят вроде неплохо. Тут хедшотики можно прописывать, если все-таки решаться Немига идти под Б. Но пока они действуют очень медленно достаточно по карте. Перетягиваются с Б в сторону Т-спавна, дальше под А куда-то. Если будут распикивать, я Полувялые. не знаю, проверят ли они Лобикусу, опять же, но... Флешка есть, можно накинуть, посмотреть спокойно нычку эту и забрать соперника. Но решают сыграть мидл. Отзонили окно. Отзонили пончик. Молик снайперскую еще проверить. Все идеально в этом плане. Лайтнинг с МП-9 в пончике как раз стоит, ожидает чего-то интересного. А Супра с Ксиелло поджимают. И еще там Финниган фигурирует в этом поджиме Б рампы. Ой, как интересно может быть сейчас. А куда Немига пойдет, на Б или на А? Они прошли, конечно, в окно, но куда дальше? Все-таки апленд. Все-таки апленд и Лир. Какие тайминги для Лира неприятные. Но, тем не менее, забрал ловит спину. Спину тоже проверяет и забирает Супру. Можно да было ладно. здесь забирать. Я уж думал, в этот дым выйдет сразу Супра и ультимейт. Но здесь закрывает еще на А Лайтнинг очень неплохо так. Финниган забирает последнего. Какая-то вообще суета творилась на Непонятная карте в этом вообще раунде. херня Но в конце какая-то. концов Gunfive берут 5-й раунд и выводит команду Немига на эко. Вот здесь-то они накосоебили. Много очень отдали. Такс. Глоки снова, что ли? Немига однажды с глоками летела на Б-пленд. Я хочу сказать то, что очень спорная ситуация, потому что вроде бы как бы играют ноздря в ноздрю, но это КТ мапа, на мой взгляд. И сейчас, блядь, можно это... У Gunfive. Они этим хорошо распоряжаются и аккуратненько расходятся по позициям. Главное просто лайтнингу с АВП первый контакт словить, попасть. А дальше, я думаю, там доиграет Ловикус, доиграет Финниган и спокойно примут точку. Ну, по-хорошему, да, это выход на 6-й. Такое тяжело отдать. Как он, Лайтнинг блядь, не попал? и на репите даже не смог убить. Ловикус только один килл. Финниган. Но здесь надо уже поправлять. Блядь, они Хорошо, ставят. 2 минуса есть. Так. Отлично Немига зашла сейчас. На удивление. Супра. Ой-ой-ой, красиво. Ну все. Как часы. Алмайзер последний. Тут, конечно, он не заберет раунд, но поставленная бомба для Немиги это хороший результат, как по мне. И, друзья, небольшой вам намек. Зайти на канал Hard Games прямо сейчас. Я думаю, вы знаете, зачем туда заходить. О, Да, помимо просмотра официальной трансляции. побежали. Вы знаете, туда зачем заходить. И зачем смотреть там чатик. Обязательно. Туда залетайте прямо сейчас. Давайте, лайков навалите. И будет кое-что интересное. Добро, добро. П-промо. Опа, полетел уже. Полетел. Ловите, ребят. Кто до этого, как говорится, на Hard Games сидел, тот уже, мне кажется, промикс ловил. Изи. Смотрим концовку первой половины. Плюс промо. Финниган стартует в окне, сразу гранаты на мидл летят, ему тоже в окно смог прилетел, не самый приятный. И, возможно, дуэли с пещеры нас ожидают. Здесь Супра и Ксиелло играют. Ну, не сказать, что супер пассивно. Лайтнинг! Зашил просто в голову Хану пулю. Лир 2 фрага, но при этом Риски Боб потеряли игроки Тайминг Немига. жест. Но на плент вышли, ставят пачку. На минуте 25 уже бомба стоит. Вот это да. Финниган. Дуэль выигрывает. Второму еще в голову прописал. Алмайзер красный. Супра и Ловикус пойдут, наверное, все-таки с Кейва. Хотя, может быть, Блять, кто-то тайминги и видел? через рампу. Дым развеялся, кстати, в пещере. Можно играть. А тут новый положили.
И все равно есть куча гранат у Gun5, но непонятно, как их использовать. Может быть, на бомбу положить смог, или что-то другое сделать. Время кончается, уже очень мало его остается, и все-таки Фламус с Алмазером закрыли раунд. Ну, я не знаю, очень долго разыгрывали этот ретейк Gun5. Очень прям долго. Мега долго. Лег, с задержкой смотришь, ребят, ну конечно. Даже официальные турниры. Ну что же вы, блядь, думаете, кто-то смотрит раньше, что ли? Лётка. Красота. Бля. Красота, друзья. Кинематограф. Какой-то месте. кинематограф получается. Да, Егор летает деньги, на конечно, коптере. у Gun5 здесь не сказать, что они миллионеры. Ну, пара эмок будет, наверное. Можно авик без армора купить, дать его лайтнингу, попробовать реализовать. Но тогда Супре придется играть с эмкой без армора. Скорее всего, просто без снайперского девайса ребята будут играть. Чат, плюс поставьте, кто там промик залутал. На прошлом раунде в чатик отправляли на Hard Games. Задумались. Плюс 0.25 напишите, кто словил. Реально, без шуток. Задумались. CSGO Run, если что. Hardcap 8, промокоды к депозиту. На плюс 20% используйте, ссылочка в описании. В чате тоже можете найти, наверное. Так, и тактическая пауза еще. Наговорился только не к депозиту, была. а просто промокод на халявный Ну, 0.25. кстати, наверное, здесь полезно ее использовать, так как хочется именно выиграть. Депозит это маленько другое. Ого, сколько плюсов. Ничего себе. Ну вы красавчики. Респект. Чпокаю под твой стрим девушку из АБС. Блять, красавчик. Что еще делать? Все правильно. Так, занятие мидло. Лайтнинг уже довольно серьезно тут поражал пространство. Дым лежит, ему помогает в этом. Ну и также девятку может забрать Финниган. Правда, у него 5-7, и тут, если калаши пойдут в ход, то дуэли эти могут быть проиграны. Ай-яй-яй-яй. Вот оно преимущество калаша над эмкой, потому что калаш вантапает, а эмка только минус 90 сносится. И еще был фраг от... Кого? От Хана. Неужели 5-3. шестой? Немига сразу начинает. И здесь, конечно, я думаю, им будет нетрудно закрыть последний раунд перед сменой сторон. Финниган играет на инфу, просто Скоро пропрыгивает, конец, в смысле, проверяет держись. девятку и в конце концов уходит под Б. Ну, тут, Не, смотрю, кстати, сижу может с большим угадать. удовольствием за этими командами. Мне кажется, Немига еще не определилась с выходом. Они пока просто дымы на мидл выкидывают и молик снайперскую занимают просто данную зону игровую. И уже вот, отталкиваясь от этого, можно сыграть под Б. Но тут 3 опорника. Просто Gun5 гэмблят, стакают точку. Интересно, получится ли у них что-то из этого. Ну, допустим, принять там, да, хорошо прям. Подраться. Либо все умрут без фрага. Финниган. Первый килл пошел, второго не получается, но лайтнинг в размене. Супра хоронит двоих, да ладно, 2 в 1 Gun5. Фламус в клатче. Нужно стараться забрать, но время давит. Меньше 15 секунд и Супра делает. Я более уебищного раунда, блядь, не видел за вот 7-5 счет. Более глупого раунда, блядь, от Немиги я не видел. Я вообще нихуя не понял, что они сейчас сделали, зачем они это сделали. Почему, блядь, одного они не послали на тот плент зачекать. Почему здесь они так зашли, боком заходят под эту точку. Почему все смотрели прямо. Короче, какая-то, блядь, неразбериха, вообще хуйня какая-то полная. Тоже была. А, как по мне, Ну, блядь, давайте посмотрим очень пистолетку. Вторую. Прям... Я напомню, да, у нас Gun5 первый пистол вроде взяли, Немига дальше форс. Здесь сейчас важная пистолетка и будет. вели 3-1. Но потом Gun5 вернулись. И в итоге закрыли 7-5 половину. Сейчас, если они забирают еще одну пистолетку, ну, наверное, это приблизит их довольно серьезно к победе. Опять же, главное не отдать форс, если он будет. Ганы будут быстро играть.
Фламус 100%. идет просто мидл с тиммейтами. Очень интересная пистолетка от Немиги. При этом Gunfive направляется под Б. И здесь сразу дуэли. По голове получает Фламус неприятный. Его Чего? добивает Ловикус по итогу. Хан, разменчик есть. Пытается Подожди дальше секунду, стреляться. чего? Лайтнинг с Глока здесь тоже борется. Но пока 4 в 4. Однако точка Б занимается игроками Gunfive. И уже ставится пачка. Сиэлла забрал Алмазера на обрыве. А вот сейчас, после фрага Тори Кибому, наверное, уже все решено. Немига этот раунд должна проигрывать. Только если чудо Лир не сотворит с беретами. Он уперся в Ксиэлу. Здравствуйте. Как он не убил Ксиэлу? Ну серьезно, ну вы что? Ну ребята. Просто на весь монитор голова соперника. Ксиэлла. Давайте реплей глянем. Да, вот это забавная история. Лир, конечно, здесь подвел чуть-чуть. Ну окей, 8-5. Юспы от Немига. Сейчас, секунду. Немига пошла по миду. Отдала плент. В сегодняшнем игровом дне, который идет с 14:00 по московскому времени, да, такая вот история. Будут играть Инсилио против победителя этой пары. Проигравший здесь между Gunfive и Немига вылетает с турнира совсем. У нас уже в группе Б Вердан прошел. Нормально, если Перовский. что. Две карты они 16-14 закрыли. Кто вдруг только сейчас пришел и не в курсе, это вот вкратце. Хорошая флешка, кстати. Посмотрите, какой стак в Донате. Вот Немиги. Прикольно, прикольно, но не угадали, тут максимум Ловикус, да, пострадает. И то не факт. Финниган еще помогает. Опа. Финниган прикрыл тиммейтом. Хорошо. 5-0. 5-0. Просто всех игроков Немиги разделили между собой. Финниган и его тиммейт. Да. 14 раундов позади. Вот сейчас первый бай для Немиги. Это прям будет очень важно. Инста смог в окно. Готовит Ксиэлла. Либо, кстати, в пончик полетит. Не, в окно все-таки, да. Не выходит Фламус играть. Мне уже люди пишут, да, то, что... А чё вообще, блядь? Чё происходит-то нахуй? Может, у них какие-то супер заготовки у Немиги? Я что-то тоже, если честно, нихуя не понимаю. Что они творят, что они делают. Может, я, конечно, блядь, нет, я Думп в КС-ке, но... Стоит за Бумычем, здесь есть первый килл, но сразу Лайтнинг разменивает. Можно дальше влетать. Уже Лайтнинг занимает точку. Бомба где? Бомба у кого? У Ловикуса. Ловикус у нас тоже возле Доната. Пока не торопится ставить пачку, да, время еще есть. Но Немига готовит ретейк. Хотя, подожди, на Б до сих пор Алмазер стоит с эмпой. Почему он только сейчас приходит тиммейтом? Это интересный вопрос. Фламус убил с Лиром вместе Ловикуса. Еще и Лир забрал Финникана. 3 в 2. Можно продолжать. С Доната еще Хан пытается с Авиком что-то сделать, но Супра очень вовремя разменивают. С КТ врывается Алмазер. Вот и он показывает, собственно говоря, Супра 1 в 1 против Хана. Больше половины времени на бомбе уже прошло. Супра просто тянет время и играет, я не знаю, ну на 5 с плюсом. У Хана ни армора, ни китов. И здесь он раунд не выиграет. Друзья, Gunfive берут первый бай за атаку. Это уже 10-5. Да, могут как-то, не знаю, раздропаться в теории, конечно, Немига. Допустим, Хан даст эмку, но он тогда опять без армора будет. Мне кажется, просто это будет 2 бай от Авика и возможный выход на 11-5 для Gunfive. Я не понял, что это такое. Я не могу никак нахуй это комментировать. Ну, типа... Хуй знает. Сразу летят смоки. Ребята распределяются по карте. Кто-то подбегает на мидл. Я объясню свою реакцию. Я не понимаю, что они делают. Ну, как бы, блядь, я не понимаю, что делает команда Немига. Вообще нихуя не понимаю. Ганы четко играют по позициям, по точкам. Что делает Немига, я... Рядом здесь.
Ну, энтри хороший. Правда, там еще Филизен фраг дал, но его разменяли. Просто заметьте. 3 в 2. Уже 2 в 2. Хан убил Савик Лобикуса. И перетягивается на мидл. И будет вместе с Риски Бобом, скорее всего, идти в ретейк. Тут шансы Блять, неплохие, подожди, а между что прочим. это нахуй Да, за... нет, армора... Нет, Я есть армор у вижу. Хана, извиняюсь. 2 первых армора у Риски и у Хана. Нет только гранат и китов. Это на самом деле проблема. Но тем не менее, время есть. Просто нужно чуть активнее быть. Ребята пытаются выйти. В светлой Супра находится. Также в нычке двойка Лайтнинг. И здесь он сыграл шикарно. Боба. Размен есть от Хана. И нужно просто... забрать последнего, но времени не хватает. Времени не хватает очень серьезно. Даже не получается фейк дефьюз еще один сделать. Хан забрал Супру, но времени не хватает. Все. Это и 11-й раунд для Gunfive тоже. На самом деле, хватает. Все. У Риски и у Хана. Тем не менее, время есть. Просто нужно чуть активнее быть. Ребята пытаются выйти. В светлой Супра находится. Также в нычке двойка Лайт. Ребята пытаются выйти. В светлой Супра находится. Также в нычке двойка Лайтнинг. И здесь он сыграл шикарно. Боба. Размен есть от Хана. У Gunfive. И сейчас хорошо. Там тоже они вели 11-5 на Анубисе. Тоже за атаку, кажется. Хотя, может, я ошибаюсь насчет вот сторон, не помню. Но ребята тогда с 11-5 отдали камбэк. Здесь они просто обязаны закрыть. Иначе будет прям фулл тиль для этого состава. Супра просто вскрывает бэкленд, выходит ему на молике все наплевать. Он просто Алмайзеру в голову прописывает, бомбы ставятся и все. Могут уже не мига на сейф уходить на самом деле. Могут просто уходить на сейф. Тут падает Фламус, Лир дает размен, но при этом, при всем, не зарабатывают преимущества никого, не мига. Они все так же в меньшинстве. И здесь уже смоки лежат, вообще 0 вариантов забрать. 12-5. Я не хочу, конечно, заговаривать, но простите меня, если тут будут допы, я все закончу. 7 раундов подряд от Немиги. Это, по-моему, первая вот быстрая игра у нас на турнире. Может быть, в группе А еще какая-то была. Может быть, да. Да, там 13-6 и 13-4 были счета, и 13-8 тоже относительно быстро, и 13-7. На самом деле группа А прошла достаточно быстро, если так посмотреть на табло. У нас тут прям рубка серьезная. Можно ли пользоваться каналами с наших каналов, пользоваться видеорядом, ты имеешь в виду? Бля, еще раз говорю, не надо в ВК писать во время турика. Пиши, пожалуйста, в чат, я читаю чат. Конечно, можно, просто указывайте, что за канал, да и все, без проблем. Или пишите просто на рекламную почту, дадут разрешение, чтобы партнерка не въебала, и все. Короче, я на связи всегда. И по итогу в плей-офф Мейк, видимо, не посмотрит. Мидл занимают пока, пробуют играть. Молики, конечно, мешают очень серьезно. Gunfive неплохой раскид на Б отдают, хороший молик за дефолт. И можно поднапрячь Б-рампу попробовать. Правда, Алмазер играет просто прыжками на чек. Может, если что, скинуть какую-то флешку, репикнуть под нее, попросить что-то у тиммейта, молик закинуть и так далее. Но пока стоят и особо не двигаются. Хан. Вот у Хана позиция, как мне кажется, интересная. С точки зрения того, что он с большой вероятностью поймает Ксиала, а тут под Б Супра дает. Они 3, но сразу 2 размена получают Лайтнинг и сам Супра. Да, 4 в 3, не мига в большинстве. И при этом ребята отпускают точку А. Ну, я эту игру посмотрю очень внимательно в повторе. Я очень бы хотел за ней посмотреть. Прям пиздец. Как? Я даже знаю, с кем я ее посмотрю в оффлайне. Я не понимаю, что здесь нахуй происходит, и это очень странно все, блядь. То ли они не играют эту карту, то ли вроде они ее играют. Я не понимаю, что происходит. Светлую Хан должен понимать, где находится соперник, хотя бы примерно ориентировочно. Если он здесь проигрывает, ситуацию будет, конечно, мега грустно, но не мега. Он же слышал, блядь! Имеет шанс закомбэчить. 6-12. Попадает Хан. 50 минут, Берет. я вижу, ребят. Раунд 1 в 2. Молодец. Я вижу таймер. Молодец. Gunfive предстоит сделать последний закуп свой, по всей видимости. Там только у 3 игроков хватает денег на хороший закуп.
Может Не быть, кто-то знаю. Дропецкий прилетит. Да, вот, например, Лайтнингу прилетел калаш. Ну и с Мактеном мы увидим Ксиела. Поехали. Сразу Фламус делает энтри по Финигу, но еще и падает Ловикус. Неприятное начало для ганфаев. На минуте 40 так-то, да? При этом все равно пытаются за мидл сражаться. В снайперской позиции Риски Боб стоит, у него очень мало хп, можно на этом сыграть. Но как же Ксиел, он не заметил голову в окне Фламуса. Я это увидел, но пытался Ксиела просто пробежать за коробки, поднять калаш, как я понимаю, или что-то другое. Но такое ощущение, будто этот раунд для Gun5 уже обречен на поражение. Все, что тут можно сделать, это подвыбить девайсы какие-то и испортить экономику, для того, чтобы в дальнейшем уже забрать заветный 13-й раунд. Экономически, кстати говоря, Gun5 будут делать после этого, если проигрывают. На что ты намекаешь? На что не намекаю? Просто сказал, то, что я разберу эту игру Уже в чате для себя. пошли предикты, да? всё. 12-12, допы. Все очень просто. Ну, не знаю. Посмотрим, как команды играли. Просто более Из такой подробно разберем ситуации эту очень игру и сложно всё. было. Но они мега стараются. Хан делает выстрел по Супрем. Лайтнинг последний. И замечает его Хан. Здесь должен закрывать. Фламус помогает. Ждем 8-й также от Немиги. Ну и там расстояние это всего лишь 4 раунда. При этом не все будут фуллбай у Gun5. Где-то придется все равно делать 2К или эко с глоками. 5:52. Эмбер, спасибо. Молодцы, что они мига не сдаются и играют до конца. Даже с пониманием того, что уже 12 есть у Gun5. За это команде, правда, респект. Фламус скидывает гранату точную. По Ловикусу неплохой урон проходит. Еще и зашивает с калаша. Ловикус подходит в упор и забирает в итоге Фламуса. Ой-ой-ой-ой. Ловикус скидывает гранату точную. По Ловикусу неплохой урон проходит. Еще и зашивает с калаша. Ловикус подходит в упор и забирает в итоге Фламуса. Ой-ой. Можно Б вскрыть. Там один пока Алмазер с калашом. Если какой-нибудь хедшот, то это может быть очень интересным даже. Но уже Лир пришел. Тут уже на двоих сложно выходить. Хотя Риски Боб падает. Спину проверяют. Gun5. Подожди, 5-3. Ярл, спасибо, родной. Понятно, что глоки, понятно, но Спасибо. все равно интересно, чем закончится. Лир на поджиме может тут ошибиться. Снизу проверяет тело. Проверяет, но не убивает. Супер подбирает АК-47, но Лир уже убежал. Убежал на плент. 45 секунд. Как же Немига волнуется. 6 минут до сейчас. конца стрима, да. Просто вот главное пистолетом не проиграть, да? Это не совсем обидно. Финиган и Лайтнинг пробуют заходить с Кейва, но тут Алмазер. Лир первый контакт примет, да. И он падает при этом, но Алмазер хороший размен. Еще может забрать Лайтнинга. Минус по Ловикусу. Алмазер просто спасает этот раунд. Супер размен. Супра! Да ладно! Как он это взял? Просто распикал одного, второго. Я не буду комментировать нахуй этот матч. По результатам аналитики этого матча мы сделаем определенные выводы в дальнейших инвайтах на турниры и так далее. У меня, блядь, очень много вопросов конкретно к этой игре. Я ни на что не намекаю, и я никто, чтобы давать какие-то предикты, вердикты, блядь. Но вот эти вот все мувы нахуй, и это пиздец. Это... Я не понял сейчас, что это такое, блядь, было. Ну, типа, блядь, просто команда нахуй перестала играть, и все. Просто, блядь, такое ощущение, люди нахуй, они забыли, блядь, как кнопки нажимать, и просто бам, все, и накрыло, блядь, пеленой. Будем смотреть. Возможно, усталость, возможно, еще какие-то факторы. Возможно, мы просто что-то не знаем, то, что творится внутри команды, но крайне странное поражение Немиги, если честно, конкретно здесь, потому что, блядь, ну, типа, команда играла, и дальше с ничего, что у них тильт начался. Ладно, решать это не мне, решат это немного другие люди, кто больше разбирается. В общем, всем, ребята, приятного
дальнейшего просмотра. Вы сейчас увидите дальше игру. Проходит она на канале Hard Games. Очень приятно проведете время. И ловите вот ссылочка на этот канал. Наш второй канал, кстати, тоже можете зайти, подписаться. Там идут, в общем-то, все турниры. Спасибо всем огромное. Завтра буду с вами. Сейчас сделаю обязательно запланированный стрим. И игры завтра начнутся с 14:00. Завтра мы с вами посмотрим шикарнейший, просто, честно, вот это вот гораздо для меня интереснее, потому что я думаю, что кто-то вот из этих вот двух групп выйдет и станет финалистом нашего турнира. Это железобетонно. Завтра мы увидим игру Энс Академия. Аврора, Янг... Короче, Аврора, я забыл, как у них правильно. Сегодня несколько раз говорил. Янг Банни, да. Энтропики, Илин, Спруты, Аркреды, Тим Спейс и Одик. Бля, прикинь, забыл. Ладно, все, ребят. Всем спасибо. Это был очень крутой 6-часовой стрим. Завтра Янг Блад, по-моему, да. Молодая кровь, все верно. Завтра я с вами. 6 часов прошли просто незаметно. И огромный респект всем за это прекрасное время. Всем добра, всем удачи. С вами, как всегда, был я, Леха. Hardplay. Увидимся. Завтра 14:00. Смотрите на канале Hard Games 100%. Ну, а я, возможно, подключусь пораньше или попозже. Там посмотрим. Все. Удачи всем.